1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. О, это тоже стреляет. Что-то у нас все стреляют. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. Ничего не слышно? Да нет же. Ваня. Раз, два, проверка, раз, два. Алло, да, слышно. Слышно, да, меня? Да, нас как хорошо слышно? Да. Что-то спасибо.
Все хорошо? Фокус нормально? Дорогие коллеги, время 20 минут 11. Я предлагаю начинать наше выездное совещание директоров центральных библиотечных систем Республики Коми. Здесь у нас сегодня, кроме директоров центральных библиотечных систем, присутствуют директора всех государственных библиотек Республики Коми. И тема нашего сегодняшнего выездного семинар-совещания – это библиотеки нового поколения, диалог профессионалов. На открытие совещания слово предоставляется министру культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Емельянову Сергею Витальевичу. Уважаемые друзья, коллеги, доброе утро. Всех очень приятно видеть здесь, в Карткеросской центральной библиотеке. Мы, видите, Национальная библиотека на ремонте, приходится искать альтернативные площади для работы. Выезжаем в Карткерос. Но нет никаких сомнений, что уже в самое скорое, ближайшее время, в 2021 году, усилиями Алексея Анатольевича и его команды, библиотека уже распахнет свои двери, и будем большое внушительное количество мероприятий проводить на площадке Национальной библиотеки нашей республики. Сегодня важное очень событие, я думаю, для библиотечной сферы. Мы с вами переходим к новому формату. Мы никогда этого не делали в таком режиме, но теперь будем работать именно так, год от года, проводя такие вот, как сейчас это модно говорить, питчинг-сессии по обсуждению каждого проекта, который заявляется сегодня на библиотечную реформу, вне зависимости от источника финансирования. Мы начинали с вами эту реформу загодя, за год до начала национального проекта началась библиотечная реформа в Коми, и во многом, в том числе и поэтому, мы с вами сегодня один из совсем немногих регионов, можно пересчитать пальцами одной руки, которые финансируют эту библиотечную реформу еще и за счет региональных средств. Это очень важно. Поэтому мы с вами уже приближаемся к отметке в 30 библиотек на территории Республики Коми. Если быть более точным, 26 библиотек нового поколения мы создали вместе с вами с привлечением средств всех бюджетов за эти всего лишь 2 года, за 2019 и 2020 год. В год столетнего юбилея Республики Коми мы с вами планируем переоснастить еще десяток библиотек, в том числе с привлечением средств федерального бюджета национального проекта «Культура», в том числе на площадке новых социокультурных центров, которые мы будем возводить и капитально ремонтировать в различных уголках республики. Я напомню, что мы с вами ставим перед собой глобальную задачу, поэтапный, такой десятилетний, чуть более чем десятилетний переход к работе всех
без исключения библиотечных учреждений на новый формат работы. Конечно, мы сегодня с вами, переоснащая библиотеки такими уверенными темпами, видим, что библиотека меняет свой формат жизни. И это уже не просто центр книговыдачи, сегодня это такой современный культурный центр. И вы прекрасно знаете мою позицию, что это не значит, что мы здесь должны устраивать пляски с пирожками. Это в первую очередь, в любом случае, библиотека сохраняет свой первоначальный, первозданный, вот эту вот самую главную свою ценность. Это образовательный, научный центр, это центр интеллектуальный, безусловно. Поэтому здесь нельзя путать формы досуговые, культурно-досуговых учреждений с теми формами, которые традиционно присущи библиотечным учреждениям. И были такие прецеденты, споры даже. Сейчас их, естественно, нет, когда мы с вами начали библиотечную реформу, но бытовала идея, что в том случае, если мы бы не начали переходить к новому стандарту жизни библиотек, то нам бы пришлось выбирать просто-напросто между культурно-досуговыми учреждениями и библиотеками. Потому что во многом начиналось дублирование функций. Библиотеки в погоне за посетителем, но в силу тех материально-технических условий, которые были еще несколько лет назад, до старта библиотечной реформы, были вынуждены проводить те формы, которые сегодня присущи КДУ. Поэтому сегодня мы считаем этот формат работы недопустимым, и для этого во многом переоснащаемся вместе с вами. Спустя год мы четко видим не только наши успехи, но и наши точки роста в организации работы новых библиотек. Именно поэтому мы инициировали проведение сегодняшнего такого вот проектного совещания. Во-первых, уважаемые коллеги, здесь у меня есть подсказка, но подсказка, которая сформирована на опыте посещения 90% открытых в 2020 году библиотек. Я хочу обратить ваше внимание, коллеги, что мы обязаны, просто обязаны использовать при оформлении информационных стендов, табличек в библиотеках визуального ряда брендбука. Это то, что сегодня утверждено, то, что действует от шрифта до цветов. И все это обязательно в библиотеке нового поколения должно использоваться. Во-вторых, мы не единожды с вами говорили, что библиотека сегодня это место для комфортного интеллектуального досуга. И у такого времяпрепровождения есть своя атрибутика. Мы проводили мониторинг того, как муниципалитеты отнеслись к проработке вопроса по кофемашинам. И могу сделать вывод, что, к сожалению, в большинстве своем мы с натяжкой даем статус модельной библиотеки нового поколения, потому что во многих и многих случаях это требование не исполнено. Коллеги, здесь, конечно же, есть позитивная практика в некоторых наших муниципалитетах, которые исполнили это веяние времени. Я не хочу называть это задачей, потому что сегодня это потребность, это необходимость в создании комфорта. И никто не говорит, что мы здесь должны с вами жарить котлеты и печь пирожки. Исключено. Но какие-то элементарные формы комфортного времяпрепровождения, это все вполне себе сегодня уже такой обязательный атрибут. Поэтому, коллеги, здесь я и наших коллег из проектного офиса, Алексей Анатольевич, и наших коллег из министерства прошу подключиться, посмотреть, у кого сегодня этот показатель исполнен, каким юридическим механизмом этот показатель исполнен, и что сегодня нужно для того, чтобы этот процесс сработал во всех муниципальных образованиях. И, конечно, здесь финансовый вопрос не в первую очередь, коллеги. Я слышал, что есть какие-то загвоздки с юридической точки зрения, даже просто с отчетной, с бухгалтерской, но есть позитивный опыт. То есть, если это было внедрено в некоторых муниципальных образованиях и работает, значит, мы все на территории одной республики живем, в едином правовом поле, значит, это возможно и на территории других муниципалитетов.
В-третьих, уважаемые коллеги, вот мы сегодня с вами, хочу особенно отметить этот факт, здесь, в Карткеровской библиотеке, это выдержано в строгом соответствии с модельным стандартом. Мы с вами, внедряя модельный стандарт деятельности библиотеки Республики Коми, определили, что мы обязаны выдерживать визуально-эстетичный стиль одежды сотрудников библиотеки. И это здесь вот мы с вами сегодня можем убедиться, что Карткеровская библиотека это исполняет на 100%. Это не обязательно должна быть форма, но какая-то унификация, все равно подход единый, он должен присутствовать. Следование модельному стандарту, брендбуку, позволяет обеспечить качественный, современный уровень обслуживания посетителей, выработанный профессионалами в библиотечной сфере, для нас с вами, коллеги, и нами же с вами. Когда мы в 2018 году начинали разрабатывать этот модельный стандарт, вы помните, что мы это делали своими мозгами, головами и руками. Вместе с нашими с вами коллегами смотрели, что именно будет сегодня присуще конкретно нашей республике для того, чтобы этот модельный стандарт заработал. Сегодня мы увидим презентации проектов библиотек, которые будут модернизированы в 2021 году, и увидим те проекты, которые предлагают муниципалитеты на 2022 год. Я хочу обратить внимание, что сегодня уже объявлен конкурс, который будет длиться до 15 марта. Это конкурс Министерства культуры России на федеральную составляющую модернизации библиотек. И также, уважаемые коллеги, обращаю внимание, что библиотеки сегодня могут участвовать в конкурсе на создание виртуальных концертных залов на базе учреждения в рамках национального проекта «Культура». Здесь тоже внушительные средства Министерством культуры России предоставляются от чуть практически от 1 миллиона рублей до практически 5 миллионов. Правильно, Алиса Викторовна? Там могу ошибаться плюс-минус 10%, 5500, по-моему, сегодня максимальная планка по средствам на оборудование виртуального концертного зала. Про столетие очень важно, но еще скажу пару слов о том, что если бы был у нас сейчас с собой этот ролик, надо было бы, может быть, его и посмотреть, а может быть и можно нам его сейчас как-то раздобыть, про то, как сегодня проходит модернизация библиотек в нашей стране. Посмотрев этот ролик, это буквально, знаете, так как-то на ногах посмотрел и убедился в том, что мы сегодня, это смешно сказать на самом деле, но у нас сегодня уже начинает потихонечку мылиться глаз на дизайн-проекты, на цвета, на то, где найти что-то новое в новом же модельном стандарте. Я про себя улыбнулся, конечно, но это, коллеги, тоже серьезный вопрос, потому что, оборудовав практически 30 библиотек, я сейчас уже начинаю чувствовать такое легкое дежавю. При открытии каждой новой библиотеки мы с вами понимаем, что не так много библиотечных дизайнеров сегодня в стране, которые приводят в соответствие наши библиотеки с модельным нашим же стандартом. Но есть случаи, когда все под копирку переходит от одного библиотечного учреждения к другому. Просто адаптируются цвета, мебель, дизайн, какие-то технические решения у нескольких библиотек абсолютно одинаковы. И это бросается в глаза. Возможно, сейчас пока это будет незаметно, потому что это происходит в разных уголках республики. Но когда мы с вами, а мы уже переходим к тому, что мы оборудуем по несколько библиотек на территории каждого муниципалитета. И, конечно, если это будет продолжаться в том же духе, то потеряем свою идентичность, о которой мы с вами начинали говорить несколько лет назад. Потому что дизайн-проекты станут повторением друг друга, и не будет никакой изюминки. Здесь вот надо точно, абсолютно посмотреть на вот это вот дизайнерское профессиональное пространство в стране. Я уверен, что с учетом тех темпов, которые сегодня занимает Россия по переоснащению библиотек, появляются новые имена в этом поле.
появляются, знаете, мне приятно было узнать, что мебельные компании местные, местный мебельный бизнес в республике уже начинает к этому приобщаться, понимая, что это огромный объем, начинает производить библиотечную мебель. Это важно. Мы задаем тренд с вами, абсолютно глобальный, уже даже для бизнеса. Поэтому я не сомневаюсь, что и в дизайнерской сфере можно тоже посмотреть, и, возможно, найдутся имена, которые сегодня будут готовы работать с библиотеками Республики Коми. Сейчас найдется ролик уже, да? Как раз в завершении моих слов. Коллеги, в целом мы идем верной дорогой, это абсолютно точно. Я честно вам скажу, что искренне горд тем, что происходит в нашей республике, вашими руками. Это огромное достояние для всей страны, то, что сегодня Республика Коми такими семимильными шагами модернизирует библиотечную инфраструктуру. И искренне надеюсь, что все эти старания наши с вами принесут такие дорогие, ценные плоды для тех городов, тех сел, деревень, где открываются библиотеки нового формата. В 2021 году это будет особенно ценно. Постепенно снижает свои обороты те негативные процессы, которые были в 2022 году. Мы это все с вами отмечаем, знаем и видим. И, конечно же, это не может не сказаться на нашей с вами сфере. Мы открываем двери. Двери все открыты на сегодняшний день, от культурно-досуговых учреждений до театров, концертных залов и библиотек. Все сегодня открыто. И, конечно, мы уже сейчас, возвращаясь к мирной жизни, должны усиленно думать о том, как снова и по-новому, с учетом тех эмоций, впечатлений, навыков и умений, которые мы получили в 2022 году, преобразиться в год столетия Республики Коми и сделать нашу с вами жизнь, как жителей республики, таких же, может быть, иногда посетителей наших с вами учреждений, еще интереснее и радостнее. Спасибо большое, успешной всем нам работы и успешной работы конкретно сегодня. Всем желаю хорошо защититься. Я надеюсь, что мы одержим внушительную победу в конкурсе библиотечных проектов Российской Федерации на 2022 год. Спасибо, коллеги. Спасибо, Сергей Витальевич. Это то, что ты представлял себе. Теперь твои самые смелые идеи могут осуществляться в одном месте. В модельной библиотеке нового поколения. Это множество пространств, где ты и твои друзья могут читать, развиваться, творить, создавать что угодно. А еще в этой библиотеке не всегда тихо. Для нас знание — это не просто слово. Это свет, но еще ярче, чем раньше. Будущее зависит от умных людей. Их интеллект — главный капитал. Нет, он очень короткий, да, но есть вещи, на которые действительно, коллеги, стоит обратить внимание при подготовке дизайнерских проектов. И мы продолжаем, и я хочу слово предоставить хозяинам Каркировской земли, хозяину, заместителю руководителя администрации Константин Владимирович Карпов. Пожалуйста. Сказали так хозяину. Так, всем здравствуйте. К сожалению, глава района Сажин Константин Анатольевич сегодня поприсутствовать на данном мероприятии не может, потому что параллельно у нас проходит большое совещание с заместителем председателя правительства Республики Коми Самоваром Дмитрием Владимировичем. Но он вам передает большой привет. Он очень рад, что данный проект реализуется на территории Республики Коми. Очень благодарен правительству Республики Коми, Министерству культуры в лице Сергея Витальевича за то, что к нам в очередной год доверили реализацию, модернизацию библиотеки на нашей территории Каркировского района. Сам лично я желаю вам плодотворной работы. Очень рад, что очередное республиканское мероприятие проходит на базе нашей библиотеки. Это очень отрадно и приятно. И
хорошей реализации вам ваших проектов. Спасибо большое. Спасибо, Константин Владимирович. Итак, коллеги, приветственная часть подошла к своему, скажем так, финалу, к концу. И давайте начинать с такой пич-сессии, как сказал Сергей Витальевич. Это о проектах, которые планируем подавать на 2022 год, на конкурсный отбор 2022 года. По традиции, наверное, первый доклад, первая презентация. Я приглашаю руководителя Карткировской центральной библиотечной системы, человека, который сегодня приютил нас, принял в стенах библиотеки. Светлана Аркадьевна, пожалуйста. Добрый день еще раз, коллеги, уважаемые. Ну что, сегодня мы попробуем защитить наши проекты, которые мы собираемся осуществить в 2022 году. Хочу, в начале такое предисловие, все-таки не могу об этом не сказать, что у нас в Карткировском районе за 2 года модернизированы были 2 библиотеки, и мы понимаем, насколько важна сейчас модернизация. Кроме того, сделав такой аудит тех библиотек, которые есть у нас в Карткировском районе, понимаем, что далеко не каждая библиотека сможет стать участником федерального проекта по особым причинам, которые вам известны, тем не менее их назову. Есть ряд обязательных условий для подачи заявки этих библиотек. Ну, в первую очередь, это, конечно, материально-техническая база, то есть это должен проведен капитальный ремонт. Кроме того, для нас это очень существенно, штат библиотеки должен быть не менее 2 человек. Таких библиотек у нас всего 3 в районе. И понятно, что библиотекари, сотрудники библиотек, которые там работают, должны, мы уже знаем все хорошо своих сотрудников, должны быть настроены на то, что нужно будет перестраиваться, переделать, вообще пересматривать всю свою работу. С другой стороны, хочу сказать, что к нам в библиотеке сейчас и в детскую, и в центральную стали приходить читатели, жители других населенных пунктов нашего района. И приходя в нашу библиотеку, все говорят, мы хотим такую же библиотеку у себя в своем населенном пункте. Итак, просмотрев всех кандидаты из библиотек, которые могут участвовать в этом федеральном проекте, мы пришли к выводу, к такому печальному, что на сегодняшний день только одна библиотека конкурентоспособна в этом конкурсе. Итак, Большой Лог. Почему Большой Лог? В штате 2 ставки библиотекаря, ремонт помещения капитальный не требуется. И, кроме того, Большой Лог – это село у нас известное, Иджит-Видж на коми-языке. Здесь это точка, так скажем, событийного туризма. Ну, здесь на слайде представлена зимняя фотография здания, где находится библиотека. Это 2-этажное кирпичное административное здание. Библиотека занимает порядка 100 квадратных метров. Итак, немножко про Большой Лог. Вот как раз здание 2-этажное есть здесь на слайде. Население составляет 900 человек. Чем эта библиотека, скажем так, отличается от всех других? В библиотеке работает, она давно уже работает у нас по программе литературного краеведения. Село Большой Лог у нас родина известных поэтов, писателей Республики Коми. Ну, начинаем от Юстинии Поповой, Александра Мишарина, Алексей Попов, народный писатель Республики Коми. И что самое интересное, там очень много самобытных писателей, и литературное школьное объединение работает уже там более 10 лет. Библиотека является одним центром, где все эти люди у нас собираются. Кроме того, районная школа творчества, которая проходит ежегодно для детей, занимающихся литературным творчеством на коми-языке, проходит тоже на базе этой библиотеки. Ну, говоря про событийный туризм, я не лукавила. Всем известна Олимпиада, но кому неизвестно, сейчас говорю. Это соревнования ежегодные, проходят в марте месяце. Лыжные соревнования на охотничьих традиционных лыжах. Несмотря на то, что население 900 человек в сельском поселении, гостей приезжает до 3000, то есть в один
день у нас большое количество людей. Кроме того, библиотека, она является обязательно участвует в культурной программе этих соревнований, можно сказать, соорганизатор культурной программы. Так, и когда мы разрабатывали вообще, какая идея должна быть вообще организации пространства этой библиотеки, ну вот смотрите, у нас получилась поэзия, лыжи, творчество, вдохновение, место, где ценились современность и традиции. Именно с этим посылом мы обратились к дизайнерскому проекту. Так, вот каким образом можно использовать лыжи в дизайне библиотеки. Итак, дизайн-проект нам готовит индивидуальный предприниматель, довольно-таки известное дизайнерское бюро, архитектурное бюро называется Кирилл Исаев. Он сделал дизайн библиотек многих, которые стали победителями в федеральном проекте. Ну вот, то здесь ссылка на у них группу ВКонтакте. Вот последняя библиотека, которая была открыта по его проекту, это город Губаха, Пермский край. И вот можно было бы посмотреть. У них ВКонтакте дизайнерские проекты. Кирилл приезжал к нам сюда, в Карткироз, был буквально на прошлой неделе. Они готовят дизайн-проект, как раз учитывая все наши особенности. Они, проговорив с ними, мы взяли за основу именно вдохновение, поэзию, творчество, и все-таки мы не можем не показать Олимпиаду. Как они это покажут, мы еще пока не знаем, но обговорили сроки, и в сроки, которые подачи заявки, мы эти сроки укладываемся. Итак, обязательные условия для участия в проекте – это проведение обследования. Несмотря на то, что капитальный ремонт в этом здании уже проходил, мы обратились, чтобы нам подготовила фирма, которая имеет лицензию на проведение таких работ. У нас уже заключен договор, и до конца февраля мы будем иметь на руках уже готовый акт обследования. И сейчас у нас, для нас самое главное решить вопрос, какой все-таки, на какой ремонт мы будем выходить, на текущий или на капитальный, потому что это для нас принципиально. Если текущий ремонт, понятно, что можем провести за счет федеральных средств, то капитальный ремонт нам придется проводить за счет собственных средств, ну, региона или муниципалитета. Вопрос решается, мы ждем этот акт, потому что здание в хорошем состоянии. Единственное, что получается, что нам придется менять все абсолютно окна. Приняли такое решение, а это уже мы выходим из области капитального ремонта. То есть, скорее всего, все-таки будет капитальный ремонт. Есть возможность, еще мы с администрацией это обговаривали, что можно разделить отдельно смету на капитальный ремонт, на текущий ремонт. То есть мы на сегодняшний день уже имеем представление, какие работы нам нужно предстоит там сделать. По библиотеке совсем небольшие. То есть это просто покраска стен, обновление полов. Все остальное не требует каких-то больших сильных вложений. Так, интернет, ну, конечно, в библиотеке есть. В 2021 году у нас уже подана заявка на увеличение скорости интернета. Будет в 2021 году у нас 30 мегабит. Там уже оптоволокно, мы уже подключились к оптоволокну. То есть этот пункт мы уже выполнили. На сегодняшний день у нас идет проведение исследований, то есть у нас фонды готовятся, вот, как обычно, диаграммы исследования предпочтений текущих потенциальных пользователей. На сегодняшний день уже 100 анкет уже обработаны, ну, ведется работа плановая. Концепция в разработке, здесь я не лукавлю, я не могу сказать, что у нас концепция на сегодняшний день уже готова. Мы над ней работаем, но мы ее успеваем доработать и доделать. Так, ну такой острый вопрос пополнения книжного фонда. Несмотря на то, что концепция еще в разработке, фонд, тем не менее, уже обследован, и мы пришли к выводу, что 50% книжного фонда придется заменить, то есть потратить немалую сумму на приобретение новой литературы. Дальше, значит, чтобы заявиться, чтобы администрация написать гарантийное письмо о том, что будет обновление фонда в последующие 3 года,
850 экземпляров мы уже просчитали, сколько нужно будет приобрести, потому что в модельном стандарте республиканском там есть такая формула, что обновляемость фонда модельной библиотеки должна быть не меньше 5%, и, которая вычисляется новые поступления, умножаем на 100 и делится на книговыдачу. И просчитав по этой формуле, вышли на эту цифру 850 экземпляров. Ну вот смета на сегодняшний день не составлена, потому что и в рекомендациях мы видим, что пока нет акта обследования, мы за смету даже еще пока не садимся, чтобы потом ее не переделать. Это тоже емкая работа, тут нужно подключать специалистов, кто могут это правильно сделать. Но, посмотрев обновленные материалы на сайте «Новая библиотека РФ», увидела, что если будет проходить текущий ремонт, то локальные сметы не нужны, даже не рекомендации даже не прикладывать локальные сметы. То есть смета обычная, табличная. Светлана Аркадьевна, 2 Да. минутки. Все, я уже заканчиваю, не поверите. План проведения ремонтных работ с администрацией уже мы проработали. В 2021 году у нас будет проведена, там в здании нет водопровода, будет проведен обеспечено водоснабжение, будет проведен ремонт санузла, в том числе санузел для инвалидов. В 2022 году у нас входная группа для доступности этой же группы. Ну и текущий или капитальный ремонт мы определимся будет в 2022 году. Это все, это у меня последний слайд. Да, не обманула. Вот, поэтому мы намерены заявляться. Договоры мы заключили с теми организациями, от которых мы зависим. Это и дизайн, проект, и акт обследования. Все остальное зависит от работы нашей команды и сработки с администрацией. Все. Мы намерены заявляться с Большелугом. Светлана Аркадьевна, спасибо большое. Коллеги, я предлагаю поступить следующим образом. Если есть вопросы, давайте мы 1-2 вопроса задаем оперативно и двигаемся дальше. Если вопросов нет, то у нас будет время. Дальше мы можем, когда пройдут все защиты, подискутировать, задавать вопросы, когда возникнут какие-то моменты, нюансы. Есть вопросы? Все, спасибо, да, Спасибо. Светлана Аркадьевна. И я приглашаю директора Прилузской. Спасибо. Я приглашаю директора Прилузской центральной библиотечной системы Елену Павловну Морозову. Елена Павловна, пожалуйста, у вас 5-7 минут максимум. Ну хорошо. Всем доброго дня. Значит, в 2019 году мы участвовали в модернизации, и у нас Центральная детская библиотека выиграла грант, и она стала модельной библиотекой. Мы решили, что Центральную библиотеку имени Василия Юхнина тоже нужно модернизировать. Почему? Основная существенная проблема Центральной библиотеки – это несоответствие библиотеки современным требованиям. Вот сейчас покажу библиотеку нашу. Ага. Библиотека располагается с 1985 года в пристройке к Дому культуры на 1-м этаже. Раньше здесь находилась церковь. Площадь помещения библиотеки 372 квадрата. И, конечно же, она не отвечает требованиям современного читателя, то есть у нас нет комфортного пространства и нет очень устаревшая мебель, библиотечная мебель. За все это время у нас финансовые средства с местного бюджета практически не поступали на капитальный ремонт, ни на реконструкцию, но только какой-то мелкий косметический ремонт. И поэтому, конечно же, участие в конкурсе будет большой надеждой что-то преобразить, что-то сделать новое для нашего читателя. И мы решили, что будем участвовать. В основу концепции мы заложили сделать Центральную библиотеку имени Василия Юхнина как культурно-просветительский центр для населения села Обьячево. При разработке мы также провели исследования, то есть у нас прошло анкетирование населения, было обработано более 100 анкет. Также анкетирование прошло у сотрудников библиотеки, и мы брали данные о демографических, социальных, географических особенностях района, где находится объект исследования. И вот, работая над дизайн-проектом модельной библиотеки, мы учли предпочтения всех наших читателей, которые высказали свое пожелание по пространству библиотеки и ресурсов услуг режима работы.
Дизайн-проект и проектно-сметная документация по проведению капитального ремонта у нас были уже готовы в 2020 году. То есть дизайн-проект у нас провела Надежда Карпова по нашим предпочтениям. И затем мы делали проектно-сметную документацию на капитальный ремонт. Так как не было капитального ремонта, нам обошлось капитальный ремонт в 12,6 миллионов рублей. Нам обходится вот этот капитальный ремонт. Библиотеки у нас работают с посетителями разных возрастов и интересов, которые привыкли к разной литературе и к разным мероприятиям, которые проходят в библиотеке. И поэтому, исходя из этого, мы выбрали несколько пространств, несколько зон библиотеки. Зона встречи, записи, информации посетителей. Вот при входе у нас очень долгое время нет такой зоны, нету гардероба, нет туалетной комнаты для посетителей, поэтому вот мы решили, что нужно действительно обустроить входную зону. Это гардероб, туалетная комната для посетителей и для маломобильных групп, кофемашина с автоматами и так далее. Где здесь уже ресепшн, где могут люди подойти, спросить какую-то информацию, сделать копии документов и так далее. Затем проходим в зону оперативного обслуживания пользователей. Ну, раньше это, может, называлось абонемент, который включает места для работы читателей со справочным аппаратом библиотеки, место для библиотекаря, расположен фонд художественной литературы, фонд газет, журналов. Также есть место для детей, когда, например, взрослые будут выбирать книги и так далее. Так, тут, наверное, еще есть. Ага, тут. Долгая зона, как таковой, правовой информации можно назвать. У нас, значит, на протяжении многих лет в библиотеке существует два центра. Это центр общественного доступа и центр информационно-маркетинговый центр предпринимательства. Они находились в другой зоне библиотеки, где было очень неудобно читателям, поэтому мы решили его перевести в более основное помещение библиотеки, где будет удобно приходить людям для какой-то получения информации. 2 минутки. Так. Зона малых групп – это для того, чтобы в библиотеке работали несколько клубов, которые у нас в последние годы появились новые. Это клуб любителей гитарной музыки, волонтерский клуб «Полное собрание», игротеки и так далее, литературная среда. Так, зона делового общения. У нас вот в Обячеве нет такого помещения, где бы могли бы люди провести какое-то мероприятие, какой-то семинар и так далее. Очень много поступало заявок провести какое-то мероприятие в библиотеке именно. И мы вот подумали, что нужно нам действительно сделать такую зону, как типа конференц-зал, для того, чтобы люди приходили и работали спокойно, проводили свои мероприятия. Зона проведения культурно-досуговых мероприятий. Так, дальше уже последнее, да. У нас очень многие годы работает литературная гостиная, которая совместно с музыкальной школой мы проводим литературно-музыкальные вечера. Поэтому было такое пожелание сделать мини-подиум-сцену с цифровым пианино, с актовым залом, чтобы проводить совместно такие вот вечера и другие мероприятия. Ну и мы думаем, что зона тихого чтения, она всегда должна быть в библиотеке, и тоже она есть, и мы тоже ее выделили для самостоятельной работы, для тихого чтения, укромного места и для, например, выполнения домашнего задания для школьников. Ну и мы надеемся, что Центральная библиотека, конечно, получит возможность стать вот таким пространством, которым мы сейчас его видим, и если получится, будем обязательно участвовать. Но у нас проблема, конечно, в это проведении капитального ремонта, так как все документы уже есть. Спасибо. Спасибо, Елена Павловна. Коллеги, есть ли вопросы? Елена Павловна, спасибо. И я приглашаю Екатерину Александровну, директора Сысольская муниципальная библиотечная система. Добрый день, коллеги. Мы на 23-й год подаем Центральную межпоселенческую библиотеку имени Куратова. Она
Я, да? Она расположена в здании Дома культуры, имеет отдельный вход, 2 этажа и общая площадь 460 квадратных метров. Основу концепции мы взяли как библиотека Центр сохранения культурного наследия. Разрабатывая концепцию в соответствии с модельным стандартом, мы провели мониторинг среди нескольких пользователей библиотеки, как реальных, так и потенциальных, и попытались создать такое пространство, которое комфортно будет для всех групп пользователей, которое станет более востребованным за счет создания новых форм информационных услуг и обслуживания. Осуществить задуманное мы планируем за счет следующих ключевых изменений. Это библиотечное пространство, услуги и мероприятия, библиотечный фонд и кадры библиотеки. Основной задачей организации пространства библиотеки становится рациональное размещение выполняющих функцию различных зон. У нас уже есть дизайн-проект, который нам сделала Надежда Карпова. И, значит, мы разделили визуально несколько зон на 2 этажах. При составлении дизайн-концепции мы попытались создать пространство, которое позволит организовать места для индивидуальной работы, также для работы в малых и больших группах. Было продумано освещение, напольное покрытие, увеличение посадочных мест. При всем этом библиотека планирует сохранить свою индивидуальность, применив в дизайне элементы, связанные все-таки с именем Ивана Алексеевича Куратова, чье имя носит библиотека. И в соответствии с принципами зонирования и идеей библиотеки мы выделили несколько зон. На 1 этаже, то есть при входе, у нас арт-холл. Это зона свободного пространства, состоящая из буккроссингового стеллажа, информационной стойки и выставочного комплекса для экспонирования тематических творческих работ. Пространство современной библиотеки должно быть не только комфортным для читателей, но и функциональным, мобильным, что позволит при необходимости быстро изменить его под формат мероприятий. В библиотеке у нас имеется большой лекционный зал, как раз он виден здесь. И данное пространство можно будет легко трансформировать под специфику проводимых мероприятий с помощью легкой и компактной мебели. А приобретение телекоммуникационного оборудования позволит нам проводить видеоконференции, скайп-встречи. Далее у нас зона служебных помещений, которая включает в себя кабинет руководителей и кабинеты специалистов. Вот они. На 2 этаже. Переходим плавно на 2 этаж. При входе у нас, значит, на 2 этаже отдел абонемента мы разделили на 2 зоны. Это зона регистрации и зона краеведения, которая будет оснащена мобильными стеллажами, краеведческой литературой, компьютеризированным рабочим местом для пользователей с доступом к фондам Национальной электронной библиотеки. То есть так как у нас имя носит библиотеки Ивана Алексеевича Куратова, поэтому основное все-таки место мы выделили, выделили краеведению. Пространство читального зала мы тоже разделили на несколько зон. Это коворкинг-зона, IT-зона и зона комфорта. IT-зона представляет собой компьютеризированные места. У нас уже сейчас подключен высокоскоростной интернет с бесплатным Wi-Fi. 2 минутки. Так. Большую часть библиотеки у нас занимают стеллажи с библиотечным фондом, и данное пространство недостаточно востребовано, поэтому мы решили преобразовать его и немножко изменить. Сделать, значит, тоже несколько зон. Это зона комфорта, это зона для индивидуальной работы. Кто-то, если хочет спокойно посидеть, почитать, это может быть тихое, спокойное место. Также мы выделили зону творчества и досуга. Это открытый книжный фонд, где книги все расположены на стеллажах по периметру помещений. И благодаря наличию мягких напольных покрытий, мобильных столов, здесь можно проводить всевозможные мастер-классы, тренинги и тому подобное.
фонды, так как я вначале сказала, за счет чего мы, да, у нас идет библиотечное пространство, услуги и мероприятия, фонды. Так, фонды библиотеки центрально насчитывают более 20 тысяч экземпляров. И по результатам анкетирования, которое мы уже провели, имеющийся фонд лишь частично отвечает запросам наших пользователей. Ощущается дефицит современной классической художественной литературы, устарел по содержанию фонд научно-популярных изданий, требуется обновление фонда изданий производственного назначения и так далее. И мы, конечно, понимаем, что скомплектовать все в печатном виде невозможно. Ну и сама книга появляется гораздо позже в печатном виде, чем в сети. Поэтому мы предоставляем нашим пользователям доступ к национальной электронной библиотеке, и уже с этого года мы подключили к электронным изданиям Litres. Ну, а основные, конечно, у нас комплектование фонда – это покупка, подписка, получение в дар, ну и, естественно, межбиблиотечный абонемент. Ну и кадры. Анализ анкет, заполненных сотрудниками библиотеки, свидетельствует, что в условиях модельной библиотеки персоналу необходимо повышение квалификации, прежде всего в областях, связанных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, в концепции мы отразили план обучения сотрудников на базах Российской государственной библиотеки, Пермского государственного института культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди», библиотеках Республики Коми и Центра народного творчества. Также включили в план такие внутренние конкурсы профессионального мастерства, чтобы наш каждый сотрудник мог проявить свои деловые качества, творческие способности. И также одна из целей была замотивировать наших сотрудников к стремлению углубить свои знания в области своей деятельности с применением современных технологий. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Есть вопросы, коллеги, к Екатерине Александровне? Да, Сергей Витальевич, желательно бы в микрофон, потому что коллеги не услышат. Понял. По поводу дизайн-проекта. Вот предыдущий дизайн-проект, так понимаю, и этот дизайн-проект делало одно и то же дизайн-бюро, да? И очень сильно это видно, честно вам скажу. Вы тоже заметили, что все-таки у нас, да, действительно идут как будто стандартные все. Тоже это заметили. То есть я думаю, что никогда не поздно дизайнеру сказать о том, что нужно бы разнообразить. У кого еще, коллеги, поднимите, пожалуйста, руки. Потрясающе. Я вот и думаю, что где-то я уже это видел, поэтому нужно говорить, что это в республике уже есть. И в рамках одного региона двух одинаковых дизайн-проектов библиотек быть не может. Попробуем обыграть хотя бы в цветовой гамме, в оформлении цветов, в оформлении стен и оформлении, конечно, все-таки то, что наше имя несет, имя Ивана Алексеевича Куратова, вот хотя бы в этом оформлении попробуем обыграть, чтобы у нас не было таким типовым и стандартным и не отличалось от других библиотек. Точно так. И в материалах тоже я вижу, в исполнении, в смысле-то. Да, одни и те же материалы, даже кладка плитки одна и та же. Поэтому, вы знаете, это все бросается в глаза. Просто мы когда-нибудь придем к тому, что в одной и той же визинге будет два клона. А зачем? Все должно быть уникальным. Поэтому и делаем дизайн-проект. Да, Сергей Витальевич, проектный офис мы тогда отработаем с коллегами. Вот кто сегодня защищается, все материалы отсмотрим и встретимся, переработаем с учетом уже опыта. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Я приглашаю директора Удорской центральной библиотечной системы Альбину Робертовну. Альбина Робертовна, пожалуйста. 7 минут, не забываем. Почему-то думала, что первое выступление у меня побудка, но ну ладно. В общем, я очень сильно волнуюсь, потому что у всех уже дизайн-проекты есть, да, но у нас вот как бы своя концепция есть, что хочу донести до вас. После того, как мы оборудовали центральную детскую библиотеку, понятно, что центральная библиотека просто так жить не может. И надо что-то там все преобразовать, сделать модельной библиотекой. И вот с коллективом мы в течение этих дней посидели, выработали такую концепцию, хочу что до вас донести. Понятно, что нужен и капитальный ремонт, нужны деньги, на что мне сегодня муниципалитет говорит: умерь свой пыл и
потише живи, да, но вот как-то не получается после всего этого. Я как-то умею, да, делать. Правильно. Понятно, что вы наше здание знаете, оно двухэтажное, и в плане дизайн проекта очень сложно все это делать. Но вот подумав с коллегами, естественно, у нас тематика это литературная аудиора, это праздник коми-книги, и мы носим имя Альберта Егоровича Ванеева, все это должно воплотиться. Поэтому, разделяя отдел обслуживания, про фонды я не буду говорить, отдел обслуживания и, скажем, краеведческий отдел, мы продумали так, что отдел обслуживания, он должен быть как зона интерлектория. Вот здесь фойе у нас, которое тоже будет оборудовано под, как бы концепция такая по Ванееву, по произведениям Ванеева. По стене лестницы, ведущие на второй этаж, будут выставочные стенды. Праздники коми-книга тоже требуют это и писатели, которые к нам приезжают. Документальный фонд я не буду, это проблема у нас везде. Мы анкетирование все провели, все сделано. Что вырисовалось, что сами удивились, что у нас иностранный язык люди хотят изучать. Мы это вообще в шоке были. Вот. Но это тоже хорошо. Вот отдел обслуживания. Здесь мы хотим, я уже сказала, зона интеллектория, значит, пространство для индивидуальной работы. Также здесь развиваем зону тишины, место для отдыха, чтения. Дальше, значит, это фойе, не фойе, а это сам абонент, где фонд находится. Здесь мы продумываем пространство для людей с ограниченными возможностями, зону «Доступная среда». Продумывается здесь же в двух помещениях зона библиокафе, мультизона. Вот в формате, что как бы в современном для читателя не только как краеведение, но и другие возможности, которые, скажем, мировая художественная литература сегодня изучается и читается. Вот в отделе обслуживания. Дальше. Это, значит, я уже все назвала. Вот это у нас краеведческий зал. Значит, в краеведческом зале мы берем цветовую гамму триколор флага Республики Коми, и здесь как бы описываем, что синий цвет небесное начало величия рек и бескрайность, что описывает наши писатели-поэты, зеленый цвет надежды, тоже писатели-поэты описывают у нас. И за основу краеведческого зала у нас будет лебединая дудка, удачно пишет в интерьер краеведческого зала Центральной библиотеки. Это по произведению, значит, Ванеева. Дальше у нас есть выставочный зал. Здесь подразумеваем мы как зал-трансформер. Это здесь должно воплотиться и сценическое, выставочное, кинозал, конференц-зал, студия видеозаписи, студия звукозаписи, что мы с дизайнерами будем разговаривать и говорить. Есть у нас фойе, где оборудована эта музейная комната. Мы тоже как бы от этого не уходим и будем это воплощать, потому что библиотеки основаны были 100 лет тому назад, и как бы эта информация тоже должна быть. Архивная зона, естественно, будет в этом же помещении, потому что фонд газеты «Вольтует», он тоже интересен для посетителя. 2 минуты. Так. И еще отдел комплектования. Вы знаете, что у нас очень старообрядческая литература, она до сих пор сохраняется, да? Мы этот редкий фонд очень бережем, и вот отдел комплектования трансформируется у нас под старообрядческую литературу редкого фонда, где будем показывать все это, национальное наше достояние. И еще у нас, да, еще центр, где у нас локализуется и МЦП, и ЦОД, и перекресток, это вот мы хотим сделать под молодежный центр, все оборудовать, чтобы и для молодежи было комфортно себя чувствовать. Ну вот в целом все. Да. 547 где-то. Да.
Очень много. Площадь очень Очень большая. Да. А? Пока нет. Я вот, знаете, пришла с позиции, что я должна сегодня выступить, должна показать, если не 22-й, 23-й обязательно. Но вот попытаемся на 22-й, как поддерживать муниципалитет. Да. Да, да, Ну, понимаю. да, ну хорошо, Алина Викторовна, да, смотрите вот у коллег, какие есть дизайнерские проекты, материалы, которые сегодня будут представлены, мы оставим Мгм. как общую базу, чтобы все могли пользоваться, но с учетом пожеланий Сергея Витальевича, вот то, что мы уже видим, что они как под копирку у нас пошли, да, и нам надо не повторить Нет. нижнюю часть, вот где детская библиотека и верхняя, они должны отличаться. Ну, концепция сохранится, но вот... Вот в этом плане, конечно, сложно, но как бы имея в мысли вот такие изюминки, да, в голове, главное с дизайнером найти общую точку соприкосновения. Но, конечно, это денег стоит. Вот, конечно. Вот. Я думаю, мы этого добьемся. И у нас будет очень интересно. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. И я приглашаю директора Усть-Куломской межпоселенческой библиотеки Галину Егоровну. Галина Егоровна, пожалуйста. Доброго и плодотворного дня, уважаемые коллеги. Прямо радость переполняет от нашей живой встречи. Даже не верится, да. Мы бьемся за центральную библиотеку. Мы, правда, бьемся и бьемся. Чем отличается наш район? Наш район – самый коми-район. Среди всех районов республики в Усть-Куломском районе наиболее сохранены коми-национальные традиции, культура и язык. Более половины населения района разговаривает на коми-языке. И вот вчера вечером наша команда решила, мы несколько раз меняли концепцию, сами понимаете, да, что наша центральная библиотека нового поколения должна стать национальным пространством знаний, компетенций и диалога. Я забыла переключать. Видите, как я? Так. Угу. Основные векторы развития деятельности нашей библиотеки от традиционной библиотеки к пространству культурного наследия, общественных инициатив, межнационального диалога, информационного развития. Библиотека продолжит сохранять литературные языковые традиции Верхней Вычегды, объединяя новые технологии и традиционные мероприятия, в том числе сохранение, создание электронных коллекций документов и выпуск библиотечных краеведческих изданий. Будут запущены новые проекты, в том числе социальный проект Коми.ру «Душа Коми» по созданию уникального муниципального аудиофонда на коми-языке и онлайн-гида по музейным экспозициям района. В нашем районе, к сожалению, нет краеведческого музея. Поэтому какую-то часть функций музея берем мы на себя. Новый способ продвижения краеведческой информации расширит географию проекта, в том числе традиционных ежегодных чистолевских и православных владимирских чтений, литературного фестиваля в деревне Жежем. Главная идея, которая заложена в основу концепции обновленной библиотеки, звучит строкой народного поэта Республики Коми Василия Григорьевича Ладыгина. «Видяс воджа Коми.ру миян эжваев». Дословно перевода нет, мы еще не придумали, но Василий Григорьевич работает. Грубо сбережет наша Верхняя Вычегда облик коми-земли, душу коми-земли. Любовь к родной природе, коми-земле красной нитью проходит через литературное и песенное творчество наших земляков. И это отразится в облике библиотеки и объединит ее пространство. Читатели смогут поговорить... Так, пошел ступор. Читатели смогут поговорить по душам в литературной гостиной на площадке Вочаков, ответное слово, почитать и заняться творчеством на площадке Лабич, лаборатория и читатель, поиграть в игротеке Небо-Гджуг, книжный лабиринт в молодежном центре Шуд. Появится коворкинг-зона «Этув» вместе для обучающих мероприятий и краеведческая зона «Шенджет Йенбеа Эжвеев». Удивляй, талантливая Верхняя Вычегда.
Богатейший материал о районе, собранный в электронном ресурсе «Культурное наследие Верхней Вычегды», будет представлен на площадке Эжва Ювлан-Мич «Красота Верхней Вычегды» и использован в разработке онлайн-тура и экскурсионного маршрута по историческим местам села. Библиотека будет включена в процессы развития туристической деятельности в районе, станет участником инфотура по следам Василия Кандинского. Создание дискуссионных площадок расширит круг пользователей и партнеров. Это верхнее наследие, наш новый сайт «Культурное наследие Верхней Вычегды», библиотечный. Расширит круг пользователей и партнеров. В рамках социальных проектов для подростков и молодых семей будут проводиться занятия с привлечением специалистов профильных учреждений. Совместно с усть-куломскими общественными организациями библиотека создаст электронную базу данных о чернобыльцах и ветеранах афганской и региональных войн и так далее. Развитию межнационального общения будет способствовать деятельность нового объединения «Йорта-Щорни» «Диалог», направленная на изучение истории, культуры, традиций народов, проживающих в нашем районе. Коворкинг-центр станет основной площадкой информационного развития библиотеки. Обучающие мероприятия охватят все возрастные категории пользователей, будут направлены на повышение финансовой цифровой культуры, изучение интеллектуальных прав и основ предпринимательской деятельности, применение программного моделирования. 2 минуты. Да. Таким образом, новое современное пространство позволит реализовать основные векторы развития Усть-Куломской центральной библиотеки. И наша библиотека станет национальным пространством знаний, компетенций, диалога. Дизайн-проект Карповой. Навстречу, в изменения, конечно, Карпова навстречу не идет. Сейчас ведутся активнейшая работа по изменению этого дизайн-проекта. Мы очень хотим поменять библиотеку, но у нас всего лишь 160 квадратных метров. И даже такая небольшая библиотека, она имеет право быть модельной. Все. Спасибо, Галина Егоровна. Есть ли, Галине Егоровне, вопросы? Раз, два, три, четыре. Если кто-то не идет навстречу, значит, просто мы с этим дизайн-бюро не будем работать, да и все. Вот и все. Поэтому я думаю, что здесь всем важно понимать обоюдный интерес. Люди же работают не за глубокую северную благодарность, правильно, а за какое-то финансовое вознаграждение, немаленькое. Поэтому, учитывая эти объемы, а я вот уже вижу там 3 проекта подряд, да, одного дизайн-бюро, а сейчас не удивлюсь, если будет еще и 5 и 10, нужно понимать, что это обоюдно интересное сотрудничество. И требовать, коллеги, именно требовать исполнения заказа – это не благотворительность на тех условиях, которые нам приемлемы, в первую очередь, как заказчику. Поэтому здесь третьего-то не дано. Либо так, либо никак. Вот и все. Я еще себе записал, так, у меня 2 микрофона сразу, буду в один говорить, что, конечно, это может быть риторическое сейчас замечание, да, по поводу площадки Центральной библиотеки Усть-Куломского района. Даже вот мы сейчас пока сидели, я даже смс-ку написал Сергею Владимировичу, можем ли мы вообще где-то посмотреть еще помещение для Центральной библиотеки Усть-Куломского района, чтобы это было не при клубе, а библиотека с отдельным входом и большей площади. Это, конечно, очень важно. Тем более у вас нет пространства под музейную экспозицию, может быть, там оставить под музей, но это пока риторика. Это надо смотреть отдельно, прямо с перечнем тех помещений, которые есть. Коллеги Алексей Анатольевич, Алиса Викторовна, давайте посмотрим. Мы же с вами так отработали в Ижемском районе. Не знаю, на связи Ижма, не на связи, но я вам расскажу, как это было. В Ижемском районе помещение, где сейчас находится детская библиотека, принадлежало гуп-аптеке. И это была наша с Любовь Ивановной Терентьевой, на тот момент главой района, инициатива запустить в правительстве, через Министерство имущества, передачу этого здания муниципалитету. Здание передали муниципалитету, мы его сделали, теперь это конфетка.
любо-дорого посмотреть. Поэтому есть разные механизмы взаимодействия. В одном из районов мы сейчас смотрим под библиотеку, под музей, здание федеральных каких-то структур и служб. Поэтому здесь просто важно сейчас найти, присмотреться, тем более постоянно идет изменение, какая-то реструктуризация органов власти и региональных, и федеральных. Я думаю, что здесь можно что-то поискать. Давайте вместе поищем, напишем запрос в Министерство имущества. Вот то, что можем, мы, обещаю, посодействовать. Я себе написал, вот цитирую, проводники языка молодежь. Мы много говорим о сохранении национального языка и правильно делаем. Если не будем этим заниматься, то вот я приехал на позапрошлой неделе был в одной из северных финно-угорских республик, где проживает всего 8% коренного населения. И язык даже не является государственным, потому что за это некому вступиться. За это некому... Даже, говорят, если бы объявили сейчас изменения в Конституцию, голосование в региональную, то просто проголосовать некому. Поэтому, конечно, мы сегодня должны ориентироваться на то, что экономически активные слои жителей республики должны тоже быть заинтересованы в сохранении языка или хотя бы быть в этой среде. Поэтому вот здесь очень правильный вектор по тому, чтобы библиотека была в самом Коми-районе такая с национальным акцентом, но тоже, коллеги, это всех касается на самом деле, и в Удовском районе тоже, да, и везде, где сегодня будет подобный акцент, в Сысольском районе, я слышал тоже, да, собираетесь что-то подобное. Везде нужно ориентироваться на то, что преподносить язык и его сохранение нужно в первую очередь для молодежи. Потому что те, кто сегодня им владеют, они уже им владеют. А мы пытаемся его с вами сегодня сохранить для того, чтобы им еще кто-то завладел. А это как раз-таки молодое население. Вот здесь вот нам нужно вместе посмотреть, каким образом это можно сделать, и какими-то не нафталиновыми, не клюквенными историями, которые просто не будут... Ну, это, знаете, здесь либо попал, либо не попал. Либо молодежь это воспримет, либо скажут, что-то придумали там. Здесь очень важно, вот, чтобы это было от самой молодежи, может быть, какая-то инициатива, идея. И если это в одном из районов родится, мы готовы тиражировать эту практику. Коллеги, все в ваших руках. Что касается, записал себе, то, что Альбина Робертовна выступала по иностранным языкам. Вы знаете, мы встречу имели в правительстве, это тоже так, инициировали сами этот вопрос. Вы знаете, что есть программа «Третий возраст», прекрасно. По-разному она работает. Не в нашей компетенции это комментировать. Значит, но есть программа «Московское долголетие». Может быть, что-то слышали, по телевизору видели, как это сегодня функционирует. Есть программа «Московское долголетие», есть новые социокультурные центры и есть 30 модельных библиотек. Там 36 с этого года, к концу года у нас будет, да? К 40 будем приближаться. Мы сегодня имеем все возможности для того, чтобы какие-то направления программы долголетия реализовывать на своих площадках. Все возможности. Программа «Московское долголетие» работает по принципу того, что самоорганизованные группы малые обращаются через сайт, через портал, через Центр соцуслуг в компетентные органы власти, которые для этой малой самоорганизованной группы заказывают услугу по, я сейчас говорю абсолютно из воздуха, по йоге, по иностранному языку, по кройке и шитью, по варенью борща, в конце концов. Вы знаете, по любому вопросу, которую эту малую самоорганизованную группу может занять. Поэтому вот внесли такое предложение, сейчас посчитаем, потому что это не бесплатно. Это в Москве, например, вот это стоит 160 рублей 1 час занятия для педагога с одним человеком. Правильно я понимаю? На одного человека. Поэтому это интересно и площадке, потому что часть этих средств остается площадке, где это происходит. Это интересно и эксперту, привлеченному, потому что у нас с вами нет ни психологов, ни преподавателей иностранного языка,
ни еще кого бы то ни было. И, конечно же, это интересно в первую очередь тем, кто приходит в эти самоорганизованные такие вот общества. То есть это вроде бы как то, что есть, только не слеплено из того, что есть, из того, что было, да, как мы в силу тех возможностей, которые имеем, можем делать. А это с привлечением конкретного эксперта по конкретному направлению. Хотим учить иностранный, заказываем педагога по иностранному языку, он учит этот самоорганизованный клуб иностранному языку. Хотим что-то другое и так далее. Все прокомментировал. Спасибо. Спасибо, Сергей Витальевич. Да, мы, может, еще успеем. Да. Коллеги, давайте двигаться дальше. Я приглашаю руководителя ЦБС города Сыктывкар Марина Андреевна. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня хочу представить библиотеку, которую мы планируем подавать в 2022 году на федеральный конкурс. Это библиотека номер 5, которая находится в поселке Краснозатонский, как вы знаете, который находится в 9 километрах от города Сыктывкара. Располагается библиотека в одноэтажной пристройке к многоквартирному жилому дому. Обслуживает и детей, и взрослых, и является единственной библиотекой в поселке. Вот поскольку жителям поселка удобнее удовлетворять свои культурные и информационные потребности, как говорится, не отходя далеко от дома, поэтому инфраструктура поселка, в принципе, не обладает большим разнообразием. И, по сути, там, кроме Дома культуры, несмотря на то, что поселок очень интенсивно строится за счет вот Сосновой Поляны, индивидуального строительства, кроме библиотеки и Дома культуры, но я не говорю о школах, там, музыкальной школе, а именно вот таких культурных заведений, там, в принципе, больше и нету. Поэтому библиотека и сейчас уже является точкой притяжения, в принципе, для жителей поселка. Несколько лет назад за счет гранта главы Республики Коми мы реализовали там проект «Лаборатория знаек». Это различные кружки, клубы и студии по техническому и творчеству и робототехнике. Поэтому хочу сказать, что в библиотеке очень много мальчиков. Обычно вот как-то мы привыкли, что в библиотеке больше девочек. Вот тут особенность этой библиотеки, что здесь очень много мальчиков, и мальчиков именно подросткового возраста. И получилось так, несмотря на то, да, вот тоже забываю листать, вот так выглядит библиотека сегодня. Капитального ремонта она не требует, она открылась в 2006 году после ремонта и, в принципе, находится в хорошем техническом состоянии. Значит, получилось так, что на данный момент у посетителей библиотеки возникают порой раз вообще диаметрально противоположные культурные потребности. Кто-то там, в основном пожилые люди, хотят посидеть, взять книгу, газету, посидеть в тишине. Тут же рядом собираются подростки на кружок робототехники и играют настольные игры. И поэтому вот именно для того, чтобы всем было удобно, всем было комфортно, возникла потребность именно необходимость перестройки пространства. Да, пространство мы должны сделать трансформируемым и многофункциональным. Тут я сразу скажу, что мы уже в прошлом году эту библиотеку подавали на конкурс на 2020 год. Не добрали мы 1 балл всего до проходного балла за счет того, что не хватило процента по обновлению фонда на 3 последующих года. Вот в этом году мы, конечно, постараемся этот пробел восполнить. И очень надеемся, несмотря на то, что дизайн-проект делала все-таки Надежда Карпова, но делала она его достаточно давно. Заказали мы осенью в 2019 году, по-моему, потому что в 2020 году
надо было уже предоставлять документы на конкурс. Тогда нам проект понравился, мы его утвердили, мы его оплатили. Сейчас дороги назад нет, она уже бесплатная, это ничего переделывать не будет. Но, в принципе, потом, конечно, мы уже, когда в этом году стали открываться библиотеки в Воркуте, там в Усть-Куломе, уже увидели, что, в принципе, такое существует, да, в республике. Но мы все-таки будем стараться за счет оформления как-то стен, за счет каких-то своих дизайнерских изменений небольших, немножко сделать библиотеку узнаваемой, поскольку Краснозатонский, он поселок речников, раньше был, и там достаточно у библиотеки имеется большая экспозиция по истории поселка. Вот возникла идея немножко сделать библиотеку узнаваемой за счет больших паспорту с фотографиями какими-то черно-белыми старинными речного флота, старых видов поселка, и вот в таком духе. Я, наверное, не буду очень подробно, времени мало, останавливаться на каждой зоне, просто быстро перечислю. Вот здесь зона фойе со стеллажами для буккроссинга. Затем зона приема и выдачи изданий. Тут же располагаются закрытые витрины с экспонатами, посвященными истории поселка Краснозатонский. Дальше отдельно выделенная зона детского досуга и чтения. Это помещение, которое зонировано так, что дети, не мешая друг другу, могут одновременно и заниматься творчеством, и читать, и играть. Затем также отдельная зона взрослого чтения. Тут же размещается зона IT, то есть зона работы на компьютерах, ну, естественно, с доступом к интернету, ко всем электронным базам, ко всем электронным библиотекам. Затем очень востребованная, я думаю, будет зона, это зона интеллектуально-технического творчества и мастер-классов, поскольку, как я говорила, это направление в этой библиотеке очень развито. Не буду тут описывать, что тут будет находиться. Тут и Sony PlayStation, и большая панель, и различные настольные игры, и все прочее. И зона проведения мероприятий, или по-другому событийная площадка. Это пространство с большим модульным столом для коллективной работы, общения и семейного творческого взаимодействия, которые можно разделять на отдельные столы. И, соответственно, здесь будут проходить основные мероприятия, лекции, кинопоказы. И в свободное от мероприятий время эта зона функционирует как зона читального зала. Вот таким образом. Все, спасибо за внимание. Вопросы, может, какие-то? Я думаю, можем. Да, мы уже об этом думали. Коллеги, в микрофон. Вас там та сторона не понимает, на что человек отвечает. Мы об этом уже думали, уже смотрели, и тем более сейчас я посмотрела у коллег на дизайн-проекты. Я думаю, да. Нет. Мы только там как бы две части. Сначала заключаешь договор, можно заключить просто на дизайн-проект, а можно со всеми последующими рабочими, так сказать, моментами, поэтому нет у нас авторского надзора. Ну и цветовую гамму вы поменяете тоже немножко, потому что вот бьет в глаза уже вот этот бордово-алый цвет. Ну, да? желтенький-то нет, Желтенький горчичный-то нет. Бордовый-алый, вот он уже в нескольких библиотеках у нас. Но там есть повторяется, интересно, да? вот, например, в зоне детского чтения цвет пола переходит на цвет стен. Вот это вот интересно. Но мы посмотрим, что можно поменять. Я не думаю, что это будет какое-то большое нарушение, если мы немножко отступим от дизайн-проекта. Если мы, конечно, выиграем. Хорошо, спасибо. Хорошо, но что касается дизайнерских решений и стен, интерьеров, опыт национальной библиотеки показывает, что это можно делать параллельно. То есть мы сейчас параллельно рисуем дизайнерские решения, дизайнерские проекты. Уже идет капитальный ремонт на объекте. Мы меняем пространство. Поэтому я думаю, что вот со всеми коллегами, кто сегодня выступает, мы обязательно встретимся, проговорим, все детально обсудим и для себя какие-то вещи примем, опишем и будем подаваться уже совместно, меняя вот те технологические решения, которые предложены Карповой, чтобы у нас действительно библиотеки не были, ну, как бы вот идентичными.
Нет, просто если подавать на конкурс, к этому же дизайн-проекту еще привязаны все остальные Спецификация, схемы. да. Схемы розеток, ламп, светильников и всего прочего. Так что я думаю, проще сначала выиграть конкурс, а потом тихонечко это все поменять. Ну, тоже вариант. Ну, в разумных, конечно, пределах. Тоже вариант. Хорошо, спасибо. Коллеги, у нас список выступающих по первой части как бы исчерпался. Есть ли у нас желающие еще выступить, в том числе коллеги, которые у нас находятся на видеосвязи, или мы двигаемся дальше? Мы Ухту будем слушать, и к Ухте, наверное, вопросы тоже возникнут в части 2022 года, потому что когда у вас был заместитель министра культуры Ольга Сергеевна, да, мы проговаривали, что Ухта планирует подавать документы на 2022 год. Ну, такой разговор, по крайней мере, состоялся, и у нас в проектном офисе эта информация осталась. Я думаю, что когда мы подойдем к практикам, вы, коллеги, нас проинформируете, как у вас сегодня обстоит ситуация в части разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта. Или можете сейчас отметить, Ольга Григорьевна, если готовы. У вас звук выключен, мы вас, к сожалению, не слышим. Не слышим. Давайте тогда, пока мы настраиваемся, коллеги, мы перейдем к, если вы мне позволите, да, в связи с тем, что мы идем с опережением графика практически на 1 час, то по программе у нас следующий доклад директора Национальной библиотеки Республики Коми. И я, наверное, слово предоставлю сам себе, а дальше мы пойдем, сразу же перейдем на спич-сессию. Спасибо. Так, давайте включаем. Итак, коллеги, сегодня я хочу вам рассказать о том, в какую сторону будет двигаться Национальная библиотека при совершенствовании обслуживания читателей с использованием новых технологий. Это те технологические решения, те технологические платформы, которые, согласно стратегии Национальной библиотеки, мы будем внедрять у себя в 2021, в 2023 годах. Итак, приступим. Исходя из стратегии нашей библиотеки, мы планируем, что Национальная библиотека, она будет чем-то большим, чем библиотека, как сегодня принято говорить, некой такой экосредой, то есть это мультимедийный просветительский проект, центр. За счет чего будет достигнуто решение такой задачи? Это в первую очередь адресная ориентация деятельности, клиентоориентированность, модернизация информационных ресурсов, совершенствование обслуживания с использованием новых технологий и, конечно же, развитие кадрового потенциала. Сегодня я остановлюсь лишь только на одном из этих аспектов, это на совершенствовании обслуживания технологий. На данном слайде приведена статистика, динамика посещений за 2018-2022 год. Исходя из нее, возникает закономерный вопрос, почему нам нужно меняться. Посмотрите, пожалуйста, как влияет посещение библиотеки. То есть те, кто посещает нас ногами, это красный график. Мы видим, что на протяжении с 2018 по 2020 год количество посещений у нас неуклонно сокращается. В первую очередь это связано, конечно же, с тем, что мы в 2019 году начали переезд, 2020 год у нас пандемические все условия, и стратегическая задача у нас вернуться к 2023 на тот уровень, который был достигнут в 2018 году. Вместе с тем, большими темпами растет уровень посещения библиотеки через интернет. То есть это посещение официальный сайт, это рост Литреса, это национальная электронная библиотека. И еще один продукт – это рост посещений по культурной карте.
Конечно же, большой фактор на снижение динамики посещений именно ногами влияет, конечно же, это снижение подписки, приобретение новой литературы. Также снижается интерес и потеря интереса к чтению, потому что на сегодняшний день студенты все работают по специализированным программам, по специальным образовательным программам. Точно так же литература становится в доступе, Коми-научный центр снижается интерес, потому что также работают с открытыми базами, с открытыми пространствами. И какие шаги мы хотим предпринять? Первое – это же развитие личного кабинета пользователя. Эту задачу мы планируем решить в 2021 году. На сегодняшний день такие гиганты, как Alibaba, рассылает и мониторит 1000 наших посещений, определяет наши вкусы, наши предпочтения. Компания M-Tailor, приложение, которое сегодня шьет одежду по индивидуальному вашему заказу, исходя из ваших персональных параметров вашей фигуры. Wildberries и его приложение сегодня внедрили одну из функций, в которой можно заложить параметры своей фигуры, и одежда будет высылаться и примериваться прямо на вас. Тем самым они минимизируют, условно говоря, рассылку. Поэтому личный кабинет, эту задачу, которую мы для себя ставим, это в первую очередь работа с посетителем. Это определение его вкусов, определение его предпочтений, определение его интересов. Это возможность интерактивного общения с нами, это возможность дать оценку книге, дать оценку автору, тем самым продвигая и популяризируя чтение. Это персональная рассылка на подписки. То есть, когда вы подписываетесь на определенные рода вещи, все это становится индивидуальным. Также внедрение, как один из элементов геймификации, это функция, которая будет давать систему бонусов для посещения библиотеки через наш виртуальный кабинет, то есть через личный сайт. Следующий – это развитие интернет-ресурсов. Мы сегодня создаем и поддерживаем целый ряд веб-сайтов, которые снабжены инструментами доступа к оцифрованным литературным источникам, а также предоставляют интернет-пользователям информацию о республике, ее культурных и исторических ценностях. Мы будем совершенствовать поисковый аппарат для работы с электронными каталогами. Разработка предметного поиска – это электронный аналог систематического каталога. Разработка системы отчетов, анализ факторов посещаемости, читательских предпочтений, состава читательской аудитории. Развитие национальной электронной библиотеки – это, в первую очередь, расширение, это то конкурентное преимущество, которое у нас с вами есть, которого точно нет в Литресе, и Литрес никогда не будет брать наших авторов, наших писателей, нашу краеведческую литературу. Здесь мы конкуренты, и здесь мы должны, конечно же, этот источник максимально пополнять. Ну и культурная карта Республики Коми – это источник информации, которым сегодня пользуются десятки тысяч людей, в которую точно так же добавляются новые разделы. Последний из них, вы видели, мы добавили купечество. Новые технологические решения. С 1 марта 2021 года мы переходим на оплату наших услуг по QR-кодам. То есть сейчас, чтобы оплатить услугу, необходимо прийти, например, если вам нужно сделать какую-то ксерокопию с какого-либо издания, вам нужно прийти в библиотеку, оплатить, вам ее сделают, вы ее заберете. Мы планируем оплату по QR-коду, где электронно вы заказываете, оплачиваете, и мы вам высылаем, то есть без посещения библиотеки. Точно так же это становится очень удобным сервисом, потому что оплата будет доступна и на нашей платформе. Сегодня мы приобрели и пользуемся платформой WebEx для проведения онлайн-мероприятий. Вот сегодняшнее наше мероприятие проходит как раз на платформе WebEx. Ей можно пользоваться. Это продукт не так дорог, порядка 30 тысяч, годовая подписка, но, как нам показалось, мы выбирали очень долго и очень тщательно, это гораздо интересней и стабильней работа системы, чем то, с чем мы привыкли с вами работать. Новая форма для заказа услуг межбиблиотечной электронной доставки документов. Ну и 22-23 годы. Сегодня мы ведем работу по созданию модуля для сайта госуслуг. То есть с сайта госуслуг
можно будет перейти на сайт Национальной библиотеки. Идентификация будет происходить через портал и через сайт государственных услуг. Сегодня компания APA Global ведет разработку этого модуля. Мы ожидаем его для тестирования во втором квартале. И дальше будем работать с интегратором. Интегратором госуслуг является Ростелеком. Переговоры мы все соответствующие провели. То есть мы будем пытаться интегрировать эту систему. Ну и использование чат-ботов, такое современное направление, когда вы заходите на сайт и у вас спрашивают, то есть сайт будет работать и фактически доступность библиотеки будет 24/7. Это то, что нас сегодня сдерживает, в отличие от того же Литреса, где можно книжку взять каждый день. Автоматизация обслуживания с применением RFID-технологий. Мы ввели и перед Новым годом презентовали карта МИР, на сегодняшний день стала читательским билетом. За январь месяц у нас 28 новых пользователей карты МИР. Это читатели, которые используют карту МИР сегодня в качестве читательского билета. И эта популярность растет. Дальше это создание единого читательского билета на всей территории Республики Коми. Человеку достаточно в одной библиотеке идентифицироваться. Дальше он с этой картой может пользоваться на всей территории республики. Такой проект мы сегодня реализуем совместно с библиотекой Маршака. Вот, мы создаем единую базу читателей, то есть люди, которые и у Маршака, и у нас, это одна база на сегодняшний день. Вот, да, с вами, да, сейчас подключаемся. Вот, станции самообслуживания, ну и инвентаризации сверка фонда с электронным каталогом, когда RFID стоят, очень хорошо и быстро можно инвентаризировать книги на полке. Сегодня мы вытаскиваем ящик, идем с этим каталогом, ищем по каталогу, находим книгу и так проводим инвентаризацию. То есть это упростит и работу с книгами, и ускорит время доставки и выдачи книг. Вот что сегодня происходит, это на 2020 год, это RFID-технологии в 11 библиотеках, единый читательский билет 12 и 4 станции самообслуживания, ту задачу, которую мы будем решать. Новый проект «Межотраслевое взаимодействие муниципальных и школьных библиотек». По поручению Сергея Витальевича в прошлом году мы начали описывать этот проект. Стоит большая задача, чем же сегодня скомплектованы школьные библиотеки. Потому что школьные библиотеки тратят порядка тоже 3-4 миллионов рублей в год на комплектование литературой. Кроме того, что требует ФГОС, они еще комплектуются той литературой, которую просят преподаватели. Мы тоже себя комплектуем. В итоге у нас получается, что все вроде бы скомплектованы, а общей базы системы нет. И мы не понимаем на сегодняшний день, какая база есть в школьных библиотеках, какая база есть в сельских наших библиотеках и как это может взаимодействовать. Здесь на сайте представлена статистика, которую мы провели, и расчеты, которые мы сделали. Проект достаточно непростой, тоже рассчитан на несколько лет. Вот сегодня с одной из школ Сыктывкара мы начинаем уже технологически эти все решения отрабатывать. Вот, поэтому вот такой проект. То есть мы хотим, чтобы все работали в одной системе. И школьные библиотеки, и муниципальные библиотеки, чтобы мы четко знали, понимали, где какая литература, в каком количестве, в каком объеме. Потому что литературу нам приносят, сдают, и мы могли бы скомплектовать в том числе школьные библиотеки. Вот здесь что даст этот проект, это использование ресурсов, это комплектование и расширение возможностей функционала школьных библиотекарей, потому что на сегодняшний день школьные библиотекари практически не проходят повышение квалификации, не обучаются, и это один тоже из таких элементов. Ну и, конечно же, все эти задачи не будут решены, если мы не решим для себя два важных момента. Первый из них, мы планируем до конца этого года выйти на получение образовательной лицензии. Все-таки Национальная библиотека должна, по моему убеждению, готовить специалистов, повышать квалификацию, в том числе муниципальных библиотек, раз уж мы являемся методическим центром, и для школьных библиотек. Кроме этого, планируем поработать с Яндексом и создать на базе Национальной библиотеки Яндекс.Лицей. Это технологическая платформа, которая позволит нам совместно решать массу задач. Ну и организация и проведение профессиональных конкурсов. В этом году мы объявляем о конкурсе «Молодой библиотекарь» с целью популяризации нашей профессии. Через год в следующем будет у нас библиотекарь года, то есть они будут чередоваться из года в год.
И первое место мы планируем будет стажировка либо в РНБ, либо в РГБ. Отправка туда библиотекаря, молодой библиотекарь займет первое место. Либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. То есть сегодня такие переговоры мы проводим, то есть это с точки зрения популяризации профессии. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Есть ли ко мне вопросы? Давайте тогда продолжать и переходим к спич-сессии. Сейчас я вернусь к своим... Да? Перерыв. Да, на сколько минут? 15 минут? 12. С 12 до 13 обед, да? То есть тогда мы завершаем первую нашу часть, мы идем на обед. Коллеги, огромное всем спасибо. И давайте не опаздывать, ровно в час дня мы будем начинать вторую часть нашей работы.
Вот. Вот. Теперь вас слышно. Теперь нас слышно. Все хорошо, я поняла теперь. Все, хорошо, тогда мы уходим на обед. После обеда Ольга Григорьевна приступит. А подскажите, пожалуйста, для того, чтобы мне запустить презентацию, что мне нужно сделать? Потому что я с этой программой не работала. Я выключу. Да. Хотела еще сказать, вам нужно смотреть презентацию, как вам показать. Давайте мы вас научим. Да, давайте. Сейчас покажи. Так, она через приложение, через браузер Через работает. браузер. Еще раз вот на браузер перейдите. Вот где открыто. Ага. Тут окей, нажмите в настройку. Окей, закрываю. Так. Совместный доступ, правильно? Да, совместный доступ. Мгм. А я же Все же заканчивали, да? И выбираю совместный доступ. У меня презентация уже открыта. Видно, да, ее? Или я ее рано открыла? Вот, все, вы ее видите, да? Я вижу ваш экран. Так, вот, все правильно. И разверните ее, На весь пожалуйста. экран разверните. Ну все, сделайте это показ понятно, экрана. да, я поняла, да. Показ экрана сначала, все. Все, я поняла. Всё, до встречи после обеда. Все, спасибо, до свидания. Мгм. Ольга Григорьевна, занятие администрации спрашивают, с кем можно некоторые моменты по вчерашней встрече уточнить по поводу армянского, вот этой дружбы народов. С Бутуриной можно, Светлана Альбертовна? Она именно в центральной библиотеке знает.
У него выслуга только 2 месяца 20 дней. А меня слышите, алло? ТРК. А все остальное у него идет аушки и рабочим он работал. Так, это приказ. Так, да. Как отсюда выйти-то потом? Нет. Так, а где тут? Приказ. Нету такого. Ага. Можно выпить себе коктейль? Давай. Не знаю. Это где презентация это? Татьяна Вениаминовна, вы нас слышите?
Микрофон. Слышно меня? Ну, все тогда, все, спасибо. Просто утром, скорее всего, знаете, у нас вопрос в чем? У нас интернет сегодня плохой. Включить микрофон. Ага.
Вот, а видео подключено. Остановить только могу видео, либо ну-ка вот. Вот. Нет видео? Да, все подключено. Ага, давайте, сейчас перезвоню. Да. Мгм. Ну, мы приложение скачивали, устанавливали. Сейчас еще раз. Вот я по ссылке прошла. Что нужно нажать? А где показ? Совместный доступ? Мгм. У меня на этом телефоне нет. Давайте я сейчас перезвоню на другой номер. Ой, вот первый номер, с которого звонили, это ваш номер? Мгм. Я вам сейчас с другого номера перезвоню. Мгм. Ой, видеозвонок уже. Так, вы видео, Ага. аудио поняли, на видео переключите. О, отлично. Все. Мгм. Вот теперь поверните, ну, и сделайте там на это. Ага. А там в WhatsApp есть штучка перевернуть камеру. Ага. Вот так, вот, отлично. Так, попробуйте сейчас сделать просто совместный доступ. У вас кнопка внизу экрана. Вот она. Угу. Так, Вот это вот здесь, да? экран нажмите просто. Так, плохо видно, там, по-моему, подключить. Поделиться, да? Да, поделиться. Да.
А как будто не активно. А, все. Вот, отлично. Вот, смотрите, вас, получается, не видно по камере, а изображение вашего рабочего стола видно. Хорошо. Это, конечно, странно. У нее есть изображение. Есть, да, в этом. Ну все, значит, мы так и сделаем, когда вас пригласим. Микрофон вы сможете включить, все правильно, да? Надо будет еще раз подключаться или уже все, я подключена? Да. Сейчас мы тестово сделали, у нас потому что другие тоже выступающие, там у нас Ухта тоже онлайн. Мы когда вас представим, вы также покажете рабочий стол свой, и все. Мы вас будем прекрасно видеть и слышать. Все понятно. Да, сейчас сделать остановить совместный доступ нажимаете. Все? Все. И потом включите. Сейчас пока мы микрофончик ваш отключим, а потом Да?
Да, я знаю. Ну, сейчас. Коллеги, ну что, давайте продолжать. Давайте продолжать наше мероприятие. Приступаем ко второй части, к нашей питч-сессии. Вот. Я думаю, что, наверное, эта питч-сессия, она у нас посвящена тем библиотекам и тем, где будут выступать те руководители, которые уже реализовали проект в 2019 году. У нас появился какой-то опыт и работы с оборудованием, которое к нам пришло, опыт его эксплуатации мы приобрели бесценный опыт выполнения ремонтных, строительных работ и так далее, и так далее. Стали большими специалистами. Вот, поэтому давайте начинать, и я слово предоставляю директору Центральной библиотеки. Ольга Григорьевна, давайте попробуем еще раз с вами связаться. Мы вас слушаем. Тем, что дети с родителями посещали выставку как мероприятие, только не было массового пропитания. Ольга Григорьевна, мы вас уже слышим. Что это за словосочетание? Понимаешь? Они нас теперь не слышат, да? Да, они посещали эту выставку, они там занимались в этом. Ольга Григорьевна. Нет. Может быть, посещали выставку, получали информацию, но это не было массовым мероприятием. Ну и что это масломасляное, понимаешь? Да. Сейчас воспитательную работу мы там все секреты узнаем. Да. Тут как раз вот активизировалась индивидуальная работа и работа с малыми группами. Ольга Григорьевна. Позвоните, у кого есть сотовый, пожалуйста, коллеги. Да, привет, дорогая. Опять не слышу. Коллеги, вас слышно? Да. Она сейчас презентацию открывает. Ну, а звук? Говорите. Вы говорите, вас слышу. Меня слышно в этот раз? Да. Слышно, да. Алло? Да, Ольга Григорьевна, вас слышно, но вы презентацию не открыли. Оль, ну как так? Ну, было все хорошо, я же доверяла. Меня слышно? Ну, я их не слышу. Нас не слышно. Ольга Григорьевна, вы нас слышите? Давайте вернем связистов из Ухты сюда. Ольга Григорьевна. Меня слышно? Да, вас слышно. Да, видим ваш рабочий стол. Что-то, смотри, тут что-то. Если вы остановите совместно. Ольга Григорьевна, нас слышно? Меня слышно? Да. Да, мы-то слышим. Она нас не слышит. Вызываемого абонента занят. Звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить сообщение после сигнала. Коллеги, давайте тогда попробуйте установить связь еще раз, да, а мы давайте двигаться дальше. И... Да, ну, все уже слышно и видно, да? Все хорошо, сейчас тогда включаю. Все
Добрый день. Отлично. О, Господи, что такое? Центральная детская библиотека имени Гайдара прошла свой нелегкий путь модернизации в 2019 году. Первый год работы в новом статусе должен был расширить горизонты возможностей библиотеки, сделать ее эпицентром города во многих ключевых направлениях по работе с детьми и руководителями детского чтения. Несмотря на объявленный режим повышенной готовности, мы достигли, пусть не в полном объеме, но хороших результатов. С начала второго квартала 2020 года было принято решение переформатировать запланированные мероприятия в онлайн-режим. В апреле и мае разрабатывались новые формы мероприятий для проведения на официальной странице сети ВКонтакте. Также был переформатирован и проведен в онлайн-формате городской конкурс «Плакат Победы», посвященный 70-летию Великой Отечественной войны. В ноябре был организован городской онлайн-конкурс для первоклассников «Я читаю лучше всех». С июня в библиотеке для соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора были внедрены две новые услуги для читателей. Услуга экспресс-выдача – это выдача необходимой литературы за 60 секунд. Читатель просто оставлял онлайн-заявку на нужные ему книги и в течение рабочего дня получал уведомления с датой и временем получения заказа. До введения всех ограничительных мер в библиотеке начал реализовываться два проекта. Медиацентр на Комсомольской, информационно-досуговая площадка для детей и подростков по развитию информационной культуры и компьютерной грамотности, и проект «Семья и книга». Это арт-студия семейного чтения, где родители и дети совместно занимаются творчеством. Но в связи с ограничением мы работали уже не с несколькими семьями, а с конкретной семьей. Также в связи с запретом на проведение массовых мероприятий необходимо было искать новые формы работы с организованными группами. И мы реализовали новые проекты. Библиотечный дилижанс – это внестационарное библиотечного обслуживания. И 3 шага к онлайн-читателю. Визуализация библиотечной работы. Библиотечный дилижанс – это выездные мероприятия в дошкольные учреждения, а 3 шага к онлайн-читателю – это широкое освещение библиотечных событий для привлечения наибольшего количества читателей из онлайн-среды в библиотеку. Отклик читателей на наш проект «3 шага к онлайн-читателю» подтолкнул нас к одной идее по привлечению онлайн-аудитории в библиотеку. Проект «Книжный интерактив». Он включает в себя онлайн-мероприятия по интерактивным книгам. Ну, в качестве примера можно привести новогодний бал Петра I. Это виртуальная реконструкция и интерактивная выставка, что позволило нам актуализировать работу индивидуальную с читателями, а также работа с малыми группами. В период ограничений многие мероприятия были переформатированы в акции. Небольшой популярностью пользовались акции «Читательский марафон», «Литературный хоровод», «Елка, Чука и Гека» и новогодний розыгрыш подарков, участие в которых приняли 283 ребенка. Также многие уже шаблонные праздники, такие как День влюбленных, мы переформатировали в такую акцию, как День влюбленных в книгу. И эта акция позволила купить 2 зайцев. Это и провести мероприятие, и изучить читательские интересы. Для достижения такого результата необходимо было вовремя перейти в онлайн-формат, найти новые формы и не терять связь с читателями.
Мы пересмотрели график работы Центральной детской библиотеки. Мы не уходили на летний режим и увеличили режим работы с 9 до 18 часов. В 2020 году библиотека имени Гайдара на портале «Прокультура Эра» опубликовала 22 пресс-релиза. Также в рамках концепции у нас была предусмотрена работа школы инноватики, которая работала на базе нашей библиотеки. Было проведено 3 обучающих семинара по изучению интернет-ресурсов, таких как Canva, Learning, Learning Apps. Это замечательные сервисы, которые помогли построить новые онлайн-форматы и интерактивные задания для детей. Также библиотека приняла участие в 2 всероссийских конкурсах и в конкурсе флешмобе «Новогодняя елка. Коми. Родина моя», организованным постоянным представительством Республики Коми в городе Москва. У нас возникли проблемы в распределении финансовых средств. Одной библиотеки ЦДБ имени Гайдара не хватало, так как, имея статус центральной, она прошла как малая библиотека. Соответственно, большая часть средств пошла на приобретение мебельного оборудования, так как площадь Центральной детской библиотеки 441,7 квадратных метров. Детской же библиотеке филиал номер 14 у нас предстоят другие трудности, потому что площадь ее составляет всего 150 квадратных метров. Проблема по Центральной библиотеке состоит в том, что мы до сих пор занимаемся докомплектованием библиотеки техническими средствами. Значит, в конце прошлого года за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности мы приобрели интерактивный стол, в планах приобрести фото- и видеокамеру, систему освещения со штативом для создания качественных фотографий, а также комплект оборудования для хромакей. То есть это такая технология, которая позволяет совмещение 2 и более изображений и позволяет экономить какие-то средства для создания обстановки. В 2021 году, буквально недавно, 29 января, от финансового управления администрации МОГУ-ОКТА пришло письмо, где мы, как распорядители средств бюджета, должны получать коммерческие предложения не от 3 поставщиков, как было ранее, а от 5. Честно говоря, мы с 3 поставщиками не всегда справлялись. Многие отказывались предоставлять цены ввиду того, что они не будут участвовать в конкурсной процедуре. Многие просто не отвечали на наши запросы. А те, кто предоставлял, но не прошел по конкурсу, потом предъявляли нам претензии. Вот и представьте, то есть сегодня при составлении технического задания, участвуя в каких-то конкурсных процедурах, мы должны предоставить 5 коммерческих предложений. Развитие общественного пространства улицы, непосредственно прилегающей к детской библиотеке, является естественным продолжением преобразования библиотеки и ее роли в жизни города. Порой красивая основная входная группа теряет свою привлекательность из-за прилегающей территории, которая не учитывается в проектах по созданию модельных библиотек. И это можно наблюдать не только на примере Ухты. Получается дисбаланс общего стиля внутри с внешним пространством. Прилегающая территория чаще должна использоваться для проведения различных мероприятий. У нас есть желание теоретически завоевать уличное пространство. Интеллектуальная сторона данного проекта очень привлекательная, но требует финансовых затрат. А это уже другая история. Когда мы создаем модельные библиотеки, должны учитываться все составляющие. Проект должен быть неким единым комплексом. И если перефразировать Антона Павловича Чехова, в человеке должно быть все прекрасно, то в модельной библиотеке должно быть привлекательно все. Внешнее и внутреннее пространство, пополнение книжными изданиями, кадры и новые формы работы.
Переходите. Нас как-то слышно, нет? Вас удалось восстановить? Да, слышно? О, здорово. Ольга Григорьевна, спасибо большое. Коллеги, есть ли какие-то вопросы, которые вы хотите задать? Потому что опыт действительно наработан в Ухте, и даже после открытия коллеги все-таки нашли силы и возможности, и сейчас библиотеку еще раз по-новому форматируют. Все, тогда спасибо, Ольга Григорьевна. Там у вас еще будет одно выступление, а так мы двигаемся дальше по программе. И я хочу слово предоставить Центральной библиотеке города Сыктывкар Марина Андреевна. Мне, может, уже нет смысла называть библиотеки или районы, мы друг друга вроде бы как знаем. Давайте тогда уже. Ага. Осенью 2019 года в Сыктывкаре были открыты две модельные библиотеки. Ну, вы многие были уже, знаете, это Центральная городская библиотека и Центральная городская детская. И в ноябре 2020 года была открыта новая модельная библиотека, филиал номер 9. Но сегодня я больше остановлюсь на деятельности именно центральных библиотек, взрослой и детской, поскольку в условиях пандемии в полную меру у нас еще 9-й филиал заработать не мог. Поэтому центральные библиотеки. Ну, сразу скажу, что сразу после открытия библиотеки стали вообще новой точкой притяжения в городе. Народ, можно даже сказать, повалил к нам. Иногда не хватало даже вешалок, чтобы раздеть читателей. Приходилось выносить из кабинетов вешалки. Но, в принципе, вы с опытом работы знакомы, поскольку в рамках культурного форума вы посетили обе библиотеки, поэтому я немножко вкратце расскажу о тех, какие новых формах мероприятий, которые позволило проводить современное оборудование. Просто быстро полистаю, а потом уже остановлюсь все-таки на работе библиотек в пандемию и всем прочим. Ну, как у всех, проходят, конечно же, библиомосты в рамках международного библиотечного канала «Библиомост». Различные встречи. Тут вот вы видите встречу с национальной культурной автономией болгарской, встречи с специалистами, это юристы, доктора, врачи. Встречи с интересными людьми, предназначенные для молодежи. Вот на слайде вы видите бизнес-тренинг генерации бизнес-идей для молодежи, который волонтер проводил. Мастер-класс блогера Натальи Пахович по искусству фотографирования. У нас в библиотеке выступали различные театры, такой как, например, инклюзивный театр СГУ «Радость моя». Работал и, надеюсь, будет работать необычайно популярный досуговый клуб для детей «Дети при деле». Проводятся различные дни настольных игр. Вот здесь тоже представлено. Работает любительское объединение «Мама-клуб», творческая мастерская с использованием графических блокнотов «Сотвори себя», различные мастер-классы. Вот как тут вы видите, это правополушарное рисование и мастер-класс от коллектива школы танцев «Арена С». Также любительское объединение по обучению компьютерной грамотности «Актив IT». Очень активно благодаря интерактивному игровому оборудованию началась у нас работа по проведению интеллектуальных игр для школьников. Состоялся цикл интеллектуальных игр, и совместно с Центром развития образования прошел первый этап межшкольного интеллектуального турнира «Интеллект Микс», в котором приняли участие 19 сыктывкарских школ. Но, к сожалению, провести финал не удалось, потому что наступила, сами знаете, пандемия. Но мы надеемся, что все-таки этот проект мы закончим. Ну и, конечно, не забытые дети в Центральной
детской библиотеки. Это совершенно новые мероприятия, как «Читаем вместе с собакой», различные мастер-классы. Ну, тут вот представлен «Где живут шноркели» мастер-класс. Фестиваль концертов «Твой концерт», фестиваль талантов «Твой концерт», выступление Санкт-Петербургского театра 3-4, разноцветная книга, занятия по программе «Смарт-команда», занятия с интерактивной песочницей. Активно действовал клуб настольных игр «За притяжение», клуб по лего-конструированию и робототехнике «Роботрон», клуб 3D-фантазии по моделированию с помощью 3D-ручек. Необычайный ажиотаж вызвал цикл интерактивных мероприятий с использованием мобильного планетария «Школа гнома-астронома». За неделю где-то 500 человек у нас детей прошло. Ну, кроме того, как вы знаете, тоже, как я говорила, на нашей базе состоялся в рамках 3-го Северного культурного форума фокус-семинар «Библиотека будущего» и также паблик-ток специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова. Но, к сожалению, в связи с пандемией и ограничительными мерами пришлось нашим библиотекам быстро перестраивать свою работу и переходить в онлайн-формат. Для того, чтобы деятельность эта была успешная, сотрудниками отдела новых информационных технологий были проведены виртуальные занятия для сотрудников библиотек в рамках разработанной программы «Школа информационного комфорта», где библиотекари получили знания по работе в таких сервисах, как LearningUp, TestPad, Canva, Zoom и другие. Ну, о чем Ухта уже, в принципе, тоже говорила. И благодаря полученным знаниям интерактивные практики были воплощены в группу библиотек ВКонтакте и на сайте. Так, при поддержке территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара среди школьников, старшеклассников школ города была проведена сетевая онлайн-викторина «Основной закон жизни», посвященная Конституции. Совместно с Республиканским физико-математическим лицеем-интернатом был проведен межрегиональный турнир школьных команд «Интеллектуальный марафон», для которого библиотека подготовила виртуальный блок «Интеллектуальный батл». В батле приняли участие команды Воркуты, Инты, Ухты, Котласа, Коряжм, Кирова и Сыктывкара. Дистанционные формы работы также были продолжены в рамках цикла мероприятий «Кристаллы русской литературы». То есть библиотека совместно со школами проводит итоговые интерактивные онлайн-мероприятия по изучаемым темам. Например, были проведены интерактивные викторины по произведениям Евгения Онегин, Дубровский, Пушкина, «Мертвые души» Гоголя и другим. Кроме того, сотрудники Центральной библиотеки, вот сейчас вы слайд видите, освоили технологию создания виртуальных выставок с дополненной реальностью с правом размещения на платформе «Артефакт». Платформа «Артефакт» – это цифровой ресурс, который входит в федеральный проект «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» и предназначена для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности. Для публикации такой выставки на платформе «Артефакт» предъявляются очень жесткие требования к оформлению. То есть сам текст, описание экспонатов, изображения, качество изображения, разрешение и прочее. Но, тем не менее, удалось нам, хоть и долго это создавали, разработать и разместить на виртуальной платформе «Артефакт» выставку «Мой край», «Мой коми-край. Частица Родины большой», где представлены книги об истории и традиции коми-народа, людях и природе коми-края. Приложение работает в двух режимах: каталог и распознавание. То есть первый дает возможность изучить экспонаты прямо с экрана смартфона или компьютера, если вы даже очень далеко от библиотеки. А второй режим распознавания работает непосредственно в библиотеке, визуально и информационно дополняет книги на выставке. Также продолжились в онлайн-формате заседания любительского объединения, занятия любительского объединения «Актив IT». Только теперь в онлайн-формате. Для этого были организованы видеоконсультации, видеоуроки по программе «Мобильная академия». Юные читатели также оказались вовлечены в активную виртуальную деятельность. Тут у нас поработала очень хорошо и работает Центральная городская детская библиотека.
Вот так, программа с интерактивным глобусом с приветом по планете продолжилась в формате онлайн, немного видоизменившись. Теперь это велокруиз по странам мира с куклой Асей. Видеорассказы с помощью куклы Аси знакомят с народами и обычаями и предлагают к прочтению интересные статьи из журналов. Интерактивная песочница в период дистанционной работы с читателями стала своего рода изюминкой при подготовке видеозанятий. Очень много занятий провели с песочницей. Потом немножко дальше я расскажу. Хотя в рамках литературно-творческих видеозанятий семейного клуба «Сказка для всех» проходит видеотеатрализация сказок. Состоялись трансляции сказок, как «Осенние корабли», русской народной сказки «Лисичка и волк» и другие. Также в песочнице проводятся научно-популярные видеозанятия. С ее помощью подписчики группы знакомятся с различными природными зонами России, например, Арктикой и Антарктикой в режиме ледниковый период. Успешно проводятся и краеведческие видеозанятия. Интерактивная панель очень помогла в реализации онлайн-проекта по продвижению журнала «Страна журнале», где библиотекари не только знакомят детей с новыми журналами, но обязательно проходят мастер-класс по рисованию того или иного героя журнала. Например, Нолика из фиксиков, книга Женя, героя журнала «Радуга» и другие. Подготовленный реализуется проект фотозагадки кукольной инсталляции. Суть проекта заключается в том, что библиотекарь готовит кукольные инсталляции по сказкам, фотографирует и затем размещает в группе ВКонтакте. Очень активно, благодаря информационной и финансовой поддержке партнеров, вне школьных каникул проходит краеведческий онлайн-марафон «Куемнёль». Значит, первый партнер это у нас был издательский дом «Комикс», совместно с ними мы проводили этот марафон. А второй партнер это Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми, уже вне зимних каникул. Хочется сказать, что опыт работы модельных библиотек Сыктывкара вызвал большой интерес у других регионов России и одобрение федеральных экспертов. И был представлен не только на республиканском, но и на всероссийском уровне. Так, благодаря победе во всероссийском конкурсе видеороликов в 2019 году, представлявших библиотеку нового поколения, наш ролик был отмечен, и Российской государственной библиотекой была оплачена поездка и пребывание сотрудника Центральной городской библиотеки на 8-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где выступление нашего сотрудника позволило представить опыт создания модельной библиотеки на базе ЦГБ перед широким кругом библиотечных специалистов всей России. Также опыт работы Центральной городской библиотеки в качестве модельной был включен в дистанционную образовательную программу Российской государственной библиотеки «Библиотека нового поколения. Управление изменениями». Эта программа проходила для руководителей муниципальных библиотек Российской Федерации. И мы готовили, можно сказать, все лето, готовили учебные материалы по теме практика автоматизации и внедрения технологий. И многие, наверное, участвовали, директора. Видели? Да. Марину Анатольевну у нас видели. Также опыт организации работы Центральной городской библиотеки по автоматизации библиотечных процессов заинтересовал Российскую государственную библиотеку для молодежи. И для создания видеоконтента о деятельности нашей библиотеки для образовательной программы «Организация цифровой среды библиотеки», дистанционной библиотечной школы цифровой грамотности Российской государственной библиотеки для молодежи. Библиотеку в августе посетили сотрудники РГБМ Антон Пурник и Даниил Левитес. Также не остался невостребованным и опыт городской детской библиотеки. Так, опыт по теме «Территория библиодрайва. Современные технические возможности модельной библиотеки» был представлен на онлайн-вебинаре «Как стать моделью». Опыт создания модельных библиотек, который организовала Нижегородская областная детская библиотека. Там выступала у нас заместитель директора по работе с детьми.
Видеодоклад «Кукольные инсталляции рекомендуют» был представлен на межрегиональном онлайн-семинаре «Рекомендательная библиографическая деятельность. Воздействие на читательскую активность детей и подростков». Это Ростовская областная детская библиотека. Также видеодоклады о деятельности модельных библиотек были представлены на Всероссийской научно-практической конференции «Библиотека и культурное пространство региона», организованной Министерством культуры Российской Федерации и Пермским государственным институтом культуры. Хочу заметить, что сами звонят, сами приглашают выступить. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо большое. Очень на самом деле содержательный доклад. Я думаю, что многие сейчас сидели с блокнотами и что-то для себя подчеркнули, что-то записали. В этом как раз и есть ценность наших встреч и нашего общения. А мы двигаемся дальше, и давайте мы подключим у нас Троицко-Печорский район, Татьяна Вениаминовна. Мы вас очень хорошо видим. Надеюсь, вы нас слышите. Да, слышу. Ой, отлично. Ага. Мы готовы вас слушать. Да, коллеги, здравствуйте. Наша модельная библиотека открылась в декабре 2019 года. Это стало большим событием для Троицко-Печорского района. Год она проработала в статусе модельной. Сегодня можно подвести какие-то итоги. Уютное пространство, современная мебель и оборудование, новые книги и периодика привлекли в библиотеку новых читателей. Посещаемость увеличилась в 2 раза. Библиотеку стали чаще посещать родители с детьми, бабушки, дедушки с внуками. Появились новые читатели дошкольного возраста и подростки. Каждый из них нашел для себя занятие. Кто-то интересную книгу, кто-то погружение в виртуальную реальность, кто-то осваивал компьютерные технологии, а многие приходили в библиотеку, чтобы просто пообщаться друг с другом. В новой библиотеке весь фонд представлен в открытом доступе, за исключением периодических изданий прошлых лет и дублетной литературы. В раскрытии фонда и привлечении внимания читателей книги библиотека стала использовать новые формы. Ну вот пример. Цветные выставки, синий шелест страниц, поэзия, проза в красном, белая книжная аптека. Идея в том, что на одной выставке представлены книги разного содержания с обложкой одного цвета. Яркие стикеры на полках с надписью «Я новая книга» – тоже своего рода реклама новинок. Ну а так как наши дети любят игрушки, то в оформлении выставок для детей используют игрушки, творческие поделки, связанные с содержанием книг. С 2019 года в библиотеке реализуются 2 проекта. Литературная гостиная «Нескучная классика», которая проходит театрализованное знакомство с классикой. Востребован проект IT «Всем возрастам покорны». Люди пожилого возраста овладевают информационными технологиями. Конечно, этой работой занимаются многие библиотеки, но я хочу отметить то, что у нас после модернизации появилось 5 пользовательских мест вместо 1. А это значит, что большее количество желающих смогут освоить компьютер. После открытия модельной библиотеки был создан клуб «Узелок семейного чтения». Я думаю, кто-то уже слышал о работе нашего клуба. В клубе родители и дети проводили громкие чтения, обсуждали книги, занимались творчеством. В период приостановки обслуживания читателей в помещении модельной библиотеки, как и всем нам, пришлось перестраиваться, искать новые формы работы в виртуальном пространстве. Встречи клуба стали проходить онлайн. А чтобы работа клуба проходила не в одностороннем порядке, а в диалоге с читателем, после громких чтений библиотекари предлагают читателям, детям выполнить определенные задания, нарисовать, сделать поделку, ответить на вопросы, ну и какие-то другие задания. Спрос на прочитанные книги есть, так же, как это было при живом общении. Работа клуба в онлайн стала плюсом для библиотеки, так как в библиотеке появилась возможность знакомить с книгами большее количество читателей детей. В период пандемии стала востребована библиотека Литрес. Реклама электронных изданий привлекла в библиотеку новых читателей.
В 2020 году читателями Литрес стали 29 человек. Посещаемость составила 553. У нашей библиотеки нет своего сайта, но активно работает в социальной сети ВКонтакте группа «Библиотека квартала Южный». На сегодня количество подписчиков составляет 584 человека. Здесь размещаются новости о жизни библиотеки, посты о творчестве писателей республики и района, проходят конкурсы, акции, есть постоянная рубрика «Новинки на книжной полке». И надо заметить, что география участников онлайн-мероприятий постоянно расширяется. Приведу несколько примеров. Участникам мероприятия «Правовое онлайн-расследование. Сказочный герой не прав, он лишил кого-то прав» стали 52 человека из республики Коми, Башкортостана, Владимирской области, Татарстана. А в интеллектуальной онлайн-викторине по финансовой грамотности приняли участие 36 человек из Рязанской области, Республики Крым и Коми. В настоящее время в группе размещен пост о конкурсе «Эссе «Родной район. Моя история живая», приуроченный к 90-летию Троицко-Печорского района, который также вызвал большой интерес у жителей. Наши библиотекари научились работать с НЭБ.РФ, активнее стали работать с сайтом Прокультура.РФ. Представляя на сайте информацию о своих мероприятиях, библиотека тем самым привлекает больше внимания к своей деятельности библиотек других регионов. В 2020 году на Прокультура было выложено 16 анонсов мероприятий, а уже в январе 4 анонса. С внедрением новой техники библиотекари стали качественнее создавать видеоролики, активнее развивать деятельность по созданию мультимедийных изданий, создавать свою сувенирную продукцию, кружки с печатью, которые используют при проведении мероприятий. За этот год библиотекари участвовали во всероссийских конкурсах «Золотая полка», «Библиотеки продвижения». И хотя наша библиотека не вошла в число победителей, но получила какой-то опыт от участия. Привлекали для участия в конкурсах читателей библиотеки, и многие читатели стали дипломантами всероссийских конкурсов. Работа библиотеки квартала Южный была представлена на 13-й Всероссийской конференции «Библиотечные фонды. Проблемы и решения». Конечно, во время модернизации и в прошедший год были какие-то трудности, ситуационные моменты. При формировании фонда новой модельной библиотеки мы не включили в заказ ни одного электронного издания. Ошибку эту учли и уже в 2020 году при заказе новой литературы для модельной библиотеки 12% новых документов составили электронные издания. Также и в этот год наравне с книгами будем заказывать электронные документы. Гарантированное обязательство по выделению средств на пополнение документального фонда модельной библиотеки в 2020 году в размере 50 тысяч администрация выполнила и даже немного перевыполнена. В бюджет 2021 года заложено 60 тысяч, но этого, конечно же, недостаточно, так как обновление книжного фонда должно быть не менее 5%. И хотелось бы, конечно, большего финансирования, тем более, что стоимость книг постоянно возрастает. Трудности у нас были с новым оборудованием, которое требует новых знаний. Не с кем было проконсультироваться. Специалистов, работающих с такой техникой, в районе не было на момент открытия. Но благодаря Ржевской библиотеке Санкт-Петербурга, их консультациям по поводу приобретения оборудования и программ, практикуму, который нам провела юношеская библиотека, проблема все же разрешилась и все заработало. Но на будущее мы вот для себя взяли на заметку включать в договор пункт «Установка оборудования на месте». Ну вот так, краткая информация. У нас сегодня интернет очень плохой, поэтому я очень беспокоилась, чтобы на каком-нибудь слове все не выключилось. Спасибо. Татьяна Леонидовна, спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Да, коллеги говорят, хотелось бы картинки посмотреть. Вы знаете, я вот как-то я по презентации не подумала. Но тогда мы вас попросим, чтобы вы их подфотографировали. Да. Я подготовлю презентацию. Я вот как-то совсем не подумала. Но я подготовлю и отправлю.
Все, спасибо большое. У нас, коллеги, наша трансляция сейчас записывается, пишется на YouTube. Мы потом ссылки вам скинем. Можно будет еще раз ее посмотреть дома спокойно, с коллегами разобрать. Сейчас у нас в общей сложности подключено порядка 7-8 человек, кроме нас. Еще в районах у кого-то коллеги подключились. В системе телевизор у нас выключился, как он и обещал. Вот. Поэтому давайте двигаться дальше. И можно, да, только надо микрофон. Только микрофон, потому что нас коллеги с той стороны не слышат. У меня вот вопрос тут. И Ухта, и Троицко-Печорск упоминали про портал Культуры РФ. Мы тоже активно там размещаем. В принципе, у нас специалист прошел обучение, имеет право без предварительной модерации администрации портала сама размещать все события. Ну вот на сайте «Новая библиотека РФ», да, там, где идут новости, там внизу идет полоса, как бы с сайта, с портала «Культуры РФ». Ну, я никогда не видела там Республику Коми. Что надо сделать, чтобы там появиться? Вы задали... Вот Ну, почти вот нету. у нас работает сама библиотека с этим сайтом, поэтому вот я Картирос тоже попадает туда часто. А Мы как видим вот Картирос, как попадаете? Ишма один раз попадала, по-моему, и Сосногорск. Мы просто в месяц где-то по 10 заметок размещаем. Мы вот с коллегами связались, потому что Национальная библиотека тоже, к сожалению, не попадает, хотя тоже очень много модерации, очень много информации мы даем. Да, там какой-то у них специфический алгоритм, как они говорят, и выбирает сама система. По какому? Да. Нет, на сайте есть, найти мы себя можем, да, а в бегущую строку, на сайте да, есть, да, да. в бегущей строке мы не видим. Там просто когда открываешь, идет бегущая строка, да. Да? Вот. И вообще вот еще вопрос. На сайте «Новая библиотека РФ» там идут новости не только про открытие библиотек, но об опыте работы уже открытых библиотек. Как мы понимаем, мы туда ничего сами отправлять не можем. Это, видимо, Министерство культуры должно отправлять. Да, и обидно, что нас нет. Мы обращались в медиацентр Министерства культуры, когда у нас открылась 9-я библиотека, вот модельная, потому что она же за счет республиканского бюджета, но почему-то в других регионах, кто за счет местных бюджетов открывается, есть информация, а про нас не было. И мы обратились в медиацентр Министерства культуры наш, да, и спросили, можно мы как-то вам пришлем информацию, что вот разместить на сайте. Они сказали, напишите про все библиотеки, тогда мы, может быть, разместим. Но поскольку про все библиотеки мы информацией не владели, как-то вот тоже этот вопрос, обидно, что нас нету, мы тоже могли бы поделиться. Спасибо за вопрос, я записал. Обратную связь дам. Давайте двигаться дальше. И у нас Светлана Аркадьевна. Уважаемые коллеги, я сразу прошу прощения, у меня нет презентации, даже не ищите. У меня нет презентации, потому что я поставила перед собой такую задачу не говорить о достижениях, а поговорить о проблемах все-таки. И так наивно полагала, что нас никто не услышит, кроме нас. Ну, говорить о том, что мы открылись тоже в декабре 2019 года Центральная библиотека, затем в 2020 году, ровно через год, открылась детская библиотека. Ну, и показывать, что у нас есть, вы и так уже сегодня все были, и все это сегодня здесь находитесь, и все это видели. Я единственное хочу отметить, что так сложились обстоятельства удачно и счастливо, я так считаю, что у нас все-таки получилось так, что мы планово осваивали, модернизировали всю нашу территорию Картироса. Сначала модернизировали центрально, так как мы под одной крышей модернизировали детскую библиотеку, и теперь у нас такой вот модернизированный комплекс. И читатели, которые приходят к нам в библиотеку, они не идут во взрослую детскую библиотеку, они просто идут в библиотеку. То есть для читателей тут не разделено детское центр как структурное подразделение. И получилось так, что мы смогли привести в соответствие нашу прилегающую территорию. Таким образом появилась у нас литературная аллея, территория. Вот вы заметили, что и Картайка переехал к нам. И получилось это все логично, потому что легенду о Картайке мы знаем только благодаря тому, что Михаил Николаевич Лебедев в свое время эту легенду записал. Не записал, мы бы про нее, может быть, и не знали. Как-то так все логично. Осталось нам немножко закончить все наши начинания по территории.
нашего двора, но это все решаемо. Итак, какие проблемы? Те, которые проблемы у нас возникали с центральной библиотекой, у нас была возможность их решить, когда мы модернизировали центральную детскую, не центральную, извините, детскую библиотеку. И теперь, если вы у нас походили по библиотеке, обратили внимание, что мы теперь имеем возможность обслуживать читателей с самого рождения. У нас есть сейчас в туалетной комнате для инвалидов и пеленальный столик складной. Мы увидели, была проблема, мы увидели такую ситуацию, что пришла молодая мама со своим ребенком постарше и пеленала у нас вот, где получилось, там и пеленала. Все-таки это очень важно, потому что и летом теперь у нас во дворе в скверике тоже гуляют молодые мамы с детьми. То есть все это актуально. Так, что дальше? Значит, говорить о том, какие достижения в качестве, в том разрезе показателей, которые мы обязаны были их выполнить, говорить сложно, потому что в полную силу мы работали всего 3 месяца. Мы в конце декабря 2019 года открылись, с января по март. Могу сказать, что посещение, конечно, тоже возросло, в 1,6 раз у нас за это время возросло. По итогам 2020 года Центральная библиотека план по посещениям выполнила, по читателям книговыдачи нет. По каким причинам тоже озвучивать нет смысла, понятно. Какая проблема? Вот если бы сейчас, имея уже за спиной опыт прохождения всех аукционных мероприятий, капитального ремонта, реконструкции по большому счету, и имея такой опыт, нам сейчас сказали, вот давайте модернизируем библиотеку центральную, возможно, я бы отказалась. Потому что я теперь уже знаю, что это такое. Тогда мы это не знали. Получается, что когда все-таки проект федеральный, мы везде говорим, что у нас участвует республика, муниципалитет, в итоге на практике получается, что мы оказываемся сам на сам с этой проблемой. Потому что контрактные управляющие, это счастье, если есть профессионалы в вашем штате. Бывает так, что в штате вообще нет контрактных управляющих. И пройти нужно было путь тернистый по оформлению документов капитального ремонта. И мы были в апреле месяце на грани того, что вот вроде бы мы уже выиграли конкурс, а могли вообще уйти с этого конкурса, потому что был ряд проблем, которые мы, слава богу, все прошло нормально. Вот. Потому что меняется законодательство быстрее, чем мы оформляем документы. Все в связи с этим, да, точно. Вот. Поэтому здесь директора один на один, им очень сложно проводить вот такие капитальные серьезные ремонты. То есть нужна какая-то помощь действительно и проектного офиса в том числе. И вы поймете, что тоже в состоянии капитального ремонта и реконструкции. Вот. Все прошло и прошло. И дальше, двигаясь дальше, готовя библиотеки дальше на федеральный, особенно федеральный конкурс, все-таки очень серьезная, мы сталкиваемся с серьезной проблемой подготовки документов на капитальный ремонт. Потому что от этого все зависит. Нет капитальных ремонтов, все, путь федеральный конкурс, он закрыт. И тут стоит проблема, Алина Робертовна сегодня озвучивала тоже, то, что поддержка финансовая, потому что без финансов ни акт обследования не сделать, ни дизайн-проект, ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. В таком случае нужно как-то, может быть, с нашими руководителями администрации тогда пообщаться, что этот проект, без их помощи, без выделения средств, бесполезно заявляться. А за Республикой Коми следят, и следят очень сильно, и действительно звонки со всей страны, спрашивают, даже сейчас был звонок, что удивительно, с Ленинградской области. Ленинградская областная библиотека консультировалась с нами по некоторым вопросам. За нами следят, и очень хотелось бы, чтобы наш регион выглядел достойно и темпы не снижал по модернизации библиотек. Это одно. Дальше, техническая составляющая. Понятно, мы все гуманитарии. Всегда говорю, я гуманитарий до костей, до всех своих. И таких, как я, в основном. Мы гуманитарии. Техническая поддержка, когда мы приобретаем оборудование, а если центральная библиотека, это 10 миллионов, это немалые деньги. То есть надо понимать еще на уровне того, как мы пишем заявку. Мы заявку написали, прописали, что бы мы хотели, предположим, да,
когда доходит до аукционов и составления технических характеристик, получается, что люди, которые имеют техническое образование, пишут техническую эту заявку. Работать с этим будут люди, которые гуманитарное образование, то есть мы с вами, да. И получается иногда нестыковка. С этой проблемой мы столкнулись. Кроме того, у нас произошла еще смена руководства, не руководства, смена работников, айтишников. Получилось то, что те, кто заказывали технику, они ушли. Те, кто пришли, сказали, что вообще нужны были, как будто бы другие параметры. Ну, мальчики, вот технари не дадут соврать, что у каждого свое видение, правильно? И в программах, и т.д. и т.п. И проблемы эти есть, и они остаются. И оборудование, которое мы заказывали для центральной библиотеки, потом для детской библиотеки, я вам хочу сейчас честно сказать, что у нас даже не все освоено, потому что мы были первые, мы не совсем представляли, для чего нам нужно это оборудование. И уже когда анализируя, когда мы центральную библиотеку уже закончили модернизацию, хорошо, у нас была впереди детская библиотека, и у нас была возможность закупить некоторое оборудование, чтобы начало работать то, что мы закупили в рамках другого проекта. И вот здесь очень, конечно, тоже правильно, что я обращалась, вот Татьяна Марковна говорила, что Ржевскую библиотеку, то есть тут консультации очень нужны, конечно, опытных людей, которые уже весь этот путь прошли. Потому что гуманитарии и технари не всегда понимают, кому что нужно. И тем не менее. Так, что еще? В крупной библиотеке, не могу сказать за филиал, у нас не было еще модернизированы филиалы, все-таки кадровый вопрос. Сейчас мы столкнулись с тем, что библиотекарь, а это и прописано в модельном стандарте нашем региональном, теперь это библиотекарь-специалист-универсал. И это действительно так. Мы теперь должны уметь много всего, перестраиваться, подстраиваться и т.д. и т.п. Мы прошли обучение, где только можно было, и начиная уже с 18, 19, 20 год, у меня специалисты сейчас очень универсально обучены в разных областях. И даже берясь за мультстудию, мы прошли специальное обучение, чтобы понимать, что это такое. Сейчас в феврале мы должны пройти уже обучение, имея некоторый опыт по робототехнике, для того, чтобы проводить соревнования в этом направлении. Сейчас очень сложно брать людей на свободные вакансии, потому что приходят люди, понимают, что их нужно обучать, чтобы весь этот круг пройти нужно заново. А сейчас уже нет такой возможности и финансов, потому что мы обучались бесплатно. Теперь за все надо будет платить. То есть кадровый вопрос, он будет стоять и будет стоять постоянно. И стоит, и будет стоять, потому что, да. И мы теперь пришли к тому, что, во-первых, перестроился у нас и режим работы, это тоже определенные проблемы, мы увеличили часы работы. И теперь понимаем, что у нас в выходные дни, если просто были дежурные работы, то теперь в выходные дни у нас сотрудников здесь работает больше, чем работает в будни, потому что самый пик посещения – это суббота. В 10 часов открываются двери, забегают, выбегают уже вместе с сотрудниками библиотеки. Последняя суббота, которая была, я пришла по работе сюда, я говорю, вот это и хорошо, и плохо. Чтобы пройти до своего кабинета, я говорила, извините, можно пройти. Это тоже не есть хорошо. Мы сталкиваемся с этой проблемой, потому что получается, что у нас идет большое посещение, и мы тоже должны обустроить все так, чтобы каждый человек, придя в библиотеку, даже если он пришел просто за своим ребенком, и остался, ждет, пока ребенок закончит занятие, он тоже должен найти для себя занятие. У нас коллеги нашли выход из положения. Те родители, 30 человек, которые стояли в фойе, они отвели их в учебные классы и раздали настолки. И еще и в библиотеку они все записались. Вот. Бывают разные ситуации. И то, что вот сегодня министр культуры Сергей Витальевич говорил о том, что кофемашину, да, у нас такая проблема. У нас нет пункта, где можно попить чай, кофе, а люди приходят на целый день, чай, кофе нужен. Но это другая история. Так, теперь по фондам. Гарантийные обязательства, которые у нас были прописаны для Центральной библиотеки, это мы просчитали процентовки от фонда 1200 экземпляров. И гарантийные обязательства выполнены. Даже мы не 1200 экземпляров приобрели, а 1600. Но
Но вот эти 5% обновляемости фондов, это же по формуле высчитывается, и там в том числе и учитывается, то есть делим на книговыдачу. Мы сами стали заложником того, что большая книговыдача высокая, мы до этих 5% не дошли. То есть у нас обновляемость фондов, чтобы была, значит, нам нужно покупать не 1200 экземпляров книг, а уже порядка 2000. А еще книговыдача, значит, еще больше придется приобретать. Вот такая тоже проблема есть. И да, да. Нет, я просто к тому, что вот сейчас мы когда самооценку делали, у нас 5% обновляемости не получилось. В прошлом году было 13%, в этом году чуть меньше 5%. Ну, и тем не менее. На конкурс, да, они смотрят. Я просто говорю про нашу действительность. И наша администрация ведь гарантии дает на 3 года последующих, да. И вот, понимаете, вот, а книги, они в обороте. Вот вы, если посмотрите, у нас стеллажи рассчитаны на то, чтобы книги стояли в 2 ряда. И когда мы открывали библиотеку, у нас действительно книги стояли в 2 ряда. Теперь даже вот неполные книги, неполные полки в 1 ряд, потому что книги читают и книги обращаются. Ну, еще одна проблема Литрес, я не знаю, как к этому относиться. Мне кажется, мы сами себе создаем проблему. Ну, я с вами согласен. Я коллегам уже говорил, что Литрес это как Яндекс Такси, в конечном итоге тот, кто нас убьет, да, в такой или иной части. С одной стороны, мы ему сейчас платим деньги за то, чтобы подписку, но с другой стороны, они более стремительно развиваются, и мы понимаем, что какая-то часть людей, она хочет и умеет читать электронные книги, и это, конечно, молодое поколение. Это вот тот блок, когда есть вопросы, есть. Я вот честно скажу, что мы в Национальной библиотеке тоже очень осторожно к этому относимся и подписку пока не наращиваем. Ну, то есть не тратим больше денег, то есть какой-то ресурс держим, и на графике даже это видно было, что мы просто искусственно, конечно же, запрос есть, но мы искусственно сдерживаем. И получается, что деньги все равно немалые в нашем ограниченных бюджетах мы тратим на подписку Литрес. Но вот буквально на днях мне позвонили, предложили вообще бесплатный Литрес, Ростелеком даже уже предлагает. То есть и наши пользователи тоже, понятно, что тоже получают. Но Литрес, конечно, выручил нас в период пандемии. Я вообще хочу сказать про пандемию. Когда мы вошли в режим вот этих различных ограничений и вообще вышли на каникулы, в принципе, для библиотек появилась свобода. Вот вообще был какой-то период свободы, от которой мы, или сначала мы были в растерянности, потому что мы могли, в принципе, выходить в режим онлайн и показывать, транслировать, что можем, что хотим. Но вот наблюдая за коллегами, да и за собой, за своей библиотекой тоже наблюдаю, понимаю, что выходя в онлайн, нам не хватает профессионализма. И это очень хорошо видно. Потому что то, что особенно видеоконтент, который появляется наш, который мы сами делаем, его надо делать, но в таком случае нужны, в принципе, режиссеры и хорошая техника и т.д. и т.п. В таком случае вот лучше меньше, да лучше. В период во всех этих ограничений у нас появилась в детской библиотеке специальная группа ВКонтакте, которая работала только в летние каникулы, называлась «Лето. Творчество. Отдых», где каждый день выходили в несколько постов, начиная с зарядки, у нас было записано, и мастер-классы. То есть это вот какой-то выход из положения, то есть детская площадка, ее как таковой у нас не было офлайн, но была онлайн. Закончилось лето в августе, 22 августа эта группа была закрыта, и вот сейчас летний каникул, скорее всего, это тоже будет, не скорее всего, будет уже работать. Ну вот проблемы основные, которые я хотела, я озвучила. Ну вот еще хочу сказать, что все-таки профессионалы. И проблема эта будет, но вот, возможно, будет решено, когда вы получите все эти лицензии, все будет уже на рельсы свои войдет. Кадровая проблема, она будет стоять у нас всегда теперь. Потому что это совершенно другой уровень библиотекарей, которые должны работать в модельной библиотеке. Совершенно другой. И без привлеченных специалистов нам тоже не обойтись. Сразу возникает проблема, каким образом с ними договариваться, потому что волонтерство, не все идут на волонтерство, если особенно надо проехать еще 40 километров до нас, а в основном это специалисты все-таки города Вот, такая проблема есть.
Спасибо, Я Светлана Аркадьевна. Тут Да. не добавить, не убавить. Все, что вы говорите, вот те проблемы вы называете, я вижу их как задачи, они как раз и стоят сегодня и перед Национальной библиотекой в том числе, в части, почему мы взялись за образовательную лицензию, потому что мы прекрасно понимаем, что меняя интерьер, мы больше ничего не изменим, и пройдет 3-5 лет, и интерес читателей пропадет. Я вот такой пример, коллеги, вот подскажут, первой библиотекой, которую мы переделывали, была у нас юношеская библиотека. Я помню, когда она только открылась, сколько там было людей, какой был живой, дикий интерес к тому, что там происходило. И вот все равно, вот какое-то количество опять сейчас осталось людей, а вот такого вот наплыва, очереди вот такой, ее нет. Потому что люди хотят прийти, получить услугу быстро, качественно, четко, вот, чтобы их любили, чтобы им тут радовались. Это уже это совершенно, вот, ну, совершенно все по-другому. Это всю ментальность внутреннюю нашу перестраивает. То есть мы здесь уже и продавцы книг, и все-все-все на свете. То есть вот в хорошем смысле слова. Мы это все должны как-то прочитать, рассказать, сориентировать. И на ресепшене там и мастер-классы проводить и так далее, и так далее. Поэтому вот я очень надеюсь, что получение образовательной лицензии и формирование уже в 2022 году образовательных программ как раз и будем нацеливать вот на те, скажем так, пробелы, которые у нас сегодня есть. Это и как работать с фотокамерой, как работать с видеокамерой, монтаж, режиссура и так далее, и так далее. Ну и те базовые вещи, без которых тоже никуда, повышение квалификации и так далее. Вот, поэтому мы действительно детально, я потом посмотрю еще раз все, что вы говорили, для себя просто понимать, в каких сферах, в каких направлениях надо двигаться. Я даже серьезно, вот коллеги, серьезно сегодня понимаю, что после открытия мне в штате нужен режиссер. Вот что хотите делайте, но я это сегодня прекрасно понимаю, что если 20 августа я открою, то после этого мероприятия Сергей Витальевич мне уже там одну задачу за другой режет, я понимаю, что мне нужен профессиональный, реально профессиональный режиссер мероприятий. Потому что мы с коллективом, конечно, сгенерим. 1-2 раза на энтузиазме выедем, но потом мы иссякнем физически. Вот. И наша роль, и в том числе и помощь в ваш адрес тоже будет расти, потому что я потом когда-то вам расскажу о своем бесценном опыте ремонта национальной библиотеки, который мы сегодня приобретаем, и какие поставщики нам попадаются, когда ты заказываешь одно оборудование, тебе привозят другое оборудование, и при этом вот приходится и в суды идти, апеллировать, и бороться с этим всем, и по ходу дизайн-проект делать, когда идет ремонт у тебя, и решать массу технических вопросов от того, как включится свет, а выключателем сразу весь зал, или давайте включим эти кубики, потом вот те кубики, а как он выключится, а будет ли он управляться. Масса вопросов, поверьте, вы тоже с этим всем сталкиваетесь. И мы, конечно же, в этой части будем вам стараться помогать. Мы в штат сейчас взяли профессионального дизайнера, переманили девушку с Юргана. Вот, сейчас она занята у нас, вы даже, может, и увидели уже по контенту, который мы выпускаем. У нас уже стили меняются. Сейчас мы заняты, отрисовываем дизайн сами, собственными силами. Вот вчера мы ездили, двери выбирали, замки, петли там. Я могу вам ужас чего рассказывать, что только мы не делаем. 2 дня мы в Тикуриле провели, формировали колера, цвета. Вот я и дизайнер на пару. Девочкам говорю, потом 50 лет будете жить, то, что мы вдвоем выбирали. Вот, поэтому есть эти все вещи, и я понимаю, и честно, вот мы готовы помогать. Свою часть сейчас пройдем, закончим. Дальше мы готовы садиться и 22-23 годы даже по небольшим библиотекам работать, отрабатывать, вплоть до дизайнерских каких-то вещей, проектов, задумок. Ну и инженерные кадры, наш опыт тоже, который приобретется, он тоже будет вам служить. Я думаю, что и с помощью аукционов и так далее всему будем делиться, рассказывать. Так, у нас Сосногорский район. Руководитель отдела культуры муниципального района Сосногорск Никитина Марина Анатольевна. Марина Анатольевна, вы с нами на связи? Да, добрый день, Алексей Анатольевич, уважаемые участники республиканского совещания. Видео включите, пожалуйста. Да. Видео, мы вас не видим. А меня слышно? Мы вас слышим, но не видим. Да.
Экран, да. Сюда? Ой, кошечку видим. А, все, видим. Видим, да? Да. У меня будет с картинками доклад. Уважаемые участники совещания, мы представляем вам анализ работы нашей модельной библиотеки на базе городской детской и юношеской библиотеки. Тоже бы хотели поделиться с вами опытом, достижениями и нашими проблемами. Значит, благодаря национальному проекту «Культура» в 2019 году у нас состоялось открытие модельной библиотеки. Библиотека преобразовалась в современное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием, интерактивными средствами. Были созданы функциональные зоны IT, открытого и свободного чтения и арт-холл. Все это дало нам возможность разнообразить просветительскую, культурную работу с читателями, со школами и дошкольными учреждениями, внести в деятельность библиотеки креативные формы работы и обеспечить доступ пользователей к информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки, таким образом позиционировав библиотеку нового поколения и ее услуги среди населения. В течение года проводилась активная культурно-массовая работа по всем направлениям, игровые, интерактивные и театрализованные мероприятия. Все это сочетало в себе полезную информацию с творчеством. Всего культурно-просветительских мероприятий за 2020 год у нас было проведено на базе библиотеки 107, охват населения составил 1876 человек. Остановлюсь на наиболее интересных из них. Это географический диктант. Все желающие могли проверить свои знания о родном крае. Участниками этого диктанта о Республике Коми стали не только взрослые читатели, но и молодежь. 25 апреля библиотека присоединилась к всероссийскому онлайн-марафону «75 слов победы» в рамках ежегодной всероссийской интеллектуальной просветительской акции «Библионочь-2020». Значит, мы приняли эстафету с видеороликом личных воспоминаний участника Великой Отечественной войны Егора Ивановича Сергеева, которые были записаны нашим краеведом Львом Тарасовым и, соответственно, были опубликованы в нашей книге «Помнит Россия, помнит Сосногорск». К 75-летию годовщины победы Великой Отечественной войны библиотека также приняла участие во всероссийской акции «Окна Победы. Свеча памяти». Таким образом, в рамках Года памяти и славы было проведено 13 мероприятий с посещением 235 человек. В период удаленного режима обслуживания пользователей мероприятия проводились в онлайн-формате на официальной странице ВКонтакте, а также с использованием различных интернет-площадок, предоставляя доступ к ресурсам удаленных библиотечных систем. В период летних каникул на базе библиотеки была открыта группа дневного пребывания, кратковременного пребывания для учащихся образовательных учреждений. 15 деток посещали группу кратковременного пребывания в июле 2020 года. Хочется отметить, что организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних является, безусловно, положительным опытом для наших библиотек. В 2020 году было организовано 5 таких групп с охватом 45 детей. Пользователи библиотеки также могли воспользоваться и электронным каталогом Национальной библиотеки, получить материал стать читателем электронной библиотеки Литрес. Благодаря оборудованию пользовательских мест и увеличению скорости интернета студенты высших и средних учебных заведений, старшеклассники стали постоянными посетителями нашей библиотеки, готовили рефераты, дипломные работы, а в период пандемии и дистанционно обучались. Молодежь – это тот контингент населения, которому для воплощения своих идей, своего творческого потенциала также необходимо свободное пространство. Ежемесячно в библиотеке в арт-холле проходили квартирники. Буквально на прошлой неделе у нас состоялся квартирник по страницам Сосногорского рок-фестиваля. Организация мастер-классов по фризлайту, мастер-классов по организации публичных выступлений, входные игротеки. Эти и многие другие мероприятия для привлечения молодежной аудитории также являются положительным опытом в результате модернизации.
Именно молодежь стала инициатором проекта к 65-летию города Сосногорска «Фотовзгляд. Город вчера и сегодня». Профессиональные компетенции современного библиотекаря включают знания и навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями на уровне, которые позволяют решать задачи различной сложности. И за 2020 год сотрудники библиотеки прошли обучение по программам повышения квалификации. Это основы компьютерной грамотности, цифровой грамотности, прошу прощения, библиотека нового поколения управления изменениями, современная детская литература, психологические основы, руководитель ребенок, руководитель родитель. В 2020 году библиотека приняла участие во всероссийских конкурсах. Это «Золотая полка», конкурс по формированию фондов модельных муниципальных библиотек нового поколения в номинации «Лучший модельный фонд детской специализированной библиотеки» и библиотеки продвижения среди государственных и муниципальных библиотек субъектов Российской Федерации в номинации «Библиотека как бренд». В отчетный период библиотека также продолжила публикацию анонсов мероприятий на сайте Прокультура.рф для привлечения читателей и продвижения библиотечных услуг. Так, в целом, по показателям, количество читателей в 2020 году у нас сократилось на 5,7%, а документовыдача также на 7,2%, но количество посещений выросло на 21,6%, благодаря внестационарному обслуживанию. Самый востребованный ресурс у нас это библиотека Литрес. Посещение его составило 3966 человек. Увеличилось количество посещений. Пользуется активностью обращения к информационному планшету, посещение в выходные дни дошкольников с родителями, настольные игры и свободное чтение книг и журналов. Книжный фонд пополнился на 1384 единицы, что на 16,8% больше, чем в 2019 году. На сегодняшний день разработаны новые проекты для разновозрастной группы населения. Это семейный выходной. Целью данного проекта является возрождение традиций семейного чтения как фактора, который содействует укреплению и развитию семейных отношений, формированию культуры чтения семьи. На сегодняшний день этот проект у нас активно воплощается и пользуется популярностью у населения города. Также мы его транслируем и на другие библиотеки района. Еще одно новое конкретно для нашей библиотеки направление в работе – это работа с детьми. Был разработан проект «Шаг навстречу», и он планируется только к своему воплощению в 2021 году. В 2019 году сотрудник библиотеки прошла повышение квалификации, библиотечное информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья. А в 2021 году в рамках программы «Доступная среда» мы планируем приобрести специальные игры для арт-терапии, обучающие комплекты для детей с аутизмом, световой стол для песочной терапии, панели тактильные и другие конструкторы и игровые модули. Также создание библиотеки нового поколения позволило построить нам систему эффективного межведомственного взаимодействия. Мы заключили соглашение между отделом культуры и отделом физической культуры и спорта. На базе модельной библиотеки в этом году стали у нас проводиться теоретические уроки подготовки ребят-спортсменов. Таким образом, положительным опытом в работе библиотеки за прошедший период мы считаем следующие моменты. Несмотря на то, что в деятельности библиотеки по-прежнему отдается предпочтение развитию интеллектуальных и творческих возможностей детей, широкой пропаганде книжных фондов, эстетическому и нравственному воспитанию, добавились еще и новые действенные формы работы. Это организация летнего досуга и занятости, например. Активно используются электронные ресурсы. Активизировался молодежный сегмент, потому что появилось пространство для творческого воплощения их идей. Стала возможным организация семейного досуга и клубов выходного дня. Эффективно межведомственное взаимодействие, налажены связи у нас между учреждениями культуры, образовательными организациями, учреждениями физкультуры и спорта. Это еще один положительный опыт, который стал возможен в результате модернизации. Библиотеки такого уровня позволило нам
сделать ее точкой притяжения различных слоев населения, о чем свидетельствует мнение наших жителей, которые они оставляют в книге отзывов. Одна из цитат приведена на слайде. С огромным нетерпением читатели нашего города ждали открытия модельной библиотеки нового типа. Я, как постоянный читатель, в восторге от обновленного интерьера, мебели, наличия техники и возможности провести свой досуг с пользой. Наша библиотека стала настоящим культурно-просветительским центром города. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать, уважаемые участники, коллеги. Спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Анатольевна, спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Хорошо, спасибо большое за доклад, за вот тот опыт, с которым вы поделились. Да, я просто смотрел тоже на коллег, точно так же какие-то вещи, какие-то идеи многие записывали к себе в блокноты. Я что хочу сказать, что вот, коллеги, просто для нас, для всех, вот сейчас общемировой такой хороший тренд идет, все, что касается работы с людьми с ограниченными возможностями. Вот весь мир, я не знаю почему, как смотрит в эту сторону, проходит масса мероприятий, и даже если вы будете делать и писать какие-то гранты в какие-то фонды, то на сегодняшний момент этой теме уделяется даже со стороны Российской Федерации очень большое внимание. Чтобы вы понимали, как работает система с грантами президента, там специальные боты вычитывают ключевые слова из текста, понимают тренды, которые заданы, и тем самым отбирают те или иные работы. И проверяют связанность ваших целей и ваших задач, которые нацелены на решение этих целей. То есть там люди уже мало что читают, люди читают лишь в самом конце, когда из там тысяч заявок отбирается какое-то энное количество. Поэтому это просто для всех. Для нас будем писать, будем делать, тоже на это обращаем такое хорошее внимание. Это вот тоже такой опыт, который мы приобрели, общаясь в прошлом году с одним из, скажем так, лиц, людей, которые отсматривают эти заявки. То есть нам четко сказали, к нам попадает лишь там 7-8% от той массы, которая пришла, остальное все на сегодняшний день вычитывает система, вычитывает компьютер. Мы подходим к третьей нашей части. По второй еще, коллеги, кто-то что-то хочет дополнить или сказать, поделиться еще каким-то опытом своим. Тогда давайте двигаться дальше. И у нас теперь, ну у нас вообще как бы по программе должно было, министр должен был объявить победителей регионального отбора конкурса на 2021 год. Да, и я за него такую работу сделать не смогу, но хочу вам сказать, что все, кто сегодня выступают, являются в той или иной части победителями регионального этапа отбора на 2021 год. У нас 10 библиотек станут модельными. Из них, как мы и предполагали, и с вами тоже многими проговаривали, у нас начинают заходить малыши, очень маленькие библиотеки по площади, потому что объем средств республиканского бюджета, я знаю, что с 30 миллионов сократился до 15, затем министерство еще нашло 3 с лишним миллиона, и мы провели вот этот дополнительный, скажем так, донабор, чтобы было не 7, а было 10. 2 у нас федеральные, получается, за счет федеральных средств будут модернизироваться, и одна из них у нас в самом северном городе, это Воркута. Поэтому, Наталья Владимировна, я с удовольствием хочу передать слово вам. Пожалуйста, поделитесь вашей информацией, что вы планируете и какая у вас будет модельная библиотека в этом году, центральная, за счет средств федерального бюджета. Наталья Владимировна, пожалуйста. Наталья Викторовна, простите, пожалуйста. Так, дальше. Наталья Викторовна, включите, пожалуйста, микрофон.
Наталья, Нету звука. Наталья, Ви- Наталья Викторовна, мы вас не слышим, к сожалению, видимо, звук не включен. Включен? Так. ну как Все, написано? теперь слышно. включили. Мгм. Так, слышно, да, меня? Да, мы вас слышим очень хорошо. Дорогие коллеги, приветствую вас всех. Хочу рассказать о библиотеке, которая у нас прошла в прошлом году отбор конкурса национального проекта «Культура» и выиграла. Это Центральная городская библиотека. Мы подавали заявку 3-й раз, ну и, слава богу, выиграли с 3-го раза, потому что было как-то обидно, потому что мы модернизировали в прошлом году наши филиалы. Это поселка Северного и Варгашор. Центральная библиотека у нас, не в плачевном, конечно, состоянии, но вообще требует модернизации. Немножко сейчас по слайдам покажу. Так, это вот где мы находимся. Я делала презентацию для Москвы, показывала, где наш город находится. Вот наша Воркута и поселки, которые окружают наш город. Там всегда поселки строились возле шахт. Вот в прошлом году у нас поселок Варгашор и Северный, мы там модернизировали 2 библиотеки. И в городе у нас находится 3 библиотеки. Одна из них детско-юношеская. Мы ее ремонтировали 2 года назад своими силами. И в этом году дошла очередь до Центральной библиотеки. Вот мне коллеги тут понакидали фотографии нашего прекрасного солнечного города, потому что у нас в феврале уже солнце, слава богу, появилось на горизонте. Наша Центральная городская библиотека имени Пушкина. Она находится в очень замечательном месте в центре города, идеально доступна, поэтому у нас очень часто просят проводить различные мероприятия, а также мы сдаем помещения в аренду, зарабатываем денежку. Ну и, конечно, различные там форумы, площадки тоже у нас проходили до пандемии. Так. Наверное, я не буду рассказывать о концепции модернизации, потому что я считаю, что все концепции, они похожи друг на друга. Так или иначе, у нас общая цель – это модернизировать пространство, пополнить комплектование фондов новой литературы, как можно больше обучить своих сотрудников. Что хочу в первую очередь сказать про фонд. Конечно, мы не добрали баллов до 200, наверное, именно по фонду, потому что у нас 120 тысяч фонда Центральной городской библиотеки. У нас бывшие администрации активно оптимизировали библиотечную систему, и закрытые библиотеки фонд передавался в центральную. Поэтому мы с трудом на момент модернизации, подачи заявки набрали 5%, и, наверное, это немного снизило баллы наши. Так что, конечно, сейчас хочу сказать, что я надеюсь, что мы выйдем на эти 5% к концу модернизации, потому что 10 миллионов 2 года назад и 10 миллионов в 2021 году – это, как говорится, совершенно разные вещи. У нас мы пересчитали смету на ремонт, она увеличилась на 1 миллион, и поэтому нам пришлось, как говорится, срочно урезать с других статей расходов. Это с технологического оборудования, с комплектования фондов. Но я надеюсь, что за счет проведения электронных аукционов мы все-таки фонд достигнем этой цифры в 5%. Я вам хочу показать, это фотографии холла нашего на сегодняшний момент до модернизации. Это у нас абонемент и читальный зал. Не могу сказать, что у нас мы не модернизировали своими силами библиотеку на протяжении последних, наверное, 10 лет. Во-первых, у нас был проведен капитальный ремонт, мы отремонтировали кровлю, это была большая проблема, установили панорамные окна, входную группу. То есть на протяжении этих лет все-таки администрация выделяла нам деньги, но само пространство требовало модернизации, и поэтому, в общем-то, 10 миллионов сейчас идут на внутреннее содержание, и муниципалитет добавляет только на электрику, нам 700 тысяч на замену электрики.
Так. По поводу сердца любой концепции модернизации – это дизайн-проект. Конечно, у меня опыт работы с различными дизайнерами. В 2018 году, наверное, когда мы первый раз готовили заявку, мы работали с ООО «Витарус». Наверное, кто-то знает, Каркирос, по-моему, работал с ООО «Витарус». И, конечно, я зареклась после работы с ООО «Витарус» с ними работать, и поэтому для Варгашорской библиотеки у нас была приглашена Надежда Карпова. Кстати, хочу сказать два слова в ее защиту. Все-таки она на этапе проектирования, мы активно взаимодействовали, и она учитывала все наши замечания. Но потом, видимо, очень много работы, и она действительно перестала выходить на связь к концу работы. Еще одну библиотеку у нас делал местный архитектор. И, наконец, в этом году, нет, в конце прошлого года я поняла, что я не смогу, хотя мы выиграли дизайн-проект, я не смогу библиотеку ремонтировать по дизайну ООО «Витаруса». Поэтому здесь архитектор, который проживает в республике Коми, мы сохранили, она полностью переделала проект, мы искали дополнительно на это деньги, и поэтому срочно пришлось переделать и смету. Вот сейчас мы экспертизу проходим, но надеюсь, что мы к концу февраля уже запустим аукционы. И я вам предлагаю посмотреть дизайн-проект уже нового. Так, это вот визуализация картинки, которую нам предлагал Витарус. Они в формате 2D, поэтому они не выглядят как-то так представительно. Вот. Вот дизайн-проект, который, ее зовут Наталья Мурашова, это наш архитектор Республики Коми. Здесь я пока вам могу представить только абонемент, потому что читальный зал у нас в доработке. Мы приобрели 3 года назад, поэтому считаем нерочительно выбрасывать замечательную мебель. Так, я сейчас вам просто пролистаю картинки, которые у нас будут на абонементе. Мы сохраняем, собственно, те зоны, которые у нас есть, и добавляем новые. Особенностью наших залов, 2 залов, читального зала и абонемента, являются огромные панорамные окна. И поэтому мы решили, что вдоль этих окон замечательно сделать посадочные места, на которых можно не только посидеть, но, наверное, и полежать. Огромный подиум. Вот здесь в углу, где у нас Александр Сергеевич Пушкин, на стене, потому что наша библиотека носит имя Пушкина. В общем-то, собственно, с моей точки зрения, прекрасная цветовая гамма. Она, конечно, отличается от работы Надежды Карповой, но я согласна с министром, что каждая библиотека должна иметь свое лицо. И вот по опыту модернизации это вот 4-я библиотека, которая совершенно другой дизайн, категорически отличается от предыдущих. Залы у нас большие, 2 зала по 200 квадратных метров, холл. И поэтому у нас в концепцию модернизации мы заявили только половину библиотеки. На остальное, к сожалению, не хватило денег. Часть еще у нас уже была отремонтирована, и вот остается часть библиотеки, но мы уже будем как бы решать с администрацией или с министром, что нам, собственно говоря, делать дальше. Но работа уже началась, у нас сейчас активно идет демонтаж залов. Мы будем пока сохранять абонемент, потому что люди идут после длительного закрытия библиотеки, а мы позже других открылись. Ну, надеюсь, что мы успеем в срок. Так, все, спасибо. Наталья Викторовна, спасибо. Коллеги, есть вопросы? Ну, да, мы ждем приглашения на открытие в конце года. Вот, да, дорогие коллеги, приглашаю, да, всех в Воркуту. Я надеюсь, что мы
осенью Напросились, откроем да, мы библиотеку. напросились. Нам хочется, правда, посмотреть, что у вас получится. Тем более в 2 библиотеках мы были, видели. Они абсолютно не похожи, ни одна, ни вторая. Вот, и задумка вашей 3-й библиотеки, конечно же. Ну вот, коллеги, еще раз тоже смотрите. То есть мы ввязываемся в проект, начинаем делать, и постепенно мы эту историю Сюда, да. перепроектируем. Вот, поэтому здесь нету, я думаю, что ничего страшного. Главное, чтобы мы понимали ту цель, которую мы хотим достигнуть. И когда сейчас будем подавать документы на 2022 год, ну, времени очень мало, сжатый ресурс. Поэтому смотрите, но имейте в виду, что по ходу будем корректироваться, наверное, уже из того, как будут определены те или иные победители. Так, мы двигаемся дальше, и я слово хочу передать Галине Егоровне, Усть-Куломская ЦБС. Пожалуйста, у нас Дон, по-моему, да? Дон, да, Дон. Ну, озвучивать сумму или не озвучивать? Интересно же, да? Конечно же, интересно. Конечно же, интересно, да. В этом году республика предоставляет нам такую субсидию на сумму 1 054 000, софинансирование 116 тысяч. Ну, то есть порядка 1 200 000. 200 000, да? Но библиотечка у нас небольшая, 36 квадратных метров. Так. Ага. Находится в селе Дон Усть-Куломского района, располагается в центре села в здании социокультурного центра, имеет отдельный вход, занимает площадь 36 квадратных метров. Социокультурный центр был введен в эксплуатацию 5 лет назад. То есть больших ремонтов каких-то либо, да, мы не планируем, ну и республика не поддерживает, она просто не принимала сметы наши. В принципе, на оснащение, комплектование, на мебель, да, в принципе, можно уложиться. 1 200 000 – неплохая сумма. Само село Дон является административным центром сельского поселения Дон, объединяет деревню Жежем и поселок Ширьяга. Славится известными авторами, все знаете, народный писатель Республики Коми Виктор Егорович Набалков, коми-поэт-публицист Анисим Петрович Тимушев, творческими коллективами, мастерами прикладного искусства. В деревне Жежем ежегодно проходит межрайонный литературный фестиваль. Посещение туристических объектов этого поселения входит в программу экскурсионных маршрутов. Школьный музей и библиотека в деревне Жежем в тур выходного дня в гости к Белкик-Бюр, озеро Дон в программу экологического маршрута, гостевой дом-музей Купеч Митрейкерка в тур по следам Кандинского в поисках в чуде. На интерактивной карте проводник по Коми также обозначена база отдыха «Рыбак» на озере Дон. И мы пришли к озеру Дон. Это одно из 7 чудес Усть-Куломского района. Вот это озеро и вдохновило нас на идею создания нового библиотечного пространства в духе сказок и легенд. Библиотекой собраны легенды и предания, бытующие на территории поселения. Значительное место занимают топонимические легенды, рассказывающие о названиях населенных пунктов и местечек поселения. Среди местных жителей также очень упорно ходят легенды о живущей в озере большой щуке размером с лодку и летающем огромном соколе. Но до сих пор эта легенда жива. Поэтому основу оформления новой библиотеки составят изображения и элементы сюжетов легенд и преданий села Дон. Библиотекой будут разработаны виртуальный тур «Вверх по Вычегде-реке, село Дон», серия подкастов «Легенды озера Дон-Ты». В обновленном пространстве, я прошу не обращать внимания на эту схему, это мы сами рисовали. Вот минут 15 назад дизайнер, кстати, мы работаем с сыктывкарским дизайнером, мы, слава богу, отошли от Карповой. Ну, для таких маленьких объектов это нормально. Достаточно, вполне, да. И он отправил мне, мы договаривались в 8 утра, но отправил только сейчас, творческий человек, да. Я не успела просто перекинуть, есть уже наметки, мы, конечно, будем еще дорабатывать. Есть уже модель, в принципе, это, ну, дизайн. Это наш рисунок. Мы хотели нарисовать там стол в виде рыбы, поскольку это озеро, мы привязываем все к местности, да. Но дизайнер увидел совершенно по-другому. В обновленном пространстве библиотеки появятся новые зоны и площадки, предназначенные для разных видов деятельности. Интерактивная лаборатория Дон Лаб с ресурсами для развития творческих познавательных способностей.
Событийная площадка «Щин на щин», глаза в глаза для коллективного творчества и проведения массовых и обучающих мероприятий, кинопоказов. Студия творческого развития «Юрга Миянкыв», льется слово, с фото и звукозаписывающим оборудованием. Ну и для самых маленьких читателей площадка для игр и чтения «Фишка». Мы, конечно, уверены, что эта библиотека станет самой ожидаемой, открытой, культурно-досуговой, образовательной площадкой не только для жителей поселения Дон, но и для всего района в целом. Для нас это большое событие. Я думаю, что приедете к нам, увидите. Надеюсь, что мы удивим вас. Все, спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? Да. Это планы. Хорошо. Хорошо. Вот что касается сыктывкарских дизайнеров, тоже как бы из опыта, у нас вы же библиотеку когда делала компания Algraph, точно так же работал дизайнер, и этот же дизайнер Algraph отрисовывал, мебель заказывали, приобретали, покупали. Вот для таких небольших, маленьких объектов это вполне работающая схема, потому что согласно 44-му, если вы покупаете стеллажи, это один вид оборудования, диваны – это другой вид, то есть вы можете до 600 тысяч дробиться и спокойно уложиться в 2-3 аукциона, не в аукцион, а в коммерческие предложения собрать и сделать. Это то, что мне сейчас предстоит, потому что я честно скажу, я не могу описать, мы посчитали мебель Национальной библиотеки, полная замена 14,5 миллионов. И я, честно говоря, даже не могу представить, как мне описать аукцион, потому что есть вероятность того, что придет не пойми кто, не пойми с чем, и у меня появится вот мебель такая, знаете, вот ДСП какого-нибудь малинового цвета там или розовая, еще какая-нибудь, самых дешевых марок и пород, потому что цена будет падать резко. Аукцион большой, захотят многие, а каких-либо специальных условий там невозможно прописать, потому что это все идет ограничение конкуренции, и ФАС жестко следит. Плюс найдутся обиженные, которые будут оспаривать и так далее, и так далее. Вот, поэтому вот для небольших библиотек имейте в виду, вы можете вот эту историю спокойно разделить и уйти вот от этого 1 200 000 от аукциона. Ну, то есть вот для себя как бы возьмите это тоже на вооружение. Это то, чем мы пользуемся, потому что даже оргтехника, принтеры – это одно устройство, а МФО – это совсем другое устройство. Не объединяйте то, что не объединяется. Поэтому вот здесь просто пользуйтесь этим. Давайте двигаться дальше. У нас Светлана Аркадьевна. Да. И снова здравствуйте. Ну что, вообще очень хорошо, что республика поддерживает малышей, так называемых маленькие библиотеки, потому что у этих библиотек нет никакого шанса попасть в федеральный конкурс, вообще никакого. Никак. И штат маленький, и площадь маленькая, и все маленькое. А вот такие маленькие библиотеки, чем дальше от центра, там больше отдачи будет от населения. Чем дальше, тем больше. Благодарность. Так, Нёбдинский филиал, село Нёбдино. Чем знаменита она? Есть же пульт. Чем знаменита... Про деньги-то скажите всем. У меня последний слайд с деньгами. Ну, хорошо, скажу. Сумма небольшая, но и не маленькая. 2 750 000. Нормально, можно. С учетом того, что в 2018 году был проведен капитальный ремонт к юбилею Виктора Алексеевича Савина, писателя. Так, двухэтажное здание Дома культуры мы видим в зимней красе. Библиотека находится на 2-м этаже, занимает площадь небольшую, но и не маленькую, 80 квадратов. Так, вообще очень хорошо, что в этом году будет произведена модернизация библиотек, потому что несколько событий сразу сошлись воедино. 100 лет республики, это понятно. Библиотека отмечает свой 120-летний юбилей в этом году, так еще юбилей самого села. Когда мы уже понимали, что Нёбдино будем подавать на этот проект республиканский, региональный, сразу задумались, какая вообще идея будет. Понятно, что это дизайн, как везде говорим, что это не самое главное, но все равно камень преткновения все-таки в дизайне библиотеки, сами понимаете, всегда. На чем будет идея библиотеки? И вроде как логически просится Виктор Алексеевич Савин, чьей родиной является это село. Однако
В населении Обдена очень много всего связано с Савиным. И я сразу вам хочу сказать, что мы отказались от идеи использовать творчество Виктора Алексеевича Савина, потому что там везде много. В Доме культуры есть музей Виктора Савина, школа носит имя Виктора Савина, много различных арт-объектов в стиле, все связано с Виктором Савиным. Но есть еще одно событие, которое вот буквально прошло в это прошедшее воскресенье, это Афанасьевская ярмарка. Она проходит уже с 18 века, но была восстановлена совсем недавно и ежегодно проходит. Так, смотрим. Библиотека небольшая. Население, во-первых, 500 человек сельского поселения. В библиотеке 300 читателей. Вот так библиотека выглядит сейчас. Это уже после ремонта выглядит, кстати, неплохо. Население не 360, извините, неправильно. 560. В штате библиотеки 1 сотрудник, библиотекарь. Все равно 360, ну ладно. Так выглядела библиотека до ремонта, и вот так выглядит после ремонта. Не требуется капитальный ремонт совсем. Так, что мы ожидаем от реализации данного проекта? Изучив анкеты, которые заполнили читатели, получается, что значит, библиотека у нас отличается тем, что здесь есть театр книги, который работает давно, показывают спектакли регулярно, и библиотекарь творческий, который еще сама и хорошо рисует, поэтому мы, когда общались с ней, то есть мы уже обговорили, какое оборудование будем приобретать. Ну, это вы все читаете, да? Так, это все понятно. Так, скажу еще, значит, дизайнер, мы обратились уже к знакомым дизайнерам, с которыми мы работали, дизайн-студия «Леонардо» в городе Сыктывкаре. Дарья Рубцова, дизайнер, она нам делала дизайн литературного сквера. И как-то к ее опыту мы прислушались. Значит, вот какой дизайн у нас в библиотеке получился. Вот рабочий, так видно, рабочее место библиотекаря. Вот смотрим, небольшой детский уголок. Ну, такую вот зону для уютного чтения она нашла, поделила. Книжный фонд. Молодежную зону тоже решили выделить. Интересно у него решение предложенное. Ну, вот так выглядит вот схема вообще библиотеки, модернизации. Получилось так, что книжный фонд у нас, мы его не меняем, сколько списываем, столько же приобретаем новой литературы, объем фонда не меняется. Молодежную зону в подсобка, которая, ну, здесь видно, там подсобное было помещение, не было, оно и сейчас есть, его переоборудуем в молодежную зону. Мебель не мобильна, потому что нет такой необходимости. Мы сразу обговаривали, что центр будет свободный, и вот те лесенки, ступеньки, которые есть, будут использоваться как небольшой подиум для проведения, они проводят небольшие спектакли. Кроме того, значит, подсобное помещение все-таки есть, вот оно в левом верхнем углу. Там будет храниться, вот там мобильная будет, мобильные столы, складные, вернее, правильно сказать, столы и стулья. Так. Анкетирование провели. 1/5 книжного фонда нуждается в модернизации. Так, ну это по итогам уже анкетирования. Все-таки на селе 82% предпочитают это книжный формат, бумажный формат книги, извините. Ну, в журнальной мы тут, да, предпочтений много. Ну, будем выбирать, будем все равно увеличивать количество подписных изданий. И все-таки самые активные пожелания по мероприятиям все-таки остаются мастер-классы. Это у нас было и в Центральной библиотеке. Мастер-классы и встречи с интересными людьми. Дополнительные сервисные услуги. Люди хотят, чтобы была фотопечать. Мы это учли при формировании сметы. Принтер, заложили принтер, который может цветную печать хорошо делать, скажем так. И все пожелания. Ну, буфет
к счастью, заходили немногие. Доступ в интернет и электронную почту. Ну, вот все на слайде здесь есть. Да, хотят обучаться компьютерным программам, пользованию компьютерами, использованию современных гаджетов, хотят изучать иностранные языки. Как это воплотить, это будет сложно в стиле Нёбдина. Сразу скажу. Онлайн. Онлайн. Только если онлайн, да. Вот, ну и такая вот смета, мы где просчитали это еще по ценам 2020 года, но сейчас уже и издательства, с которыми мы работаем, они говорят, что с 1 апреля будет на 10% увеличена стоимость книг. Те, кто работают с техникой, сказали, что на 25% уже увеличивается все. И, скорее всего, смета будет пересмотрена, и, к сожалению, в ущерб, конечно, книжным фондам, потому что это не секрет. Задача, первоочередная задача по модернизации библиотек стоит модернизация пространства и, конечно, материально-техническая база. Фонды, к сожалению, уже на последнем месте. Так, это вот у меня все. Спасибо. Есть ли вопросы? По компьютерному парку, вот тоже из нашего кейса, да, вы все, да, ну просто тоже для всех. Смотрите, мы у себя, например, в Национальной библиотеке сейчас покупаем для читателей не компьютеры, а покупаем моноблоки. Тем самым экономим пространство. Вот. И второе, на моноблоке цена пока не растет, потому что компьютерный парк очень активно идет модернизация здравоохранения, и там прям разбирают как пирожки, и там ценник, правда, дороже. Перед Новым годом мы смотрели почти на 20%. А вот такое оборудование, например, как моноблок, на него цена осталась стабильной, потому что он не пользуется такой большой популярностью. А для читателей, как бы, если вы будете себе смотреть, смотрите, на этом тоже реально, ну, возможно сэкономить. Ну и ноутбуки тоже в цене пока не поднялись, скорее всего, будут расти. Тоже обратите на это внимание, потому что сам по себе компьютер, он в цене вырос, потому что на него есть большой спрос. И перед Новым годом мы, когда общались, хотели запустить аукцион, нам четко сказали, поставка не раньше марта, а с учетом того, что все ожидают курсовую разницу доллара и так далее, то вот цену предлагают очень большую. Поэтому тоже как бы возьмите себе на заметку, возможно, кому-то эта информация пригодится. А дальше двигаемся. Сыктывдинская ЦБС, Татьяна Альбертовна. Нет. Ну, давайте после вас уже потом Печора у нас настраивается, и после вас Печору. У меня презентации нет. Я буквально приняла к сведению, что такое pitch, сессия. Алгоритм так и построен моего доклада. Но хочу предысторию рассказать нашей Центральной детской библиотеки села Выльгар. Мы несколько раз подавались на федеральный конкурс. Несколько раз переделывали концепцию. В итоге наша история закончилась на региональном уровне. Нам выделили деньги, 7 миллионов 400 тысяч рублей, только на капитальный ремонт. А на остальное ищите сами, называется. Вот мы в такой сейчас находимся ситуации. По финансированию как-то муниципалитет нас поддержал, выделил небольшую денежку. Мы выиграли конкурс «Лучшая библиотека». Наше руководство поставило задачу, это тоже идет на модернизацию Центральной детской библиотеки. И поставлена руководству задача участвовать во всех грантовых конкурсах, где мы можем заработать дополнительные средства для модернизации детской библиотеки. И еще у нас кадровый кризис. Из 4 человек за тот период, что мы подавались на федерацию, 3 человек уволилось. Нагрузка потому что большая, и не все с этим справляются, и не всем это нравится. Осталась одна заведующая, которая 4-й раз сейчас перерабатывает концепцию. Поэтому я вот только табличку построила, покажу вам. И из опыта еще. И в прошлом году мы открыли Зеленецкую библиотеку, дизайн которого сделала у нас тоже Надежда Карпова. И в итоге мы теперь критически смотрим на свой дизайн-проект, который мы сделали в 2018 году. Кадровый состав поменялся, точка зрения на модернизацию, на видение новой библиотеки поменялась. По опыту, вот прошли мы все этапы модернизации Зеленецкой библиотеки и пришли к выводу, что дизайн нам не нравится. И хорошо, что к нам приехал Алексей Анатольевич со своей командой и сказал, все решаемо и дизайн можно менять, можно на это посмотреть по-другому и так далее, и так далее. В итоге мы сейчас пересматриваем свой дизайн,
Надежда Карпова нам отказала пересматривать. Я ее понимаю, наверное, это как любой дизайн-проект, это дизайн. Это твой ребенок, которого ты уже не переделаешь, и, наверное, этого времени у нее нет. В итоге вот мы тоже вышли, уже звучало сегодня на имя Дмитрий Ларин. И буквально вчера нам поступило предложение от Сыктывкарского государственного университета. Там у них есть институт дизайна. Они предлагают вот работу вместе с студентами. Мы на это, скорее всего, согласимся. Скорее всего, это будет дешевле для нас, потому что это уже будет совершенно новый дизайн. Я так думаю. Но проблема опять в чем? У нас уже готова проектно-сметная документация, за которую мы заплатили большущие деньги, 300 тысяч. В итоге сложность заключается в дизайне в чем? Что мы должны поменять дизайн таким образом, не изменяя технических, конструктивных решений дизайн-проекта. Розетки, перегородки, вентиляция и так далее. Вот это неправда, розетки мы вообще перечертили. Да? У меня по проекту было 36 розеток. Наверное, как мы договоримся с новым дизайнером? Потому что у нас капитальный... Как договоритесь с подрядчиком? Кто выиграет? Да, у нас проблема в чем? У нас цокольный этаж пятиэтажного жилого дома. У нас проблема холод, панорамные окна, течет под крышей, и у нас плохая вентиляция, у нас специфический запах стоит. И вот на это все уходит 7 миллионов только на капремонт. Вот именно на начинку остальное все, что муниципалитет выделит. В итоге, к чему мы пришли? Что кадры к нам пришли новые, мы нашли желающих работать в библиотеке. Это у нас 2 педагога и студентка-заочница колледжа культуры. У нас теперь благодаря другому грантовому фонду есть возможность проучить их. У нас, значит, 1 человек проучился уже на базе РГБ, библиотека нового поколения. 2 человек сейчас учится в течение 8 или 9 месяцев на Российская государственная детская библиотека, педагог по образованию. 3 девочка заканчивает колледж культуры. И вот заведующая у нас будет проходить подготовку для работы с ЛИС-ОВЗ, Лена Павловна Ваховская. И, возможно, если мы посмотрим, потянем библиотерапию, освоим технологии библиотерапии, сертифицированный специалист, чтобы у нас был или сказкотерапия, или библиотерапия, посмотрим, как получится. В итоге по содержанию пищи, как должна звучать мой доклад. Проблему я вам озвучила, да? Теперь наше решение и проектная идея. С кадрами мы кадры переучим. Что предлагают наши коллеги, которые еще обучаются, но уже проанализировав несколько раз наши анкеты, что на выходе ждет от нас потребитель? Кратко скажу о результатах анкетирования. У нас тоже получилось, что у нас хотят увеличить время работы, режим работы изменить с 9 до 20:00, хотят изучать английский язык, причем и дети, и взрослые. Но я думаю, в пределах райцентра, который рядом в столице, у нас это все решаемо. И у нас отметили особо место для общения в тишине. Тишина и покой нужен. Вот, наверное, люди устают. Особенно очень много ходят сейчас родители с детьми. И, наверное, им вот это надо. Ну, это разное время, разные результаты. В итоге мы к чему пришли? Большая очередь в детские сады. У нас очень много, 400 человек очередь в детские сады, очень много неорганизованных дошкольников. На эту категорию детей и родителей у нас разработана программа от рождения до школы с проектами «Маленький читайка», клуб выходного дня «Солнечный денек» и клуб настольных игр «Игротека». И вот я уже согласна с коллегами насчет пеленального столика. Проблема ведь стоит, приходят мамочки, тем более сейчас на многих погодки, маленький-то где-нибудь устроен с библиотекарь, а вот самого маленького надо тоже перепеленать. И вот в этом плане и зона будет оборудована именно для такой категории дошкольника от 0 до 6. С 17-12 лет тоже проблемы существуют и этой категории читателей. Дети очень сильно загружены учебным процессом, согласитесь? Библиопродленка у нас идет на ура. Причем у нас из 4 человек 2 педагога с высшим образованием, 1 начальный класс, другой филолог. С этой проблемой мы справляемся, но наши коллеги говорят, есть потребность проорганизовать кружки каллиграфии и скорочтения или риторики.
развития речи, потому что эта проблема стоит, почему мы библиотеки не перестроиться в этом направлении. И здесь мы хотим привлечь студентов педколледжа, возможно, на практику. Переговоры переговоры, Елена Павловна хотела приступить к переговорам, вот результаты переговоров пока мне неизвестны, не буду лукавить. Ну и подростки, наши библиотекари состоят в комиссии по делам несовершеннолетних. Это тоже проблема, наверное, в многих населенных пунктах стоит. Они же все у нас категория такая неорганизованных. Именно мы сделали ставку на неорганизованных детей. Организованные они с классным руководителем или с родителем придут, а вот которые у нас около магнита стоят, около памятников стоят долго, чего-то ждут, или около наших панорамных окон в детской библиотеке чего-то там ждут. И в итоге вот для такой категории детей, вот 12+, у нас молодежь предложила организовать квиз-студию «Остров ОК». Идея-то какова наших коллег, что мы обучаем информационным технологиям, а уже игры создают дети сами для своих же сверстников. Развитие тут информационной компетенции, исследовательские компетенции читателей, но я надеюсь, что получится. Также литературное творчество, новые имена, новые встречи. И очень хорошо у нас шел клуб, работал до этого родословная. Моя родословная. Это идет в контексте федерального государственного стандарта. Все они идет исследовательская деятельность в школе изучается. И история своей семьи, она идет на ура. Причем тут связь поколений и взрослым, и детям, и бабушкам. И родителям интересно создать свою родословную. Если этот проект идет положительно, почему бы и не продолжить его? Очень большая надежда вот на то, что у нас библиотека будет соответствовать, будет доступна для лиц с ограниченными возможностями здоровья. У нас делают пандус хороший, у нас делают адаптированный санузел для такой категории граждан. Но мы с нашей точки зрения можем обеспечить специальной техникой для чтения по опыту Зеленецкой библиотеки. Востребована она у нас в Ильгарте есть девочка, которая ездит в библиотеку Брайля, потому что у нас таких условий нет, совершенно слепая. Вот в этом плане нам предложили участвовать в грантовом конкурсе на субсидию Минэконом для инвалидов, чтобы оборудовать зону именно вот таких. Не Минтруд? Или Минтруд. Минсоц. Да. Администрация района теперь ищет, где нам набрать деньги, чтобы стать библиотекой нового поколения. Но мы очень постараемся. Еще несколько миллионов. Еще несколько миллионов, да. Ну и руководство детским чтением тоже сделаем ставку не только на вот бабушек и дедушек, но молодых родителей, чтобы дети ходили в библиотеку, надо воспитывать наших молодых родителей. Вот клуб выходного дня у нас тоже хорошо уже себя, как сказать, подтвердил свое существование. Я вот когда-то, Марина Юрьевна, выступала, что папы сейчас ходят в библиотеку. Вот у нас тоже стали ходить отцы на клуб выходного дня. Причем по несколько человек и стабильно ходят. И вот в этом плане мы тоже будем работать именно в проекте папы, читают дети. Ну и кадровый вопрос, вот я уже сказала, это очень актуально. Учиться, учиться и учиться нам только остается. Причем не у всех есть желание учиться, согласитесь, коллеги. Не все хотят перестраиваться. И дистанционные форматы не всем даются так-то хорошо. Но вот я хочу сказать, что у нас благодаря гранту другому, который мы выиграли, у нас есть возможность обучать платно. И мы прошли сейчас обучение вот в специализированной библиотеке по информационным технологиям образовательном учреждении Ирина Орешко, по-моему, если хотите. Очень довольны все этим курсом дистанционным. Именно информационные технологии. Ну и сейчас человек обучается именно видеомонтажу. Вот такие у нас планы. Но я думаю, администрация, как бенефициар в питче написано, кто второй выгодоприобретатель. И администрация сельского поселения, и района будет удовлетворена, библиотека нового поколения. И КПДН, я думаю, что мы свой вклад несем вот занятости неорганизованных детей, и соцзащита, и управление образования.
потому что сотрудничество налажено. Вот такие у нас планы. Получится, приглашаю в гости. Татьяна Альбертовна, не сомневаемся, все получится, спасибо. Да, только микрофон берите. А там не слышат коллеги, вот. 7 миллионов Республика. 400. Софинансирование у нас там 400 рублей, а на модернизацию и комплектование муниципалитет выделил 600 рублей. 600 тысяч. Ну, это понятно, что Да, не это рублей. да, это у них при проекте практически 8,5 в ценах Да. 2019 или 2019 года. То есть там однозначно будет еще удорожание по проекту. Ну, мы надеемся на аукцион. Ну, спасибо. Да, Печора у нас, Елена Алексеевна. Библиотека номер 17, сектор экологического просвещения. Эта городская библиотека обслуживает взрослых и детей. Экологическое направление в работе появилось более 20 лет назад, самой библиотеке 40 лет. И появилось оно в связи с интересом в обществе как раз к экологическим проблемам. Фонд есть экологической литературы, книговыдача, тут все написано, посмотрите. Штат 4 сотрудника. Сейчас введена должность методиста, но вакансия пока. То есть 5-й сотрудник. Что неудобно, библиотека расположена на 3-м этаже здания Дома быта. Для лиц с ограниченными возможностями есть ступенька ход. Но, честно говоря, пока им никто не воспользовался. Библиотека очень активно сотрудничала с экологическими общественными организациями, с природоохранной прокуратурой, Национальным парком Югодба, Комитетом спасения Печоры, Печорским городским комитетом по охране окружающей среды. В свое время выиграла проект Лукойла «Речная лента». Библиотека активно принимает участие в гастрономическом фестивале «Черенянь-Гаш», организует экологическую поляну. И наш городской экологический фестиваль «Турипуф», в переводе с языка «Клюква», проводит акции, конференции, экологические чтения. Работают клубы «Северный ветер» и для детей «Лесовичок». Вот библиотека на гастрономическом фестивале, уже 10 лет мы на берегу реки Печоры участвуем в этом празднике. Экологический фестиваль. В основном, конечно же, молодежь участвует, дети поют, танцуют, творчество, но тем не менее экологические сложные вопросы тоже не проходят мимо. Определив библиотеку как перспективную для модернизации, в 2019 году был проведен капитальный ремонт на сумму 820 тысяч рублей. Заказан концепция, дизайн-концепция интерьера библиотеки. И, конечно же, сотрудники очень активно учились. В библиотеке работал юрист, она получила специальность библиотековедения дополнительная. Думая о модернизации библиотеки, был проведен, конечно же, опрос. Все-таки много лет занимается библиотека экологии, может быть, что-то другое теперь стоит начать. Но, тем не менее, наши жители сказали, что экологическая библиотека нужна нашему городу. И сказали, что очень активно будут принимать участие и даже как волонтеры. Что же такое наша библиотека?
Наша библиотека – это дети и взрослые, природа и человек, тихо и шумно, стихи и проза, радость и грусть, зима и лето. И вот на противопоставлении и контрастах в тесном сотрудничестве с дизайнером Надеждой Карповой, ну, сегодня без нее не обходится ни одно выступление. Вот. Работая с ней, мы создали новый образ библиотеки. В центре два основных зала. Это детский зал лето. И в скандинавских тонах это зал для взрослых, зима. Вот так вот мы решили. Нет, у них красиво, красиво. Ну, дело-то в том, что у нас 4 библиотеки. Если одна библиотека будет выполнена дизайнером Надеждой Карповой, я думаю, это будет совсем неплохо. Чуть-чуть надо это делать. Конечно же, мы думали о концепции, о том, что мир сейчас такой суровый, живем мы в период коричневой экономики, стремимся к зеленой. И свою роль мы видим в просветительских проектах и популяризации идей зеленой экономики. На базе библиотеки хотим создать центр, экологический пресс-центр и экологический консалтинг, консультирование по этим вопросам. Ну, вы в микрофон, нам, конечно же, дали... в микрофон говорите, а то коллеги-то вас Да, не слышат. денежек нам, конечно же, дали прилично, потому что площадь библиотеки большая, 400 квадратов. И получается, что 6 миллионов 846 тысяч – это субсидия республиканского бюджета, местный бюджет 760 тысяч, всего 7 миллионов 607 тысяч. И помимо этого муниципалитет выделяет еще 200 тысяч на замену пожарной сигнализации, ну и экстренного оповещения. И мы думаем, что эта библиотека по-новому будет дышать, по-новому будет работать, оставаясь сектором экологического просвещения. Все, спасибо. Ну, Елена Алексеевна, спасибо. У Печоры вообще это первый опыт, да, поэтому вот в голосе такое сомнение мы прямо чувствуем. То есть здесь уже коллеги там по 2, некоторые по 3, кто-то уже 3-ю библиотеку делает. Все получится, не переживайте. Мы все рядом, коллеги все готовы помочь, подсказать. Вот, поэтому готовьте сметы, то, что мы проговаривали при встрече, обсуждали, говорили, и выходите на торги. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? Они сходили в прошлом году, но мы решили, что у нас один район только остается вот на 2021 год, не охваченный Усть-Вымский. 2 и Инта. Вот, 2 района у нас остаются, где еще нет модельных библиотек. Поэтому, коллеги, вот 22 год, республиканский бюджет, конечно, так или иначе будет смотреть, наверное, в сторону того, чтобы в каждом районе у нас все-таки по модельной библиотеке создалось. Давайте двигаться дальше. И у нас получается Марина Андреевна. Да. Тоже маленькая библиотека, 1-2 миллиона, если мне память не изменяет. Да. Так, на этот год, на 2021, у нас запланирована модернизация библиотеки филиала номер 2, которая находится в Верхней Максаковке. Также она обслуживает детей и взрослых, единственная библиотека в поселке. Располагается она на 1-м этаже деревянного здания администрации поселка.
И мы пользуемся ею на правах безвозмездного пользования. То есть в оперативном управлении это здание находится у хозяйственного управления администрации города Сыктывкара. Вот. Но поскольку мы еще платим за техническое обслуживание ХАЗУ, то, в принципе, библиотека находится в очень хорошем состоянии, недавно отремонтирована, поэтому ремонт ей не требуется. Поэтому мы надеемся, что 1 миллион с небольшим, в общем, сможем мы уложиться в эту сумму, чтобы библиотеку модернизировать. Тем более, что она по размерам небольшая, всего 78 квадратных метров будем модернизировать. Что еще можно? Я не буду рассказывать, как библиотека работает, потому что все-таки время у нас по 7 минут, и так меня достаточно слушали. Просто скажу, что там 1 человек, ну пока 2, пока у нас библиотека в лесозаводе работает, пока там 2 человека работают, но так вообще 1 девушка работает, но очень работает плотно со школой, с центром досуга Лира, с садиком. В общем, она и в поселке она и швец, и жнец, и на дуде, и грец. И, в общем-то, библиотека пользуется спросом. Как вы знаете, Максаковка – это вообще лесной поселок. И сегодня это практически самый экологически чистый уголок Сыктывкара. Да, Максаковка расположена, вот, да, библиотеку забыла я показать, какая она сегодня, вот так выглядит. Да, расположена Максаковка в окружении соснового леса, и поэтому, конечно, мы выбрали для визуальной концепции интерьера, тут заложены лесные мотивы вот такого плана. В оформлении будут использоваться природные оттенки от бежевого до темно-коричневого, оттенки зеленого натуральные, то есть оттенки листвы, оттенки синего, это речная тематика, а также пастельные нейтральные тона. Также в интерьере будут присутствовать стилизованные изображения деревьев, лесных птиц и животных, декоративные книжные полки, декоративные детали. Такого плана, вот полочки. Да, сразу хочу сказать, что дизайн-проект разрабатывали мы сами с нашим художником-оформителем. Не пользовались услугами Надежды Карповой. Так, вот одна из особенностей библиотеки будет стеллаж в виде дерева у входа в библиотеку, который будет символизировать древо познания. Но это стеллаж, ну, такой, можно сказать, и книги можно будет там расположить. Также вот в интерьере будут присутствовать вот такие различные детали, как вешалки для одежды, вот, будут выдержаны в общем стиле лесной тематики. Как я уже сказала, площадь библиотеки весьма небольшая, всего 78 квадратных метров. И сейчас стоит проблема, там практически все, как вы видели на фотографиях, заставлено книжными стеллажами. Практически нет места для проведения каких-то мероприятий. Поэтому, как мы предполагаем, основную часть книжного фонда хотим расположить на высоких стеллажах вдоль стен, что позволит расширить и обыграть небольшое пространство библиотеки. Но только единственное, что детская литература будет размещена на невысоких мобильных стеллажах, которые легко можно будет двигать. И к мебели будут предъявляться 3 основных требования. Это натуральный материал, лаконичный дизайн и трансформируемость. Будут предусмотрены вот следующие зоны. Вы видите схему зонирования. Я сейчас быстренько пробегусь. Так, вот эта зона обслуживания включает в себя кафедру выдачи, оборудованную компьютерной техники. Здесь основно будет проходить основное обслуживание читателей и оказываться дополнительные сервисные услуги. Детская досуговая игровая зона – это небольшое пространство, предназначенное для детей, где расположена литература будет для деток. И здесь же будет размещаться мультифункциональный стол для проведения каких-то занятий, коллективного чтения. Вот такой предполагаем, что сделаем. И невысокие стеллажи. Вот стульчики тоже в виде зайчиков в едином стиле.
Поскольку места немного, зону IT предполагаем сделать к подоконникам, 2 рабочих места. Но не буду объяснять, что такое зона IT, это всем понятно. Затем комфорт-зона, оборудованная мягкой мебелью для спокойного чтения. Вообще столы будем, поскольку места мало, столы будут все трансформеры, чтобы использовать их как журнальные столы, а когда надо будет или заниматься читателем, или провести мастер-класс, чтобы они уже трансформировались в рабочие столы. Ну и, конечно, многофункциональная событийная площадка, которая функционирует как читальный зал, а в случае необходимости с помощью столов, трансформеров и складных стульев может превращаться и в коворкинг-зону, и в зону мастер-классов, и в зону для каких-то настольных игр, и в площадку для проведения мероприятий. Вот коротенько и все. Какие-то вопросы, может? Сумма у нас половина на половину идет на мебель и на техническое оснащение. На книги нет, у нас же городские еще средства есть. Это республика 1 054 000, а 100 с чем-то тысяч. Ну, Город, и там 1 уже 200 000, да, там практически, там без да, копеек. там уже пойдет на книги, кроме того, комплектование, которое ежегодно идет. Мы все-таки около 1 миллиона получаем на ЦБС. Мебель нет, мебель будем, у нас есть поставщик, изготовитель, который в прошлом году нам в 9-м филиале делал мебель. Очень довольный, вот и карту Республики Коми сделал. Это ИП. Он не, сразу говорю, он не участвует ни в каких конкурсах, ни в Коллегам торгах, ни скажите, может, они аукционах. напрямую будут. И ИП, ой, господи, Ковальцов. Можете обращаться, телефончик дадим. Правда, большие объемы он не берет, но, по крайней мере, он делает качественно, из хороших материалов и не обманывает. Он местный, Сыктывкаре, где-то на Сысоцком шоссе, у него небольшая мастерская. В Сыктывкаре вот берутся у нас, получается, Да. Алграф и фабрика Север сейчас активно тоже включается. Вот по Сыктывдину, я не знаю, они у вас были, не были. Да, вот тоже и у нас они тоже были, и нам тоже предлагают подобного рода услуги. Поэтому Ну вот чем нам понравилось, вот этот вот, кто нам делал мебель, к нему обращаться надо, когда что-то вот он хорошо может посоветовать, когда-то что-то необычное надо сделать. Не просто там стеллаж какой-то, какую-то полку, какой-то там стеллаж в виде чего-то. Он и подсказывает, как это лучше сделать, ему картинку покажешь, и, в принципе, можно договориться. И, по крайней мере, обязательно человек. Если он сказал, сделаю вот 15-го, например, там, сентября, он 15-го и сделает. Мгм. Вот, Спасибо. еще, да, спасибо. Еще один лайфхак для всех, если будете заказывать мебель, а мебель чаще всего делается из ДСП, укладывайте в аукционной документации класс эмиссии Е0. Это позволит вам получить мебель Сыктывкарского завода фанерного. Вот, потому что в России всего 2 завода работают с Е0. То есть это Сыктывкар и Красный Якорь. Это, по-моему, Вологодская область. Вот, у остальных у всех Е1 или Е2 это то, что будет рыхлым. Просто-напросто по плотности и мебель будет крайне-крайне вот неустойчивой. Вот, поэтому будете заказывать производителя, можно напрямую прям. Но если через аукцион, то, конечно, лучше Е0, потому что она будет не рыхлой и прослужит вам очень долго. Двигаемся дальше. У нас Алина Робертовна. Бутканский филиал и центральный. Так, значит, в конкурсе мы выиграли точно так же, как 1 054 000 и 116 наших. Это, конечно, сейчас я думаю, тоже ни о чем, но хотя бы что-то, да. Вот. Бутканский сельский филиал, Кудрская ЦБС. В 2013 году нас перевели, значит, в здание. Это многоквартирный дом, 8-квартирный или 12, сейчас не помню, 12-квартирный, наверное. Из них 3 комнаты выделили для библиотеки, потому что в то время
надо было, то есть было юбилейное мероприятие в Аневу, и как бы вот общественность выступила, чтобы было дано помещение. Вот. Библиотека, значит, она была открыта в ноябре 1959 года. Входят абоненты, читальный зал, объем фонда, и у нас, значит, квадратура это 66,2. Капитального ремонта не требуется, потому что в 2013 году практически полностью мы оборудовали все там, сделали там некоторый нюанс по фасаду у нас встает, но как бы это решаемо. За основу дизайн-проекта мы взяли библиотеку автографов, музейную комнату народного поэта Республики Коми Альберта Ванева, сохраняя творческое наследие поэта. Вот в 2003 году при проведении праздника Коми-книги вот эта идея возникла. Всего собрано 30 автографов. Вот, и 30 автографов. Ну, писатели поэтов, сами видите, знаете кто. Кто к нам приезжали. В 2013 году было открытие, значит, выделили мы комнату из 3 комнат музейную, где собрано 613, значит, книжный фонд состоит, и плюс фотографии, которые передали родственники. Значит, это дом Альберта Ванева, скажу. Так, подождите. Понятно, что вот сама музейная комната, читатели при анкетировании, ну, как традиционно сказали, что музейная комната должна она оставаться, понятно, то, что должна быть комфортной, что новые технологии нужны, как бы все это подчеркнули. Поэтому документальный фонд не буду перечислять, все видите, какое поступление, что имеем на сегодняшний день, что должно быть в 2023 году. Вот. Это тоже задача для директоров, дальше думать после модернизации. Вот. Интересный факт, что кроме того, что мы собираем автографы, у нас село Буткан еще примечательно тем, что жители села знают и хранят родовые пасы, знаки, и они все на домах есть, и чем интересно само село очень. Далее, что в рамках, вот когда мы захотели участвовать, у нас получилось, мы работаем с Радуга Лик, вот, и получается, что в рамках, ну, неделю надо было что-то сделать, да, вот они нам дизайн-проект как бы сделали. Вот, значит, здесь это получается, мы предусматриваем на абонементе холл-зона, зона расположения книжного фонда по краеведению, вот с той стороны идет библиокафе вот, с трансформацией в зал для мероприятий, потому что оно должно быть мобильным, помещения маленькие. Все это будет в сине-белых тонах, которые обозначаются из снега, чистоты реки и неба, которые воспевает Ванеев. То есть на основе его произведений, как бы цветовая гамма, она все будет формироваться. Если, скажем, сам дизайн-проект, может, где-то скучноватый они показали, то по этому направлению мы будем с ними еще работать и доделывать. Вот, и много идей я сегодня и от вас услышала, которые в голове сейчас есть. Далее, это музейная комната, вот так мы видим. Здесь тоже должно быть и для читателей пространство и чтение, и как бы зона такая индивидуальная, чтобы она функционировала не только как музей экскурсионный, да, а человек мог прийти и тоже посидеть и позаниматься. Детский абонент включает игровые зоны для детей, пространство для творчества и книжного фонда. Здесь мы видим цветовое решение, это в бело-красных тонах, где красный это воспетый в стихах поэта Снегирь и северная ягодка брусника. И взрослый абонемент тоже, значит, зона расположения основного книжного фонда с местами для индивидуального отдыха предусматривается. Вот в таком пока виде. Но, я говорю, в мебели этом будем еще работать.
Это то, что быстро получилось у нас, что мы должны были представить министерству. Поэтому я думаю, идея хорошая. У нас эта библиотека на слуху общественности, под контролем. Поэтому мы стараемся сделать. И то, что вложений пока, как администрация спросила, пока вложений никаких не нужно. Достаточно много вложено. Поэтому, чтобы совершенствовать и делать, в смысле, качественную мебель и так далее, да, конечно, хорошие деньги нужны. И получается, эти миллион на оборудование, миллион на это. И оттуда немножко у нас взяли, вот надо искать денежки еще директору. Поэтому, как говорится, рады этому. И мысли есть, скажем, на следующие годы уже маленькие филиалы, действительно, вот в таком финансировании, я думаю, тоже плюс большой идет. Дорогие коллеги, Алексей Анатольевич, вам крепкого здоровья, а нам крепчайшего здоровья. Потому Спасибо. что вот это все пропущено вот так. А что еще остается? Хорошо, спасибо. Коллеги, давайте двигаться дальше. У нас Ухта, Ольга Григорьевна. Это у нас тоже библиотека, которая победила в федеральном проекте, центр Кричевского. Он ремонтируется, вы знаете, в детском парке Ухты за средства «Газпрома». Да, поэтому вот коллеги подавали и также стали победителями. Давайте мы посмотрим, что у них планируется. Нас слышно? Да, очень хорошо слышно, и презентацию мы видим. Замечательно. Детская библиотека филиал номер 14, более 60 лет своего существования, находится в здании Центра творчества имени Генриха Адольфовича Корчевского. По-простому мы называем Дом пионеров. Он находится в детском парке, реликтовом сосновом бору в центре города. Весь комплекс имеет неофициальное название среди ухтинцев «Страна счастливого детства». В рамках в 2019 году в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и ПАО «Газпром» начались работы по реконструкции центра, а это и стало отправной точкой решения о создании библиотеки нового поколения при центре. Библиотека располагается на 3-м этаже, это не страшно, в связи с тем, что полная реконструкция осуществляется с учетом доступной среды для инвалидов и маломобильных групп. Идея концепции – создать для детей центр социального старта и выбора с активным действующим элементом системы воспитания и просвещения, предоставлять максимальную свободу и комфорт в библиотечном пространстве для всестороннего развития личности, чтения, образования, творчества, общения, досуга, но при этом не потерять собственную идентичность. В настоящее время на смену сугубо функциональному взгляду на пространство, как на средство размещения библиотечных ресурсов, мы применили другой взгляд, принципом которого стала открытость, доступность, прозрачность библиотеки. И при этом наш дизайн-проект должен быть еще выражен в соответствии с общим дизайн-проектом Центра творчества. И как показала практика, внешние изменения оказывают положительный эффект. Архитектура, дизайн – это не просто фон, на котором происходят ежедневные события. Это сконструированная искусственная среда обитания, которая зачастую становится фактором, влияющим на детские мысли и действия. Реализация проекта позволит найти читателю свою зону. То библиотечное пространство, которое будет многофункциональным. Выставочное пространство, тематические зоны, игровые площадки приобретут иммерсивный характер для создания эффекта полного погружения читателя в
в ту или иную эпоху, сюжет картины, события станут своеобразной зоной вовлечения с одновременным воздействием на несколько каналов восприятия, где читатель станет полноправным участником происходящего. Единственная на сегодня проблема, которую мы пока еще не можем решить, это возможность, что исчезнет та изюминка, которая была в библиотеке, это Малая Третьяковка. В связи с тем, что дизайн коридоров будет стекло-бетон, ну, пока дизайнеры «Газпрома» сопротивляются. Не хотелось бы, чтобы вот это то, что пользовалось огромным спросом, ну, безвозвратно исчезло. Роль библиотеки изменится. Раньше библиотека предоставляла читателю то, что ему нужно, а теперь мы попробуем предоставлять то, и читатель, чтобы смог найти то, чего он и не предполагал. Интерактивное и сенсорное оборудование изменит методику подготовку мультимедийных просветительских программ, подачу материала, форматы культурного просвещения. И библиотека станет современным куратором сопровождения детей в культурное пространство страны на территории МУГУ-Ухта. Дело в том, что это произойдет еще и в связи с тем, что сегодня мы реализуем пилотный проект, такой межведомственный, культурный норматив школьника. И здесь же мы изменили подход к комплектованию книжных фондов, и сегодня, в связи с тем, что библиотеки очень хороший фонд, мы сегодня ориентируемся на приобретение интерактивных изданий и тактильных изданий. Библиотека 14-й филиал – это библиотека многолетних традиций, но приобретает новый и современный формат. Не только в интерьере, но и в формах различных массовых мероприятий. И уже в этом формате детская библиотека станет некой платформой системы социальных лифтов, современной информационной площадкой, поскольку предоставит своим пользователям возможности для образования, самообразования, саморазвития, включаясь в реализацию важных социальных функций, базовым субъектом которых являются дети. Обеспечит сопровождение образовательной деятельности, нацеленной на формирование привычки, обучение в течение всей жизни. Нам проще, потому что мы находимся в центре творчества имени Корчевского. Спасибо большое, вам еще проще, потому что рядом с вами «Газпром», вот, который, конечно же, помогает. Ну, это на самом деле здорово, что есть такие компании, организации, которые включаются и которые делают что-то во благо жителей на той территории, на которой они присутствуют. Спасибо большое, Ольга Григорьевна. Есть ли вопросы? Можно такое маленькое резюме? Конечно. Вот вы в начале наших встреч спрашивали меня по поводу центральной библиотеки. Очень бы хотелось, чтобы «Газпром» подключился именно к центральной библиотеке города. А подскажите, пожалуйста, там вот с документацией, то, что документацию разрабатывали, вот в какой вы точке сейчас находитесь? Вот смотрите, 23 октября 2020 года у нас прошел аукцион, и мы подписали договор на разработку проектно-сметной документации. На аукцион была заявлена сумма 3,5 миллиона на ПСД. Значит, подрядчик выиграл 1 336 000, и работа, в общем-то, должна была начаться. До конца ноября на мои письма, что пора бы приехать, произвести обследование здания, какое помещение вам для работы предоставить, ну и разные другие вопросы, в общем-то, к сожалению, никакого ответа, что мы работаем, мы готовимся. После новогодних праздников меня засыпали различной технической документацией, но на сегодня мной не согласован ни один
документ. Буквально на днях я жду 5-й вариант архитектурного решения, потому что у меня складывается такое впечатление, что та фирма московская, которая выиграла разработку проектно-сметной документации, ну, то ли не совсем компетентна, то ли использует недобросовестных субподрядчиков. Я не против субподрядчиков, потому что понимаю, что если это специалисты, и неважно, какой регион России тебе делает. На сегодня у меня теплоснабжением занимается Татарстан, водоотведением у меня занимается Ярославль, ну и так далее. То есть все архитектурные решения настолько некомпетентны, даже я, специалист с библиотечным образованием, понимаю, что в проектных решениях не учтены атриумное пространство, это второй свет. Если вы заметили, когда у меня в холле 2-го этажа, в общем-то, потолок выходит на крышу, а там у меня 20 окон, а они даже об этом как бы и не имеют представления, они собираются мне менять ливневую канализацию с крыши, при этом оставляют рулонную крышу, когда мне нужна мембранная. И вот до сегодняшнего момента мы ведем с ним переписку. Окна разных размеров, и я вот досконально каждое окно, вот это очень тяжело. И вроде бы у них есть, потому что они должны мне предоставить весь пакет документов, при этом мы техническое задание включили, обязательно прохождение государственной экспертизы. 23 марта я должна получить этот пакет. Я думаю, что пока его, наверное, и не будет. Продвигается, потому что ту примерную стоимость, непонятно, они мне прислали в техническом обосновании где-то в пределах 35 миллионов. Когда я задаю вопрос, это на приобретение материалов или вот как-то что? Ну, специалист, который это разрабатывал, не мог мне предоставить эту информацию. То есть на сегодня для того, чтобы просить деньги, либо участвовать в нацпроекте на следующий год или там на следующий, я должна иметь представление, сколько вообще обойдется мне мероприятие по капитальному ремонту двухэтажного здания площадью более 2500 квадратных метров. И то, что сегодня город заложил 30 миллионов, ну, вроде бы как софинансирование не прошло в Республике Коми, потому что, ну, непонятно, сколько всего понадобится. Поэтому я, наверное, подожду участвовать в нацпроекте, если вы не против. Ну, Ольга Григорьевна, смотрите, я действительно не против, потому что, судя по тому, что вы рассказываете, на самом деле это вот один из тех моментов, когда приходят компании, которые абсолютно не понимают, во что они ввязываются. То есть у них есть офис, они нанимают кучу проектировщиков из разных институтов, нет никаких ни обследований, ни приездов, ни реальных замеров помещений. Тем самым выдается проект, потом дальше пытаются всячески его сдать в экспертизу. Скорее всего, с первого раза экспертиза даст отрицательное заключение, у них будет вторая попытка, они будут пытаться. Самое главное, не платите им пока денег, потому что иначе они исчезнут, и найти их будет фактически невозможно. Вот, поэтому я как могу сопротивляюсь, я не подписываю ни одно, потому что каждое архитектурное решение, может быть, вы с этим знакомы, оно в пределах 48-55 страниц. И вот такие ляпы, да. Но вы знаете, даже мы, вот директора, которые здесь, мы и то, наверное, уже больше в этом понимаем. И приходится мне на расстоянии ходить, все это измерять, это ненормальная ситуация. И когда это закончится, я не знаю. Здесь вам только терпение, а обязательно, если уже и случится, и пройдете экспертизу, потом закладывайте деньги на технический надзор и авторский надзор, потому что хотя бы в рамках этих вещей можно что-то исправить. Вот мы сейчас работаем точно с таким же проектом, который не прошел экспертизу с первого раза. Мы, чтобы сохранить деньги, вытащили его с экспертизы летом, проторговали, запустили, и сейчас понимаем, сколько нюансов всего прочего с точки зрения технических решений не предусмотрено. Там, где есть двери по проекту, у нас, например, дверей не стало. Там, где двери должны быть,
у двери не Надо должно быть, они там появились в обратную сторону. Это то есть, знакомо. да, и это очень удивительно. А любая дверь — это фактически реконструкция, там, изменение объемов и так далее, и так далее. Поэтому здесь я бы тоже повременил подаваться на федеральный бюджет, потому что есть все риски заявку получить деньги, а проект не вытащить. Ну и тогда, конечно, тут вопросы будут самые серьезные. Нет, Спасибо. просто чтобы это не звучало так, что я не хочу. Я просто на сегодня мы не готовы. Потому что вот все коллеги знают мое помещение, кто был в Ухте. Дошло до того, что они не делают 3-й туалет на 1-м этаже, 2 гардероба, понимаете? Ну вот, будем бороться с ними. То есть вы... Мы вас поддерживаем. Если нужны какие-то более детальные консультации, обращайтесь. Если сможем быть компетентны, Да мы нет, у поможем. нас в техническом задании прописано, что первую экспертизу как бы она входит в стоимость, а вторая экспертиза, если они не проходят первую, вторую экспертизу, они делают за свой счет. Поэтому еще поборемся. Ну, согласен, мы тоже так же боролись, у нас точно так же все происходило и все точно так же было, потому что вместо того, чтобы сделать новый проект на капитальный ремонт библиотеки, министерство решило за 2 миллиона его актуализировать. И в итоге выиграла компания за 1,7 миллиона. Вот мы сегодня имеем очень актуализированный проект 10-летней давности. Все понятно. У меня Поэтому все. терпение. Спасибо. Давайте двигаться дальше. Сосногорск, Марина Анатольевна. Нет, Нижний Одесс у нас еще. Марина Анатольевна, а вы с нами? Алексей Анатольевич, да, здравствуйте, мы с вами. Отлично. Давайте, у нас Нижний Одесс, тоже очень интересный объект, поэтому... Да. Да, уважаемые коллеги, вашему вниманию мы представляем презентацию по созданию модельной библиотеки нового поколения на базе Нижнеодесской поселковой библиотеки. Это филиал номер 4 нашей межпоселенческой библиотечной системы. Этот проект готовится к реализации в этом году. Небольшая предыстория. Библиотечное обслуживание на поселке Нижний Одесс у нас осуществляют 2 библиотеки. Это Нижнеодесская детская и Нижнеодесская поселковая библиотека. С целью создания библиотеки нового поколения поселковая библиотека была выбрана не случайно. Она располагается в центре поселка, в здании Дома культуры. Значит, на основании анализа данных исследований возраст активной части населения поселка составляет от 30 до 55 лет. Это как раз тот контингент, который является пользователем нашей библиотеки. Библиотека дважды становилась победителем конкурса социальных проектов Лукойл Коми. Благодаря гранту в 2007 году на базе библиотеки был создан информационно-краеведческий центр. В 2019 благодаря победе проекта «Компьютер для всех поколений» библиотека стала предоставлять услуги по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста. Библиотека имеет благодарности образовательного интернет-портала «Ступени» за активное партнерство, трансляцию инновационных методов работы, диплом лауреата 1-го международного конкурса «Патриотическое воспитание в библиотеках. Действенные методы и подход», диплом 1-й степени за победу в международном конкурсе «Творческий проект библиотекаря с работой в памяти, в сердце, в книгах» и диплом 2-й степени за победу в международном конкурсе «Творческий портрет библиотекаря с работой «Мой Нижний Одесс» и многие другие достижения. В год услугами библиотеки пользуются более 3000 пользователей. Штат составляет 3 человека. Все специалисты имеют профессиональное образование и опыт работы более 10 лет. Нижнеодесская поселковая библиотека состоит из 2 помещений. Это абонемент по обслуживанию пользователей и читальный зал. Площадь небольшая, всего лишь 155 квадратных метров. Значит, в этом году из республиканского бюджета нам выделено порядка 4 миллионов рублей, за что мы благодарим Министерство культуры Республики Коми за такую колоссальную поддержку.
Софинансирование из местного бюджета составило 615 тысяч рублей. За счет этих средств мы планируем выполнить капитальные ремонтные работы. Они небольшие, но все-таки имеют место быть. Что мы увидим после? Значит, модельная библиотека станет комфортным медиапространством, где будут реализованы современные запросы для всех возрастных групп населения. Предполагается создание 11 функциональных секторов. Это вестибюль и сектор регистрации информации. Здесь будет установлен арт-зона, лекционная зона. Подходит она для проведения индивидуальных занятий и для коллективного творчества, а также открытый книжный фонд. В этом году появится здесь более чем 2000 новых книг. Поисковая зона и IT-зона – это персональные рабочие места для пользователей, доступ к электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки или ТРЭС. Зона МФЦ – это услуги для пользователей копировально-множительной техники и значит, полиграфические услуги. Также будет представлен модуль творческих инициатив «Библиоинтеллект», который позволит моделировать с помощью 3D-принтера. И также мы планируем приобрести свою мини-типографию, которая позволит издавать собственные книжные издания. В процессе создания концепт-дизайна учитывали следующие принципы проектирования. Это быстрая трансформация пространства, многофункциональность, открытость, акцент на человека, доступность, реалистичность и событийное программирование. Что мы получим в результате? Мы считаем, что модельная библиотека станет для поселка значимой интеллектуальной площадкой. Коренным образом изменится роль сотрудников. Из руководителей они станут модераторами, которые будут представлять пространство библиотеки для проявления активности пользователей. Активизируется программная и проектная деятельность. Появятся новые возможности для развития социального партнерства, в частности с Лукойлом. Проблемой поселка Нижний Одесс у нас является отсутствие собственного музея. Мы считаем, что выставочное пространство, которое существует в библиотеке, станет в библиотеке после ее модернизации, позволит создавать для начала хотя бы временные экспозиции об истории поселка. И, значит, сохранение исторической памяти, проведение исследований и сбора материала, так называемая реализация модели культурного взаимодействия библиотека-музей станет той особенностью, которая будет отличать библиотеку нового поколения в поселке Нижний Одесс от других библиотек района. Спасибо за внимание, доклад окончен. Хотелось бы еще отметить по 2022 году, если можно. Да, конечно. Значит, в нашем муниципалитете эта работа на сегодняшний день только начата. Пока мы определились с выбором библиотеки, которую хотели бы модернизировать в 2022 году, это будет городская детская библиотека в городе Сосногорске. У нас 2 детские библиотеки в городе, филиал 2 межпоселенческой централизованной библиотечной системы. Но, к сожалению, есть одна проблема. Библиотека требует капитального ремонта. На сегодня мы заказали проектно-сметную документацию в управлении капитального строительства и проект перепланировки. Они уже практически закончили эту работу, заказали мы дизайн-концепт и начали работу над концепцией модернизации данной библиотеки. Очень надеемся, что в этом году при поддержке нашего муниципалитета мы все-таки сможем провести капитальные ремонтные работы в городской детской библиотеке и надеемся, что успеем в сроки подать заявку на 2022 год, чтобы участвовать в конкурсном отборе. Хорошо, Марина Спасибо Анатольевна, за спасибо, внимание. да, спасибо, мы услышали. Вот, что касается, коллеги, 2022 года, вопрос поступал, все ли могут подаваться? Я считаю, что подаваться должны все, кто заявляется, да, надо пытаться, чем больше нас заявится, вероятность там получения финансирования. Ну вот, в прошлом году, я не помню, сколько, по-моему, 6 или 7 заявлялись на федеральный уровень библиотек. 12 заявок, да, 12 было.
получили только 2 заявки, поэтому здесь ограничений никаких нет. Что касается республиканского отбора, то, скорее всего, он будет проходить уже осенью традиционно, так же, как и в этом году он проходил у нас осенью. Связано это с параметрами республиканского бюджета. Если раньше бюджет республики формировался там до 1 сентября, то в этом году в связи с пандемией он формировался там до 1 октября или аж даже ноября, по-моему. Вот. Я надеюсь, что в 2021 году бюджет будет формироваться по старой схеме там, до 1 сентября, и, скорее всего, конкурс республиканский будет, ну, наверное, где-то либо в августе, либо в сентябре месяце министерством объявлен. Еще мы большие молодцы, мы уложились фактически в отведенное нам время. У меня к вам, коллеги, есть одна такая просьба и поручение одновременно. Смотрите, я сейчас вошел в общественный совет при Государственном совете Республики Коми, являюсь заместителем председателя этого общественного совета, и мы на апрель месяц выносим вопрос о комплектовании муниципальных и региональных библиотек. Вопрос для нас всех очень важный, потому что та сумма средств, даже которая есть в Национальной библиотеке, это 3,5 миллиона, она не меняется на протяжении последних 7 лет никак. И у вас, скорее всего, все это происходит так же. Я просто хочу подключить депутатское сообщество и переломить эту тенденцию на 2022 год. На 2021 мне это уже не удастся, бюджеты приняты, сформированы, никто доп. Денег не даст, потому что их просто физически нет. Но я очень хочу эту проблему поднять и попытаться ее каким-то образом переломить, потому что даже у себя, например, вот эти 3,5, 2,100 у нас подписка, и 1,2 остается на комплектование. Что такое 1,2 комплектование? Это 1000 книг. Ну, если взять среднюю цену за книжку 1000 рублей. При фонде 85 тысяч, да, ну, мы тоже очень далеко, некрасиво смотримся. И люди тоже точно так же, читатель к нам сегодня не идет, потому что, ну, а смысл? У нас ничего нового нет. У нас впервые в этом году, в 2020, книги, которые сдали люди, превысили книги, которые мы приобрели. Вот. И на самом деле это вот сегодняшний день, и мы живем в этой реальности, и мы понимаем, что то, что нам даже сдали, мы, к сожалению, сегодня практически на 70% не можем использовать, потому что эта литература у нас есть. Мы предлагаем ее вам. Почему мы взяли школы? Потому что, честно я вам скажу, рука не поднимается пустить его в шредер, пустить ее под нож, макулатуру. Еще один момент, но это больше, наверное, городские библиотеки Сыктывкара и республиканские. Мы сегодня работаем по утилизации макулатуры с поставщиком из Эжвы. У нас макулатуру принимают 6 рублей за килограмм с места вывоза. То есть вывозят прямо от нас, забирают за 6 рублей. Средняя цена 3 рубля. Если кому интересно, я контакты сдам. Потому что мы проговорили и объяснили, что мы, ну, не та организация, на которой там можно пытаться заработать. Вот, поэтому компания пошла навстречу и просила меня до вас довести эту информацию. Если кому-то из вас будет эта информация интересна, то контактами я тоже обменяюсь. Вот. А так, ремонт Национальной библиотеки планируется завершить к 15 июня, 20 августа мы открываемся. Я вас всех жду и, пользуясь случаем, приглашаю на открытие. Там у нас с утра будет официальная часть, скорее всего. Мы, скорее всего, второй волной. Потому что куча журналистов, я уже посчитал, там члены правительства, еще гости приглашенные. Мне просто не провести экскурсию по библиотеке. То есть у меня уйдет первая волна, потом мы с вами уже. Я вам покажу, что у нас получилось. Меня все просят дизайн-проект показать. Я держу это в тайне, чтобы был какой-то элемент сюрприза, да, и неожиданности. Вот, поэтому сразу заранее всех директоров я жду у себя. И что касается комплектования, я попрошу, вот все-таки возвращаясь информацию, мне нужен 18, 19, 20 и 21 год в динамике, что, чего, сколько у вас было. И буду вам признателен, если отправите. Ну, мы посмотрим, да, просто понадобятся какие-то дополнительные, если вещи, то то я у вас буду запрашивать, пожалуйста, давайте оперативно отработаем. Ну, он требует решения. Ну, невозможно так, да, мы
мы не сможем с вами это все вытягивать, и вот наплыв читателей спадет. Вот люди привыкнут, нового ничего нет, мы ничем не удивляем, и у нас через какое-то время мы будем иметь, но у нас еще и население убывает, поэтому так или иначе нам все равно придется за читателя бороться. Есть ли еще у кого какие-то вопросы, предложения, замечания по сегодняшнему поведению мероприятия, может быть? Я тут модератором вызвался быть и не планировал модерировать, но так уж получилось, поэтому прошу не судить строго меня, если я где-то в именах или отчествах допускал ошибки. Вот, я на будущее учту и буду модерировать правильно. Я тоже учусь вместе с вами. Поэтому всем нам удачи, успехов, берегите себя и спасибо всем огромное за то, что нашли время, возможности, приняли участие в сегодняшнем мероприятии, в сегодняшнем семинаре и поделились опытом. Спасибо огромное. Да, можно только микрофон. Или с трибуны, или от микрофона. Людмила Николаевна, да. Я, конечно, благодарю всех, кто принял участие в этой нашей сегодняшней работе, особенно тех, кто выступил, о своих проектах заявил новых и о своих старых проектах рассказал. Спасибо вам. Куда? Сюда? Спасибо огромное. Я надеюсь, что мы и дальше будем успешно участвовать в конкурсе и региональном, и федеральном. Но вот что меня беспокоит очень. Вот выступили у нас только 6 библиотек на конкурсный отбор 2022 года по федеральному проекту. Из них при ЛУЗе, как я понимаю, уже ответ, что вы не участвуете уже, да, получается. И вот смотрите, у нас 5 библиотек только будут заявляться. Это так? На федеральный конкурс. Я глубоко сомневаюсь, что министерство допустит такой вариант. Поэтому еще раз посмотрите свои возможности. И время-то уже, час X приближается, у нас уже объявлен конкурс, уже должна вестись работа. И еще один момент. Вот из этих даже 5 уже библиотек, 2 только это филиалы, остальные, значит, сколько у нас? 3 центральные библиотеки. По конкурсу федеральному от региона можно заявляться только 6 центральных библиотек. Всего центральных библиотек, всего по России 30 центральных библиотек участвуют. Там процентовка, вы помните. Поэтому посмотрите еще раз свои филиалы. Кто может еще заявиться? Вот. Очень прошу вас посмотреть концепции, чтобы они были конкурентоспособны. Еще раз повторяюсь. Вот то, что вы здесь продемонстрировали, да, вы продемонстрировали, зонирование, что будет в этих зонах, а сложнее всего выстроить вот эту концепцию. Вы сами помните это, да? Поэтому сейчас уже нужно начать эту работу, и у нас, насколько я поняла, министерство до 15 марта просит все документы подготовить, чтобы был такой... До 1 уже марта, вот видите, уже совсем немного времени, чтобы был люфт времени для того, чтобы проделать какую-то вот работу над ошибками и привести все документы в порядок. Все у меня. Поэтому большая просьба еще раз обратить на это внимание. Спасибо, Людмила Николаевна. Ну что, коллеги, будем завершать. Я хочу сказать слова благодарности руководству библиотеки за то, что нас приняли, и слова благодарности своим специалистам, которые сегодня героически выдержали и провели вот эту непростую онлайн-трансляцию, в которой было много вопросов, что получится, как удастся, как платформа себя поведет. Мы ее купили буквально месяц назад, вот сегодня испытали, посмотрели. Наверное, что-то получилось, что-то не очень получилось, но тем не менее всем, кто принимал участие, организаторам огромное за это спасибо. Коллеги, спасибо. Можем сфотографировать.